Вселенная Стикс. Чужая книга первая, часть вторая. Глава 13. Поход. «Они такие же грязные, как и ты», — сморщил нос жнец. «Ой, ладно, эстет нашелся. Пойдем на улицу, чё здесь воздух портить? Там и поговорим». Череп направился к выходу. Там стоял Йорик, рядом с ним на земле сидели два мужика. Хотя нет, один был юношей лет 20. Оба хорошо экипированы. Естественно, без оружия. Оно лежало рядом. Диана рассматривала необычную винтовку, явно произведенную Нолдами. «Око, это кто ж у нас такой снайпер?» — спросила она мужика, ткнув в него стволом. «Он!» — мотнул тот головой на молодого. «Где взял девайс такой, а? Нолды подарили за хорошую службу в Гитлер-Югенде?» «У меня дар снайпера», — с вызовом бросил парнишка. «А весло это, да, Нолды подарили. Я знаешь, сколько стронгов снял с него?» Далее последовал сильный удар ботинком в лицо молодому. Рекс, повернувшись к Диане, спросил. «Хочешь с ним посоревноваться?» «Можно и пострелять. Тащите эту падаль на стрельбище». На исходное за молодым Муром встал Йорик, угрожающе вытянув два пальца около его лица. «Если захочется почудить, то он отрежет тебе голову раньше, чем ты подумаешь. Понял? На!» Рекс дал ему винтовку с 3 патронами в обойме. «Сможешь 3 засадить один в один на 500 метров?» «Легко. Я элиту в глаз с километра этой бью». «Бил, так вернее. А Диана наш снайпер, будет мешать тебе стрелять». «Нечестно, как я тогда попаду?» «Она будет сбивать твои пули своими». «А так можно?» «Она может. У нее тоже дар, и не один. Давай». По итогам стрельбы Диана сбила все 3 пули Мура, которые так и не долетели до мишени. Ее дар меткости после белой жемчужины возрос. Теперь она при желании могла видеть пулю со стороны и куда она попадет. Мур озадаченно крутил винтовку в руках, потом с сожалением отдал ее Диане. «Не печалься, я за ней присмотрю». «Ладно, хватит мелодрам. Пойдем пообщаемся». Череп отвел молодого подальше, поговорил с ним минут 10. Потом вернулся за старшим, с ним тоже уединился ненадолго. Вернувшись, оставил обоих под присмотром Йорика и пошел в штаб. «Странно все это», — садясь в кресло, сказал Череп. «У тебя всегда все странно», — вторил ему Рекс. «Ни разу не было просто. Ну смотри сам». Оба говорят про засаду на колонну, которая только пойдет. И это решилось несколько часов назад. Как так может быть? Резвый, что думаешь? Мы планировали поход с вами еще месяц назад. А если бы мы отказались? А вы бы отказались? Нет, конечно. Ну чего тогда? За месяц протекло, несомненно. То, что у Муров почти в каждом стабе стукач, тоже неудивительно. Да ты в Стасика вспомни хотя бы. Понятно. Неясно другое. Оба описывают место засады с точностью до кустика. Будто заучивали рассказ на случай попадания к нам. Вы это место знаете, перед мостом, где мы танк отжали. Но вот в чем заковыка. Там абсолютно непригодное место для засады. Степь ровная, как стол почти, с небольшим пригорком, за которым в прошлый раз мы остановились. Хорошо. О какой засаде речь, если они знают, что колонна из Вавилона? А у них, то есть у нас, беспилотники. Есть, но как они передают картинку? По радиоканалу как же? Да. Элементарно, Ватсон. Тупо глушат диапазон. Ты, наверное, забыл, чьи они друзья. К тому же там такой ядовитый туман, что беспилотники почти бесполезны. И что же получается? Резвый пытался сложить картинку в голове. Оба Мура поют про место засады совершенно одинаково, что совершенно неестественно.
Спроси двух разных людей о любом предмете, событии или происшествии, и все равно они расскажут каждый по-своему. Да, это первое. Второе. Мы тогда снесли преграду на мосту, не заметив. Нам как бы говорят, что и в этот раз будет все легко. А сами сделают засаду раньше? Да. И даже знаю где. Выход с грунтовки в вонючем кластере. Там дорога ныряет между двумя холмами. Хот-дог такой получается, только вместо сосиски дорога. С километр. Там поставят. — И как нам быть? — спросил Резвый. — 400 грузовиков там станут намертво. Сожгут все. И когда мы соберем такой конвой еще, они не учли одной вещи. Вернее, двух. У нас есть Чиль, которому на их радиосвязь насрать, и у нас есть Марго, которая видит глазами Чиля. Чем они там будут работать? Гранатометы, огнеметы, пулеметы, минометы. Может, дальше поставят батарею гаубиц? Это все увидим. И еще у нас есть местные из того кластера. Шахтеры говорили, что имеется еще одна дорога, по которой можно попасть в кластер, но она непригодна для техники. Через лес. Там, конечно, мало зараженных, но можно иногда хорошо попасть. Так вот, эта тропинка выходит как раз в 5 километрах от засады. Решение напрашивается само. Марго со стаей уходит лесом и выходит к ним в тыл. Мы специально растягиваем колонну на грунтовке Вонючего. Они нас видят, готовятся в нетерпении. В тыл к себе не смотрят вообще. Мы пока чинимся, собираемся вместе, тянем время, в общем. А Чиль увидит сквозь туман засаду? Не напрягаясь даже. Давайте готовиться тогда. Рекс медленно встал, заканчивая на этом заседание. Через 10 дней встречали конвой из Вавилона. Задолго до прибытия выслали вперед по дороге несколько мобильных групп, распугать всех, кто попадется. От людей до зверей и жмуров. Разминировали и огородили большой пустырь для техники и палаток. Мазать всех кровью Марго не стала. Она элементарно испугалась, что из нее выкачают всю оставшуюся кровь. Титан с Надей что-то там намудрили по медицинской части, и теперь у них была ДНК чужой, без необходимости каждый раз прибегать к такой варварской процедуре. Прибывших пометили и пустили в стаб. Вавилонцы смотрели с раскрытыми ртами на свободно гуляющую элиту. Суперэлиту, точнее. А Йорик и вовсе выходил за все кондиции. Резвый в связи с предстоящей засадой добавил ко всей технике, что пришла с конвоем, еще 4 самоходных миномета 2С4, или «Тюльпан». Они очень хорошо могли выковыривать врагов из укреплений. Несколько дней на отдых, подготовку, и вот, наконец, тронулись. В чистилище, как всегда, остался Ка. Слишком далеко для него было ползти. И Михалыч на хозяйстве, как раз работающий над памятником «Годзилла и друзья». С собой взяли 100 бойцов, которые, в свою очередь, могли управлять любой техникой, благодаря ускоренным курсам того же Михалыча. Назад рассчитывали как минимум половину из них рассадить за рули и рычаги. Новые ангары уже давно построены и ждали пополнения. Путь был знаком. До развилки с обходной тропинкой добрались за день. Здесь Марго со стаей и группой Немезиды ушла в лес. С конвоем остался Йорик. Его одного хватит разобраться с любой элитой, встреченной на пути. Но на вонючем кластере редко попадались руберы, не говоря уже об элите. И свыше 3000 штыков тоже могли за себя постоять. Вот если только предположить, что Йорик ворвется в расположение конвоя, эти 3000 вряд ли смогли бы с ним справиться. Они бы элементарно не успели. Невидимка, телепортер, сверхбыстрый. Хуже мог быть только скребер. К условленному месту поломки перед ущельем подошли к следующему вечеру. Не торопясь, колонна подтягивалась к лагерю. Шел мелкий ремонт, горели костры, пахло готовящейся пищей. Тюльпаны, не снимая маскировочных сетей, встали в стороне от лагеря, дабы его не накрыло ответным огнем по батарее.
Также подготовили им вторую позицию, как было договорено еще на стабе. Огонь могли открыть в любой момент. Ждали только красные ракеты от Немезиды с места дислокации муров, чтобы закидать их фугасами. Чужая шла по лесу. Стая соблюдала тишину. Багира и Немезида двигались впереди. До опушки леса оставалось с километр. Деревья начали редеть, когда Немезида услышала приглушенную речь. Подняв руку, приказала остановиться и залечь остальным участникам группы. Багира, мягко ступая по мху, обходила говоривших по широкой дуге. — Я тебе говорю, щуплый, что здесь они не сунутся. — Они могли узнать о тропинке через лес? — Вряд ли. Им зачем? У них техника и элита, как на параде катят. Да и как здесь грузовики пройдут? Отдыхай, только не храпи все же. Мало ли, вдруг жмуры пойдут. Но умерли они не из-за жмуров, а из-за двух хорошеньких девушек — Немезиды и Кали. Муры, как оказалось, знали о хитрой тропке и поставили даже здесь несколько пенсионеров. 2-часовых сняли быстро и без шума. Еще одного связали и допросили на месте. Пенсионер оказался говорливым и много знал. В частности, где стоит батарея гаубиц, куда сразу послали Чиля, что тот и подтвердил. Марго решила уничтожить батарею одновременно с сигналом от Немезиды о начале обстрела. Чиль, пролетевший несколько раз над ущельем, точно сообщил о месте, где засели муры. Засада была организована грамотно. Муры чувствовали себя в безопасности, но только не от тюльпанов. Те их достали. Скрытно подобравшись к расположению батареи гаубиц, стая залегла. Снайперы на всякий случай были готовы, но вряд ли бы пригодились. Батарея почти не охранялась, разве что от низших зараженных. Сил у муров было не так много, поэтому выделить более мощное сопровождение они не могли. В это время Немезида в невидимости нашла муров, подобравшись к ним практически в упор. В засаде их сидело не меньше полусотни. Ущелье, скорее всего, было заминировано дистанционно управляемыми фугасами. Задача муров состояла в том, чтобы только остановить колонну, закупорить выезды в узких местах. Дальше была работа артиллерии. Целенаправленно людей они убивать не собирались, но, зная о численности, не полезли бы ни за что. Просто хотели сорвать вавилонцам экспедицию за оружием и тихо уйти поверху. Ждали только утра, когда конвой решится продолжить движение. Но не дождались. А дождались красные ракеты, практически из расположения лагеря. Возникшая паника от выстрела не успела утихнуть, как на них сверху посыпались подарки. Минометные снаряды за секунды уничтожили все живое. От засады осталось только воспоминание. Одновременно с красной ракетой перестала существовать батарея гаубиц. Путь был свободен. Тюльпан оказался очень эффективным оружием. После него даже трофеев не осталось. Марго со стаей ждала колонну на выходе из ущелья. На следующее утро продолжили движение и к обеду подошли к мосту. Каждый раз он поражал воображение. Воздушный ажурный мост единым пролетом без опор перекинулся с одного берега на другой. Как такое могло быть, никто не мог объяснить. Однако выдержал весь конвой. Несомненно, технологии будущего. Вскоре колонна подошла к улице Беговой. Та опять была забита транспортом. Хорошо, что у вавилонцев были инженерные машины разграждения. Пробив коридор, грузовики дошли до станции. Позади колонны устроили заслон из техники, закупорив улицу на время погрузки. Разведывательные группы бросились в рассыпную по станции. Стая с Марго застыла на мосту. Это была ближайшая точка от центра станции с хорошим обзором. Запустили 2 беспилотника, которые ходили по кругу диаметром в 5 километров. Чиль также высматривал обед стаи. Немезида поделила своих людей на несколько антиснайперских групп, рассадив их по высотам.
Остальные 3 взвода из чистилища патрулировали железнодорожный узел. Стали поступать первые доклады. На втором пути стоят 3 эшелона с боеприпасами. Еще 1 с танками Т-80. 6 платформ с санцепеками. А вот и она! Нашел армату! У меня здесь все забито БТР-80. Торнадо! Нужен кран! Терминатор, сосна, тунгуски. Резвый — это Клондайк. Здесь на армию, и не на одну. Штаб устроили недалеко от путей, в 2-этажном здании вокзала. Сюда стекались доклады поисковых групп. Требования, просьбы. Отсюда отправляли приказы. Первыми выгрузили тунгуски, по возможности закрыв небо над станцией. Потом потянулись грузовики. Подходили к вагону и платформам, быстро грузились и отходили на поле бывшего ипподрома. Лошадей к тому времени уже всех сожрали. Нашлись и виновники, несколько топтунов и руберов. Теперь их гоняла стая по беговым дорожкам. Марго пока не давала их съесть, но и отпускать не собиралась. Рекс, Череп и Резвый делали ставки. Вот один рубер все же исхитрился и почти смог сбежать, в отчаянном прыжке сиганув за высоченный забор. Но не успел его перепрыгнуть, как остался без головы. Остальные даже не пытались, делая уже 5-й круг по ипподрому. На последнем вперед вырвался рубер и принес победу Рексу. «Марго! Марго, ты где?» — не умолкала рация. «На связи. На восточной оконечности станции какая-то драка. Слышна стрельба и дикий рев». «Идем». Марго плюхнулась в «Тигр». Йорик, как всегда, бежал впереди машины. В конце станции, плотно заставленной воинскими эшелонами, шла перестрелка. Жнец и его люди отбивались от кого-то с помощью гранатометов. Мощный рык исходил из-за последнего вагона. Марго и Рекс залегли рядом со жнецом. «Кто там?» «В одном я уверен. Там элита со свитой». Вышли на грохот погрузки. Шли из центра города. Хорошо, что мы их первыми заметили. По главному влепили из всех стволов. Но, доложу я тебе, крепкая скотина. 4 метра. На человека, если и был похож, то в прошлом веке. Лысый, с небольшим венчиком волос, как у Михалыча. Весь в броне, даже на ногах. Вертлявый, постоянно не смолкая, бумнит что-то своей свите. Те, разинув пасти, слушают его. Ну и самое главное, у него в левой лапе зажата смятая каска. Что зажато? Каска обычная, но смятая, как пирожок. Ба! Старый знакомый! Это же Ильич! Титан подполз слева из-под вагона. Слышал я про него рассказы. Знатная зверюга. Слабее Йорика будет, но тоже силен. — И как нам его завалить? — спросил Череп. — И чего он там орет за вагонами? — Я ж тебе говорю, он постоянно что-то втолковывает своей свите. У них там очередной брифинг сейчас. Наорется и снова вперед полезет. — Сколько в его свите? — С ним штук 10 элиты. Крупный, на вид зубастый. Марго задумалась. Спустить на него стаю — результата особого не жди. В тесноте пространства между вагонами многие просто не пройдут. Тирекс и Конг с медведем застрянут. Остальным тоже нужен маневр. Стрелять нельзя, по своим попадут. Дальше его тоже пускать нельзя. Там уже люди в 100 метрах, на погрузке. Задача. Жнец, а что в тех вагонах? В самом крайнем снаряды для пушек, дальше противотанковые мины. Жнец, ты можешь попасть по нему, когда он туда со свитой зайдет? Могу, но почему-то уверена, что он туда пойдет. Подружка твоих позовет, Немезида. Марго жестами позвала к себе Сенса. Тебе надо выбежать из-за вагона, привлечь внимание элиты, потом сразу беги. Надо, чтобы ты их к крайнему вагону подтянула. — О чем вопрос? Меня Йорик не догоняет, а эти? Да еще под невидимостью. По местам тогда. У них брифинг закончился, притихли что-то. Жнец, не промахнись по тому отдельно стоящему вагону.
а то мы всю станцию на воздух поднимем. Нас самих тогда в Вавилон увезут на опыты. Не бойся, все будет хорошо. Вот именно этой фразы она и боялась. В прошлый раз после таких слов исчезло полквартала. Немного переборщили со взрывчаткой. Все, кроме действующих лиц, поспешили убраться подальше от предполагаемого взрыва. На жнеца поглядывали с опаской. — Диана, ты видишь элиту в конце эшелона? — спросил по рации Рекс. — Да, хорошо видим. Квас ее даже из пулемета может достать. Гарантированно. — Подстрахуй нас, сейчас будет большой бум. Немезида встала и тут же исчезла. Через минуту она уже бежала вдоль вагона, с другой стороны которого заканчивал речь предводитель. Еще через мгновение Немезида эффектно проявилась со спины свиты, но так и осталась незамеченной. Элитники внимали Ильичу. Тот совсем уж разошелся, махал лапой с зажатой в ней каской, грозя кому-то вдалеке. Голова его вся была покрыта ороговевшими треугольными пластинами, внахлёст друг на друга, как чешуя. Два небольших черных рога торчали на макушке. Дальше вниз по телу чешуйки заметно увеличивались и были уже размером с ладонь, поблескивая сталью. Споровый мешок имел внушительные размеры, и очень хорошо, что не был бронирован. Наконец Ильич обернулся и увидел девушку. Демон сверкнул красными глазами, растянув оскал пасти, в которой виднелись многочисленные острые треугольные зубы. Немезида не стала ждать команды Ильича, а без затей кинула в него гранату и тут же залегла за кучей мусора. Граната привлекла внимание всех монстров. Рыча такой наглости, свита сорвалась к разведчице. Ильич остался на месте. Немезиде ничего не оставалось, как дать по газам. Элита прытко преследовала ее, и вот уже поравнялась с вагоном. Девушка ускорилась настолько, что пропала из виду, пролетев несколько сотен метров за секунду. Затем раздался женский крик, шум падающего тела и тихое завывание. Немезида не рассчитала своей суперскорости и на полном ходу запнулась ногой о мусор на перроне. Пролетела несколько метров, воткнулась в мачту освещения и теперь лежала, постановая. Кали бросилась к подруге. Нога Немезиды была в плачевном состоянии. Правую штанину ниже колена проткнула сломанная кость, усугубив это обильным кровотечением. Кали вколола сенсус-пек и перетянула ногу вшитым шнурком выше колена. Свита Ильича поравнялась с вагоном с боеприпасами. Пролетевшие гранаты незаметно мелькнули перед элитой, попав по назначению. Колесная тележка стартовала в воздух в клубах дыма и пламени. Вагон весом в несколько десятков тонн перестал существовать за мгновение. Свита Ильича тоже. Кали успела затащить Немезиду за угол, так что их накрыло только мусором, падающим сверху, немного постучав по каскам. Через несколько минут дым опал, и глазам предстала догорающая платформа, за которой стоял раздосадованный Ильич. Непонятно, чему больше он огорчался — потеря свиты или аудитории. Но, выкинув мятую каску, зло огляделся по сторонам. И тут, со всех сторон и сверху, его атаковала стая. Неожиданно атаку монстр отразил весьма умело, с перекатом уйдя от основной массы нападающих. Чиль позорно промахнулся, врезавшись клювом в гравий, где только что стоял демон. Балу пронесся мимо, а кинетика Тирекса достала медведя сзади, придав тому еще большее ускорение. Конг провел свой коронный апперкот, но попал в воздух. Волки прижали Ильича к платформе, но тот отмахивался от них найденным неподалеку бревном, в обхват толщиной. Багира попыталась прыгнуть сбоку на демона, но была сбита в полете. Так, мешая друг другу, они толкались с минуту, пока все не решил Йорик, телепортнувшись на платформу за спиной Ильича.
Он с размаху вогнал кинжалы своих лап в споровый мешок демона. Ильич успел что-то крикнуть и выронил бревно на лапу Акеля, который взвыл от боли и кулем свалился на рельсы. «Здец!» Упершись ногой в демона, Йорик пытался вытащить кинжалы из головы. Не успели перевести дух, как взлетевший Чиль предупредил о большой волне зараженных, привлеченных взрывом. На пустырь выскакивали монстры всех мастей, от пустышей до элиты. Они слегка опешили, людей видно не было. Вместо вкусного, слабо сопротивляющегося мяса их ждала серьезная стая суперэлиты. Некоторые предусмотрительно по-быстрому исчезли в переулках, оставшиеся решились все же напасть. Отработанное построение стаи быстро разметало наступающую волну. Буквально за минуту от нападающих остались только дергающиеся в агонии тела. Марго добежала до Кали, прикрывающей Надю и Немезиду. «Ты как?» В ответ девушка подняла большой палец. «Сама виновата. С перепугу так разогналась, что... вот». Показала на торчащую кость. Надо было просто в невидимости убежать, не напрягаясь. Хорошие мысли приходят с опозданием, с сожалением добавила девушка. Перелом неважный, конечно, но за 2 дня пройдет. Сейчас я тебе шину наложу, нолдовскую. С ней можно сразу бегать. Надя постоянно собирала медикаменты и прочее, что оставалось от нолдов из медицины. Ты все же отдохни сегодня, хватит с тебя пока. Славно мы поработали. Вагон перегрузили, стаю накормили. Мы молодцы. Вот, смотри, что Ильич таскал с собой, пока его Йорик не заколол. Рекс положил на землю пакет. На подстеленную бумагу ожидаемо выкатились красные и черные жемчужины. Но что-то в них было необычное. Они не были равномерно окрашены. На них имелись проплешины молочного цвета, которые занимали до 10% поверхности. И что бы это значило? Рекс глянул на Титана, который зажал жемчуг в кулаке. «Даже не знаю. Но, мне кажется, это какая-то переходная форма. Уже не элита или никогда ей не была. Возможно, недозревший скребер? Такое может быть? Ты хочешь сказать, что жемчуг может менять цвет с красного на белый? Нам, знахарям, об этом неизвестно. Раньше подобного не встречалось. Но здесь пекло. В эти кластеры вообще редко кто заглядывает. И еще реже кто-то выходит отсюда. Мало информации. Если жемчуг меняет цвет, то скребер может быть дальнейшей формой развития суперэлиты. Или Ильич изначально был скребером недоношенным. По ним информация из гулькин нос. Может, они тоже сначала появляются в пекле не с белым жемчугом в мешке, а только со временем он у них белеет и приобретает свойства. Жалко, у Ильича не спросишь уже. А если поймать такого Ильича и в клетке раскормить его до скребера? Вот бы здорово было, помечтал жнец. Пробовали уже, не получается. Мрут. А с этим жемчугом надо быть осторожнее. Непонятно, что он из себя представляет. Резвый, бери свою долю, но глотать сразу я бы поостерегся. Как скажешь, учитель. Подождем, посмотрим. Может, дозреет, как помидор. Засмеялся Резвый. Прошло 2 дня погрузки. Половина транспорта уже стояла забитая под самую крышу и с полными прицепами. Техника была заправлена и готова к движению собственным ходом. Все это аккумулировалось на бывшем ипподроме. В целях маскировки все затянули маскировочными сетями. В центре бросили труп Ильича. Пусть напоследок сделает доброе дело, полежит, отпугивая зараженных. Хотя они и так не особо интересовались техникой. Но все же. Глава 14. Гонки по подземелью.
Работа кипела, не утихая ни днем, ни ночью. Работали в несколько смен. Свет прожекторов, конечно, привлекал массу любознательных. Группы и просто одиночек постоянно приходилось выпроваживать со станции. Стая заметно отожралась, ей понравилось в городе. Здесь, на московском кластере, с голоду вряд ли умрешь. Шла 3-я ночь. Работа была в полном разгаре, когда завыла сирена ПВО. Тут же, все побросав, люди попрятались в заранее отрытые щели и прочие укромные места. Устроить воздушный налет могли только нолды. Лишь их аппараты могли пролетать десятки километров. Первым делом волна беспилотников прошлась вдоль эшелона с боеприпасами. Зрелище взлетающих вагонов в темноте, свист шрапнели и осколков поразили не только стронгов, но и самих нолдов. 2 замыкающих аппарата были сбиты разлетающимися осколками. Прожектора судорожно стали обшаривать ночное небо. 3 прожектора захватили медленно разворачивающийся планер. Тут же с нескольких мест по нему ударили тунгуски. Спустя несколько минут таким же образом добили еще 3 оставшихся беспилотника, которые все же успели поджечь соседний эшелон. Сирена наконец заткнулась. Люди стали вылезать из укрытий, подсчитывая убытки. Налет длился минут 15. Потери составили 12 человек личного состава, 4 грузовика и 2 автокрана. И, понятно, содержимое 2 эшелонов. К счастью, дорогую технику сгрузили первой, и сейчас она, замаскированная, стояла на ипподроме. Так что о пропавших патронах особенно не переживали. «Все живы?» Череп поднялся, отряхивая и поправляя каску. «Марго!» «Да, мои все. Их вряд ли пробьешь такими осколками. Да, Йорик?» «Здесь! Марго!» «Рекс!» Титан оглянулся по сторонам. «Только что здесь был. Диана!» Они передо мной шли, залегли вон оба за тем забором. «Рекс, хорош чудить, вставай!» Череп добежал до предполагаемого места, где прятался от налета командир, но увидел только открытый канализационный люк и лежащую рядом трубку командира. «Как это понимать?» — подбежал жнец. «Как хочешь, так и понимай. Был Рекс и исчез. То, что он не убит, понятно, следов и трупа не видно. Тем более, что Дианы тоже не видно. Остается только одно. Их похитили. Он не бросил бы свою трубку. И не ушел, не поставив в известность нас. По рации недоступен ни он, ни она. Захватили. Только кто? Муры? Нолды? Им-то зачем? Он хоть и командир стронгов, но они должны понимать, что мы не вечны. Незаменимых у нас нет. Да, товарищ Жуков? Спародировал Титан. Тогда кто? Кто угодно. Но командира и Диану надо найти, сказала Марго. Никто не собирался с ней спорить. Тогда быстрее решаем, что делать. Не в Диснейленд же их повели. Резвый, когда отправляется колонна? Послезавтра утром. Выходит, у нас около 30 часов. Думаю, успеем. Титан, ты остаешься? Нет. Без вариантов. Не время сейчас. На тебя одного я могу оставить стаю. Йорика с собой берем, остальные все равно не пролезут в люк. Если мы не успеем, поведешь наших бойцов и стаю домой. Контракт надо выполнить обязательно. Это тебе и Рекс сказал бы. Тем более, что внизу бойцы нужны. Ты понял? Да. Марго, извини. Ничего. Стая уже знает, что тебя надо слушаться, как меня. Череп, жнец, квас, кали. Со мной. Немезида, как нога? Сможешь в подземелье побегать? Да, королева? 10 минут на сборы. Сухпайок на 2 дня, живчик, спек. Марго! Резвый отозвал ее в сторону. Ты же местная? Да, я родилась и выросла в Москве. Я к чему? Слышала про ее подземелье? Вы сможете его найти, ты уверена? Там же могут быть сотни километров. Его похитили, значит, их тащат, а это не быстро.
далеко не уйдут. И потом, с нами Йорик. У него нюх лучше собаки. Утащили их не скреберы, люди. И они пожалеют об этом. Оставь нам рацию и рацион на 2 недели, на 10 человек. Перезагрузка через 3 дня. Если не найдем, то уйдем после вас. Смотри-ка, про перезагрузку-то мы и забыли. Сразу отпадают несколько направлений. В центр не пойдут. Он скоро тю-тю. Где ближайшая граница кластера? На западе отсюда, в 5 километрах. Ну вот и ответ. Вам туда. А там или выход наружу, или стыковка со следующим подземельем. Поняла? Удачи вам. Все, что надо, будет вас ждать здесь, в БТРе. Под землей было жарко. Сразу как спустились, их ждали 2 одинаковых сухих туннеля. Луч прожектора высветил в обоих каменное покрытие. Следов на нем не осталось. Йорик присел, принюхался, поводя своей мордой, и бескомпромиссно повернул налево, на запад. Вампир задал хороший темп. Группа цепочкой в полной тишине бежала за ним. Жнец первый, за ним Кали, Череп, Марго. Даже Немезида не отставала. Замыкал Квас. Довольно быстро пробежали с километр, и туннель начал сужаться. Йорик резко затормозил и стал пятиться назад, ощупывая стену. Наконец, вернувшись метров на 20, застыл напротив каменной кладки. Йорик потерял след. Он утверждает, что они ушли сквозь стену. Прикажу ему телепортнуться туда. Погоди, может, там заминировано. Прыгнет, шума наделает. Да, они прошли туда. Череп положил ладони на стену. Минут 15 назад, не больше. Еще слышно остаточное ментальное поле. И такое бывает? Бывает, если ты не жмур. Но эти не лучше. Ты про кого сейчас? Их увели атомиты. Мерзкие твари. Посмотри сюда. Череп порылся у себя в рюкзаке и достал прибор размером с пачку сигарет. Приставил его к стене и начал потрескивать. Радиационный фон был выше нормы. Понятно. Но это ничего не меняет. Как будем вскрывать дверь? Раз они здесь растяжек не оставили, то там их тем более не должно быть. Логично. Йорик, прыгай за стену и посмотри, как можно открыть. Или покажи мне запор. Хлоп, и Йорик исчез. Йорик показывает задвижку с той стороны, но он не может ее ухватить своими клинками. — Пусть отойдет подальше, — сказал жнец, лепя на середину двери пластид. Через несколько минут дверь вылетела внутрь параллельного туннеля с оглушительным грохотом. Они знают, что мы идем. Они это и так знали, надеются запутать следы. Или будет засада. Йорик, чувствуешь их? Быстрее, говорит, бегом. Туннель был заметно меньше первого. Быстро двигаться не получалось. Но, что радовало, атомитам тащить жертвы тоже было не с руки. Так продвигались еще с километр. Йорик впереди опять замер, пригнувшись. Начал кружиться на земле, затем поднял морду вверх и тотчас исчез. «Ложись!» Раздался тихий хлопок, и сверху широким конусом блеснула шрапнель. Видимо, Йорик задел проволоку. Дальше пошли осторожнее. Впереди нашли несколько растяжек, сделанных наспех. Атомиты торопились, минировать проход не успевали. Группа на пределе возможностей двигалась вперед. Судя по трекеру, они пробежали около 6 километров по извивающемуся туннелю. Выскочили в большой зал и встали. «Мать твою!» — не выдержал Череп. Зал имел собственное освещение. С потолка лился мягкий мертвенно-бледный свет. По бокам круглого зала стояли прозрачные капсулы, заполненные телами в вертикальном положении. У тел не было голов. Все они принадлежали мужчинам. Капсулы заполняла по самый верх прозрачная жидкость, возможно, формалин.
На них было много пыли. А это уже другой кластер. Смотрите стыковку с коридором. И пыли полно. Это стаб. Значит, здесь может быть засада. Жнец водил печенегом вокруг себя. Засада будет, куда без нее. Здесь 6 коридоров, расходящихся в разные стороны. Куда нам, Йорик? А как он здесь след возьмет, если здесь все натоптано этими содомитами? Атомитами, жнец. Но ты прав, водится за ними такой грешок. Зачем тогда им Диана? Не знаю, но нам надо торопиться. Как бы Рекс не потерял свою честь. Череп, как скажешь, тьфу. Немезида сплюнула на пол. Слюна. Марго задумалась. Точно. Йорик, смотри по ДНК Рекса. А он сможет? С недоверием поинтересовался Квас. А как, по-вашему, стая различает, кого можно сожрать, а с кем стоит подождать, чтобы он жирком оброс? А, Квас? Кали подошла и ухватила его за щеку. Да, верно. Забыл. Марго же нас всех кровью мазала. Йорик закрутился на месте, не зная, в какой коридор из 2 побежать. Немного постояв, выбрал левый и быстро пошел в темноту туннеля. Разделили их здесь. Рекса сюда потащили. Видите характерные следы от ног беспомощного человека? Чем они его так интересно? Давай подумаем. Началась бомбежка. Вряд ли Нолды им сообщили об этом. Поэтому получается только то, что эти уродцы вылезли на станцию за оружием и нос к носу столкнулись с Рексом, который там лежал. А дальше или химия, или дар. Скорее всего, дар. Пока бы они лезли за химией, Рекс их бы сам уделал. А здесь 2 человека, и никто пикнуть не успел. И череп не видел, чтобы там кто-то особо сопротивлялся. А если дар, то они и нас так могут. Я первым пойду. Меня как ментата им будет затруднительно обездвижить, а я на них потренируюсь. А что за атомиты такие, все хочу спросить. Жнец еще не встречался с ними, как, собственно, и Марго. Такие же, как мы, иммунные, только попадают в улей в местах с высокой радиацией, на зараженной территории, в местах ядерных взрывов или аварий. Они такие мерзкие, все закутанные в тряпье, в очках сварщиков и каких-то немыслимых балахонах, скрывают язвы на теле. Причем улей не лечит их. И характер, понятно, портится от такого быта. Сам видишь, какой фигней занимаются. Шли долго. Йорик впереди вынюхивал дорогу. По трекеру прошли еще километров 5, как вдруг впереди послышался нарастающий гул. Вдалеке в туннеле забрезжил слабый свет. Медленно, почти ползком, люди подобрались к проему, закрытому решеткой, на обратной стороне которой висел здоровенный амбарный замок. За ней был большой зал. Все отползли назад, чтобы их не заметили. Немезида в невидимости попыталась заглянуть внутрь. Ей был виден довольно обширный кусок зала. В центре его стоял массивный столб. К нему была прикована голая Диана. Девушка находилась без сознания. Голова ее свесилась на грудь, тело блестело, будто намазанное жиром. Спиной к Немезиде стояло несколько человек в балахонах. На головах были то ли капюшоны, то ли челмы из тряпок. Оружия не видно. Они ритмично раскачивались из стороны в сторону, напевая однообразный мотив. «Так, одна есть. Что делаем?» Совещались они в глубине туннеля, оставив наблюдать за атомитами Немезиду в невидимости. Дождаться, когда приведут Рекса? А если его того сейчас? Ну, если бы им так хотелось, они бы не потащили его так далеко. Тоже верно. Значит, самое страшное пока отложено. — А просто убить не самое страшное? — спросила Кали. — Нет, что ты. Черепа даже передернула. — Так что, ждем или атакуем? Квас был само нетерпение. Среди них возникла Немезида. Рекс привели. Еле ногами передвигает. Дали какую-то железку в руки и сказали защищать Диану от элиты. Интересные у них игры.
Надо срочно знакомиться с режиссером. Йорик, прыгай туда незаметно и встань за спиной элиты, которая сейчас придет. Жди команды. Здец. И пропал. Эх, вот бы все так, — покряхтел Череп. Чем замок будем снимать? Руками. Вперед протиснулся Квас, таща за собой корт. За Квазом. Немезида, ты в невидимости стой. Послышался скрип и удар по решетке рукой Кваза. Все быстро полезли в зал, а там застыли балахоны и Рекс с большой железкой в руках и в набедренной повязке. В дальнем от людей затемненном проходе послышалось недоброе рычание. Где-то прятался Йорик. — Вы чего, уроды, себе придумали? Череп накинулся на атомитов. Те резко отступили за Диану с Рексом. Рекс стоял, улыбаясь, крутя железяку в руках. Скорее всего, под кайфом. Атомиты все прибывали из дальних проходов. Вскоре их набежало около 40 человек. Марго ждала, когда появится элита. И вот атомиты стали расходиться ближе к стенам, затянув свои заунывные песни. На сцену из полумрака вышел Минотавр. Ну, почти. Тело в мелкой чешуе отливало серебром, подчеркивая рельефность мышц. Под нечеловечески толстыми ногами дрожал пол. Картинный поворот рогатой головы, что было чуть больше бычьей. Но, в отличие от травоядного, Минотавр показал полный набор клыков и зубов, самый маленький из которых был сантиметров 10 длиной. Лапы оканчивались острыми когтями внушительной длины. Ростом он был выше Кваза. Эдакий египетский бог. Он степенно приблизился к Рексу, разведя лапы в стороны, как бы приглашая его к себе в объятия. Судя по встреченным капсулам, Рекс в итоге должен был остаться без головы. «Пора», — решила Марго. «Йорик, убей быка!» Сказано это было скорее атомитом, потому как вампир слышал ее ментально. Все дернулись, атомиты напряглись, крутя головами и забыв про пение. Минотавр тоже поглядел по сторонам, но, не найдя никого, открыл пасть в псевдоулыбке и продолжил плавно двигаться к Рексу. Прошло несколько секунд, как вдруг из груди быка показались бритвенные остроты кинжала Йорика. Надев его на лапу, он еще подвигал пальцами. Минотавр выгнулся в обратную сторону, заревел, как гиппопотам на случке, и попытался сняться с кинжалов, подавшись вперед, но тут же остался без головы. Из группы атомитов вышел закутанный по самой брови в тряпки субъект и уставился на Марго, сочтя ее главной. Девушке резко захотелось раздеться и броситься к нему в объятия. Закутанный транслировал ей прямо в голову похотливые картины, стараясь овладеть ею. «Вот чем они здесь занимаются», — мелькнуло у нее в голове. «Камасутру изучают». Вдруг все пропало. Мужик в балахоне сложился пополам. Марго отпустила. Зал наполнили очереди 2 пулеметов и автоматов. В толпе возникла тельняшка, и группа прекратила стрельбу. Вихрь клинков быстро завершил начатое. Живых атомитов в зале не осталось. «Надо было взять с собой Надю», — сказал жнец. «Как теперь мы этих наркоманов назад потащим?» «А что, Надя? Сама бы их дотащила», — не врубился Квас. «Она бы их вывела из этого состояния», — печально вздохнул жнец. «Можно я сфотографирую эту сладкую парочку? Конан-варвар спасает блондинку». «Немезида, вообще-то у нас камеры на касках стоят». «Да, все никак не привыкну». «Этот фильм будет пользоваться успехом. Такое шикарное тело висит на столбе, и какой-то даун со слюнями до пола лазает вокруг нее. Есть даже что-то эротическое. А если у него еще отобрать кардан от уазика, то вообще кошерно получится. Хватит над командиром глумиться, лучше б Дианку отвязали». А до него они не добрались, интересно? Квас никак не мог остановиться. «Квас, если не заткнешься, сейчас Йорик до тебя доберется. Он у тебя за спиной». Квас переменился в лице, позеленел и резко обернулся. «Все, понял, королева, молчу».
Обычная элита, только несколько пафосная. Всего 3 черненьких. Тот мужик держал ее ментально, указала Немезида на закутанного. После того, как Минотавра прикончили, он попытался нас всех парализовать. С хрипотцой в голосе произнес череп. Какое-то порно начал транслировать, извращенец. Во-во, я тоже увидела. Подумала, опять групповуха будет. С надеждой в голосе сказала Кали. Я его ментально, как бы вам это сказать, прилично, послал его ментально. Кивнул на тело череп. Марго, а почему Йорик-то медлил? Я честно подумал, что 2 лент к печенегу мне не хватит. Моя вина. Он элементарно не знает, что такое бык. Пришлось ему повторно объяснять, кто это. Уф. Ты разучи с ним, что ли, и пусть другим расскажет, какие плохие дядьки бывают. — А вы чего здесь делаете? Рекс, придя в себя, сидел на земле и крутил головой. — О, очнулся! А мы кино снимаем с тобой в главной роли. — Ничего не помню после бомбежки. Залегли, потом голову поворачиваю, рожа в очках на меня смотрит. Подумал, что кому-то голову отрубили. Все, дальше ничего. Атомиты это были, но их уже нет, вроде. Череп показал Рексу на повязку. Тот увидел, в чем сидит, и подскочил, ощупывая себя. Тут уже не выдержали все. Стены подземелья сегодня услышали, кроме пения, еще и оглушительный гогот. Диану сняли со столба, одели кое-как, чтобы прикрыть наготу. Одежду пленников искать было бессмысленно. Обувь атомитов надевать они отказались. Так босиком и побежали обратно. Впереди шла Немезида с Йориком, контролируя подземелье своими способностями сенса, заодно высматривая растяжки. Так добрались до зала с капсулами. «Рекс, смотри, что тебя ждало». Марго показала на безголовые тела в формалине. «Ужасно недостойная смерть для десантника», — расстроился командир. «Ну, суки, только попадитесь мне». Решили взорвать весь этот шалман и обрушить их туннели в стабе. Наверняка кто-то выжил, чтобы не было погони, и в качестве мести. До взорванной двери добирались молча. Потом Рекса прорвало. «А я ведь так и не сказал вам спасибо. Совсем уже головой тронулся. До меня только сейчас дошло, что я почти труп был. И Дианка тоже. А вот только пробила. И не страшно, если бы убили. Такой смертью, с карданом от УАЗика в руках. Кому расскажешь, засмеют. Вы смотрите, этот фильм у нас для внутреннего пользования будет. Увижу, где запись, устрою вам содомитов». «Командир, ну ты чего? Неужели не понимаем?» Немезида отдавилась от смеха. «Рекс, да хорош тебе! Что мы, звери, что ли?» Череп зажимал рот, чуть не лопаясь от смеха. А вообще, испугался, наверное, за девственность. «Ну, скажи, ведь страшно стало, что они могут всем пионерлагерем тебя?» Все-таки не смогла стерпеть Кали. «Убью!» — разнесся под старинными сводами подземелья истошный вопль. На поверхность вылезли спустя сутки. Никакого БТРа около люка еще не стояло, зато Диана в траве отыскала свою винтовку. Видимо, слишком длинная и неудобная, а томиты решили ее не брать. Жнец отдал трубку Рексу, тот с удовольствием затянулся. Не успели пройти и сотни шагов по направлению к лагерю, как им встретился резвый с Титаном. «Нашли все же!» «Ну как ты, Рекс, здоров?» Рекс в отчаянии глянул на Немезиду. Та только чуть повела головой в сторону. «Да нормально со мной все. И с Дианой тоже. Мы просто решили уединиться немного, пока вас бомбят, да заблудились по дороге назад. Спасибо, Йорик у нас нашел. Да, Йорик?» Здесь, Экс, Адамита, Эргал. Вампир показал, как убивал атомитов. «Да что ж ты такое говоришь-то, чучел ты огородное!» Рекс даже покраснел. «Смотри, разжалую». Ну, мы примерно так и думали. И опять грянул хохот, так что даже Чиль с высоты километра покосился глазом на людишек. Погрузка почти закончена. Завтра с утра едем домой.
У вас помимо боеприпасов ко всему, что движется и не движется, еще и техника. 6 танков Т-80 УД. Титан сказал, что у вас дизельного топлива немерено. 4 терминатора, машины поддержки танков, 4 БМП-3, 2 БТР-90, по 2 Тигра и Тайфуна, 2 машины залпового огня Торнадо, 2 Тюльпана, которые вам понравились. Пушек еще Д-30, 4 штуки, к ним Уралы и 3 Тунгуски. Больше в ангары чистилища не войдет, да и водителей в обрез. Вы ж там забавлялись. Раз все здесь, еще есть 2 санцепека, по-моему, очень даже кучеряво. А ты, резвый, наверное, всю станцию упаковал уже? Ой, что ты, сюда еще раз надо, или 2. Тогда моя душа спокойна будет. Теперь уже на будущий год, ближе к лету. Можно, только люки поблизости первым делом заминируем. Утром вышли. Колонна растянулась на несколько километров. К вечеру второго дня подошли к мосту. Разбили лагерь, так как ехать через мост ночью не решились. Поутру пошла разведка. На мосту, под мостом и в радиусе 3 километров никого не заметили. 2 головные БМП прошли мост и тоже ничего не увидели. К полудню решили выходить. Дальше ждать было уже нельзя. Перезагрузка не за горами. Колонна пошла. Мост был такой длинный, что вся колонна полностью уместилась на нем. Опасались, выдержит ли, но он вел себя отлично. Запас прочности, заложенный инопланетными технологиями, оправдал себя. До съезда на сушу головных машин оставалось уже менее 200 метров, когда по бокам дорожного полотна моста пробежала цепочка взрывов. Все, кто были на нем, затаили дыхание. Мост качнулся из стороны в сторону, потом по нему прошли несколько волн одна за другой. Немногие близко стоящие друг к другу машины стукнулись бамперами, некоторые даже лишились фар. Спустя несколько минут колебания стихли, полотно моста перестало шевелиться. Люди, еще не верящие в избавление, шумно выдохнули. В радиусе 3 километров не видно было ни одной мурской рожи. Как они могли взорвать дистанционно? В ярости спросил знахарь из Вавилона. Резвый, я не специалист по взрывному делу, но Михалыч ничего при мне не взрывал дальше километра. Здесь покопались нолды, их почерк. Тогда это первое, что у них не получилось на моей памяти. Видимо, достойные ребята строили, раз даже нолды не смогли взорвать. В следующий раз надо везде патрули оставлять, а то они додумаются сюда ядерный фугас приволочь. С этих станется. Дальше добрались без проблем. В чистилище были через 3 дня. Сутки пили с вавилонцами. Квас по пьяни проболтался резвому, что они сняли фильм об атомитах. Путем нехитрого монтажа с разрешения самих виновников торжества изменили лица до неузнаваемости и продали резвому за 40 красненьких. А что, все равно где-нибудь всплыло бы, а так хоть с пользой. Михалыч очень заинтересовался произошедшим приключением, всерьез собравшись отлить это в граните. Вернее, для начала, в гипсе. Глава 15. Вавилон. Какой прекрасный день сегодня! Марго стояла около ворот, ожидая погрузки. Сегодня они отправлялись в Вавилон, в отпуск. Составить ей компанию согласились Титан, Немезида, Жнец, Череп и Надя. Ментат, после истории с Рексом, не отпускал от себя Надю ни на шаг. Решено было отдыхать 2 группами. Первая, из Рекса, Диана, Кали и Кваза, уже заканчивала морально разлагаться. Марго брала с собой стаю с целью передать ее Рексу, который хотел поохотиться в соседнем с Вавилоном городском кластере. Он был не чета близлежащему, где в свое время появилась Марго. Помимо этих 2 групп, посетить Вавилон планировали также еще 2 тайфуна, полные людей чистилища.
Так же, как и Рекс, они менялись и оставались в качестве силовой поддержки с командиром. Такая вот ротация. Элиту с собой в Вавилон взять было невозможно, поэтому она будет отъедаться в городском кластере под наблюдением Рекса. Сама дорога до Вавилона была не сказать, чтобы совсем спокойная. Кое-где шастали зараженные, но регулярные патрули постоянно чистили шоссе. Нападать на военные колонны было себе дороже. А элита, руберы и топтуны соображали в этом плане прекрасно. С собой у группы Рекса будет мощная рация, смонтированная на одном из «Тигров». Так что, если возникнет форс-мажор, Марго может через несколько часов прибыть к стае. На окраине городского кластера оборудовали небольшой лагерь, основав там временную базу. Сам кластер с куском города вскоре должен был перезагрузиться, так что там было чем поживиться. Иногда, по рассказам старожилов Вавилона, там появлялась студия звукозаписи с огромнейшей коллекцией виниловых пластинок. Вещи раритетные всех направлений, от русских народных до тяжелого рока и классики. Попадала она в кластер раз в 6-7 лет, и обладание ею автоматически делало человека богачом. По договоренности с администрацией Вавилона, в ближайшую перезагрузку западный сектор города был их. Чужим заходить туда было строго запрещено, там будет резвиться стая. Трогать элиту из стаи тоже было запрещено. Для каждого элитника из стаи сделали специальный элемент брони, на который нанесли логотип чистилища. Тем, кто ослушается, грозило не только преследование по законам Вавилона, но и отсутствие защиты от стаи. Желающих позабавиться с чудовищами Марго не нашлось. Тем более, что в кинотеатрах и телевизионных шоу Вавилона постоянно крутили фильмы с их участием. Много вещей с собой не брали. 2 тайфуна охраны и бегущая рядом голодная стая делали дорогу безопасной. Одежду для отдыха планировали купить на месте. Хоть столица и считалась очень дорогим местом, но каждому жителю чистилища на целый месяц предоставлялось бесплатное жилье в 5-звездочной гостинице со всеми удобствами. Все мыслимые услуги тоже были бесплатны на протяжении месяца. Оставалось только наслаждаться и откинуть все тревоги прочь. Доехали за неделю, потому как шли налегке и могли позволить себе хорошую скорость. Элита легко выдерживала дневные переходы. Даже самый тихоходный Балу мог весь день бежать со скоростью 70 км в час, ни на миг не запыхавшись. Улей дарил просто грандиозное физическое здоровье. Первым делом завернули во временный лагерь и передали стаю Рексу. Порозовевшему Рексу и красавице Диане. Вот что с ними сделал месяц в Вавилоне. Командир посоветовал посетить арену, а девушка настоятельно рекомендовала бутики на Пикадилли. И все вместе были без ума от пляжей и аттракционов Мальдив. Вавилон частично располагался у теплого моря, которое значительной частью входило в стаб, что позволило выстроить на берегу восхитительные отели. Мощная охрана контролировала границу с городским кластером. На границе была возведена 15-метровая стена, непреодолимая, наверное, даже для Орды, которая со дня основания Вавилона здесь никогда не появлялась. С севера и запада Вавилон граничил с чернотой. С этих направлений не ждали неприятностей, а на юге находилось море. Проходимым оставалось только восточное направление. Дорога шла вдоль городского кластера, о котором уже упоминалось. Раз в 4 месяца тот перезагружался. Кластер был богатейший, даже без учета студии звукозаписи. На его территории имелось 3 воинских части с небольшим количеством техники. Несколько гипермаркетов, больница, отделение полиции, заводы и склады. Кусок был жирным. И неудивительно, что здесь возник не просто город, а столица 50 обитаемых стабов пекла. Сам город-стаб в ширину был более 150 километров, если считать от черноты на западе
и до стены на востоке. Длина — около 200 километров, от черноты на севере до моря на юге. Вавилон разбит на несколько зон — производственную, жилую, административную и коммерческую. Здания строились из современных материалов, благо завод подгружался раз в 4 месяца с готовыми железобетонными конструкциями. В жилой зоне дома стояли одного типа — коттеджи, не превышающие 3 этажей, различной расцветки. Улицы планировались прямыми, с перпендикулярными пересечениями. Росло много зелени, включая пальмы и прочие экзотические растения. Общественный транспорт ходил регулярно и представлял собой множество мелких маршруток. В проекте было наземное метро. Коммерческая зона имела главную улицу Пиккадилли и несколько десятков параллельных, изобиловавших магазинами, кинотеатрами, ресторанами и прочей атрибутикой сладкой жизни. Здесь все больше походило на Лас-Вегас. Море неоновых огней, музыки и веселья. Побережье в основном было застроено отелями, аквапарками и увеселительными заведениями. Ближе к стене, 30 километров побережья, занимали виллы богатеев. Место называлось «Зеленая миля». В Вавилон прибыли утром. Прошли досмотр, зашли к знакомому ментату. На вахте сегодня стоял Гриб, знакомый им по переговорам с Резвым. «Уважаемая чужая, рады видеть вас у нас в гостях». Гриб был очень высокого мнения об обитателях чистилища. Вставая из-за стола, подошел и персонально пожал всем прибывшим руки, что, видимо, выходило за рамки, судя по вытянувшимся лицам охраны. «Метки ваши я снял еще 2 месяца назад, так что с этим проблем нет. Только обязательные формальности, я вас надолго не задержу. Потом вас проводят в наш самый шикарный отель». «Извините, Марго, можно к вам так обращаться?» Не выдержал старший смены охранников. «Не вас ли мы видели в фильме «Годзилла и друзья»?» «Слышь, Череп, Годзилла и друзья». «Все верно, офицер. Вот только у Годзиллы не было друзей. Она их всех съела». «Снимаю шляпу. Я, наверное, к этому озеру и на километр не подошел бы», — ответил другой вояка средних лет, судя по глазам, бывалый. «Да, помню, как у меня все волосы на спине дыбом встали, когда она вынырнула в 100 метрах позади тебя». «А это ты снимал ее с катера?» «Да. Но я не знал, что нас там ждет. Сейчас даже под расстрелом не полез бы в этот катер». «Все, вспомнил!» Старший хлопнул себя по лбу. «Твой голос там, в туннеле, когда Стасика порвали. Это суперфильм, вы у нас кинозвезды. Дайте, пожалуйста, автографы, такой случай». «Рассказать не поверят». Офицер протянул Марго блокнот и ручку. «Марго, твои тайфуны на стоянку поставят. Ключи здесь будут, когда обратно поедете. Ну, или возникнет надобность за город съездить. А вот вам персональное разрешение на 2 тигра. Без права досмотра. Можете кататься по всему Вавилону». Гриб выдал 2 пластиковых квадратика Черепу. Глядя на лица охранников, можно было предположить, что такое разрешение последний раз они видели лет 10 назад. «А еще для вас организован прием во дворце нашего главного. Мы зовем его наместником или горцем. Он хотел бы лично с тобой переговорить, если ты не против. Я бы тоже там был, вот только напарник мой, жмот, куда-то пропал. Ни дома, ни любовницы нет. Странно. Из стаба тоже не выходил. Конечно, не против. Ваш стаб настолько любезен к нам. Ты просто не представляешь, насколько мы благодарны вам за беговую. Город огромен. По последним подсчетам у нас только коренного населения около 200 тысяч. Расширяться, сама понимаешь, некуда. Стаб физически ограничен размерами, а гражданство Вавилона хотят получить все. А жизнь здесь дорогая. На стене постоянные стычки с зараженными. Прилетающие воинские части бедны оружием и боеприпасами, так что тот конвой с оружием и техникой спас нас от многих бед. По секрету, наши хотят повторить еще. И самое главное... — А вы уж не грейте, — рыкнул он на охранников. — Самое. Горец
тебе и твоей основной команде хочет пожаловать почетное гражданство Вавилона. И это, я тебе скажу, несет с собой множество вкусных плюшек, начиная с возможности купить виллу на зеленой миле, освобождения от всех налогов и разрешения на личный автотранспорт без досмотра. Скидка везде на территории Вавилона в 20%. И там кое-что по мелочи. Нифига себе! Немезида даже присела на стул. Да, дорогуша, я живу в Вавилоне уже 7 лет, и гражданство получил только год назад. А уж почетных граждан у нас не больше 100 наберется. Резвый один из них. И ты, Титан, мог стать им давно, если бы не пропал. Ну, теперь награда опять нашла героя. Поздравляю вас. — А почему он горец? С Кавказа, что ли? — спросила Надя. Череп ухмыльнулся. — Не, русский он. Горцем по герою одноименного фильма стал, когда живым из нескольких заварушек вышел. Один раз без ноги, правда, — ответил за всех Титан. Их поселили в отеле «Пирамида Хеопса», одном из самых дорогих. Титан и Марго взяли одноместные номера «Суперлюкс». Череп с Надей и Немезида со Жнецом по двухместному. Все жили на одном этаже, предпоследнем, а на самом верху был один президентский супер-мега-люкс. Числился за горцем, фактически не сдавался. Чего в номере только не было. По сравнению с чистилищем, девушка попала в рай. Горячая вода текла из золотых кранов. Присутствовали джакузи метров 10 квадратных и тоже из золота. Этот металл не стоил так дорого, как в прошлой жизни, тем более что в городском кластере, ко всему прочему, прилетал банк с подземным хранилищем золотых запасов в несколько тонн. Ванная комната была оборудована всем, чего только может захотеть извращенный мозг аристократа в 10-м поколении. Кухни как таковой не имелось, потому как любое желание исполнялось практически мгновенно. Но был холодильник размером 3 метра на 4, в котором можно заблудиться. Весь доверху забит деликатесами. Если захочется сделать себе сэндвич, то не обязательно беспокоить службу доставки. Череп так увлекся чтением меню вслух, что все названное им было привезено на 6 тележках через 5 минут. Они с Надей ели это 2 дня. Не выбрасывать же. Названий некоторых блюд Марго даже не знала, хотя вращалась в МГУ с достаточно продвинутыми мажорами. В каждом номере был зал. Именно зал, в котором мог разместиться король Артур со всеми своими рыцарями и круглым столом в придачу. Огромный камин, в котором мог проехать тигр, ковры, лепнина. Драгоценные породы дерева и благородные металлы. Отдельная комната была отведена под спальню с соответствующей кроватью под балдахином. Теперь Марго был понятен розовый цвет лица Рекса. Месяц в такой роскоши ей определенно пойдет на пользу. Хотя месяц такого удовольствия по местным тарифам стоил черненькую жемчужину. Люди чистилища могли себе позволить такую роскошь. Все, кто жил в стабе чужой, были бойцами. Других там просто не имелось. Раз в неделю совершался боевой выход в городской кластер, и каждый раз оттуда приносили что-то. Так что в среднем зарплата бойца в чистилище была от 2 красненьких в месяц и выше. А те, кто имел долю в добыче, жили еще лучше. Тратить теперь ездили в Вавилон, разнюхав такое шикарное место. Многие привозили отсюда домой мебель, предметы роскоши, одежду на заказ, гражданскую и военную. Пора было собираться на променад. Марго договорилась пройтись по магазинам с девочками, а мальчики собрались в номере Титана у камина и дегустировали бесконечные напитки пирамиды Хеопса. Немезида села за руль тигра и по выданному им навигатору отправилась в центр. Им, как почетным гостям, позволили личное оружие, хотя Немезида с сожалением оставила свой вал на пропускном пункте в сейфе. Магазинов в центре стаба было бесконечное множество. Девушки ходили из одного в другой, мерили, прикидывали, обсуждали.
В общем, занимались обычным своим занятием. Прошло несколько часов, и в «Тигре» кончилось место. Вся машина была заставлена коробками, свертками, сумками и пакетами. Решили напоследок заглянуть в эксклюзивный оружейный магазинчик под дерзким названием «Дохлый Нолд». Он торговал исключительно оружием, отнятым у внешников, преимущественно у нолдов. Не все из него можно было использовать, так как некоторые боевые модели завязаны на ДНК или индивидуальные чипы нолдов. И даже среди оставшихся доступных образцов многие оставались в единственном экземпляре на территории пекла. Эксклюзив и цены соответствующие. Девушки зашли в магазин, уже переодевшись по последней моде Вавилона, и ничем не отличались от молодежи стаба, если не считать личного оружия и припаркованного тонированного наглухо тигра в камуфляже. Изобилие и разнообразие образцов инопланетного оружия парализовало любого сразу на входе. Немезида высмотрела автомат, похожий на ее любимый вал. Как объяснил продавец, автомат калибра 6 мм под специальный безгильзовый патрон от нолдов. Патроны были бронебойные, зажигательные, с трассирующей пулей. Автомат бесшумный и со всеми видами боеприпасов. Со встроенной оптикой, которая сама показывала, куда попадет пуля, за счет внутреннего баллистического компьютера. Она же автоматически становилась ночной. Магазины на 60 и 90 патронов. Мечта маньяка. Немезида жестом позвала продавца с окладистой черной бородой, мужчину лет 50, чем-то похожего на Михалыча. «Здравствуйте, меня зовут Берримор», — представился продавец. «Символично. Скажите, а сколько патронов есть к этому автоматику?» — проворковала Немезида. «У нас есть около 2000. Под заказ в течение 3 недель можем привезти еще 4000. А запасные стволы нужны?» «Нет, этот автоматик может выплюнуть все 6000 за один раз и не нагреться». «Хочу». Берримор внимательно посмотрел на девушку поверх очков с простыми стеклами. «Мисс, это дорого». «Очень». «Сколько?» «Красную жемчужину за автомат. И еще такую же за 6000 или черную за 2000. 6000 — это предел? Или еще можно найти?» «Леди любит пострелять. Можно, если вы соблаговолите купить этот набор». Берримор явно копировал своего тезку из отечественного фильма. «Отчего же не купить?» — в тон ему сказала Немезида и выложила на стол перед продавцом 2 красных жемчужины и 1 черную. Продавец очень заинтересованно посмотрел на девушку, на этот раз уже сквозь очки. «Черная как аванс за следующую партию патронов». Такое оружие после покупки опечатывается и хранится на выезде из стаба в сейфе. «Хорошо. Я здесь буду месяц. Если у вас появятся еще патроны свыше тех 6000, то сообщите по этому адресу». И дала визитку пирамиды Хеопса с номером. Берримор во 2-й раз почтительно посмотрел на Немезиду. «Будет исполнено», — чопорно сказал продавец. «А мне вот тот кинжал можно показать?» Марго указала на невзрачный, висящий в дальнем углу, кусок серебристой стали с кожаной рукоятью. «О, у вас есть вкус к холодному оружию. Как правило, неприметные образцы самые лучшие». «Я в прошлой жизни любила холодное оружие и даже немного фехтовала». «Очень необычный клинок и очень дорогой. Спешу вас сразу поставить в известность». «Рассказывай», — фамильярно оборвала продавца чужая. «С вашего позволения. Гарды у него нет», — поднеся Марго кинжал, начал продавец. «Она ему и не нужна», — ответил он на немой вопрос. «Вот, достаточно потереть здесь большим пальцем, как появляется защитное поле. Оно фиксирует руку, не давая ей соскользнуть, и в то же время кровь не попадет на рукоять. Поле защищает до локтя. При желании им можно отбить удар. Поговаривают, что зубы элиты не пробивают поле. Если вторично потереть пальцем, поле пропадет. Теперь о клинке.
Сломать пробовали, но ни у кого не получилось. Ставили полную стоимость и пробовали по-всякому. А не коротковато само лезвие. А вот здесь главный фокус. Нолды, конечно, те еще засранцы, но в оружии знают толк. Лезвие само увеличивается настолько, насколько нужно. Как это? Смотрите. Берримор взял платок и передал его Марго, а кинжал взял в правую руку. «Подкиньте повыше». Маргот подбросила платок метра на 2, и тот стал плавно опускаться вниз. До Берримора с кинжалом было около метра. Продавец вытянул руку по направлению к платку. Лезвие засветилось, удлинилось на полметра, и когда на него упала ткань, разрезала платок пополам. «Ничего себе!» — вырвалось одновременно у Немезиды и Марго. Надя откровенно скучала при виде оружия. «И сколько стоит эта прелесть?» — поинтересовалась Марго. Как я говорил, очень дорого. С видом английского мажордома выпрямился Берримор и надменно выпятил нижнюю челюсть. «Всему есть цена», — парировала Марго. 10 красных. Уверены? Он неразрушимый. Торг? Мисс. Это не то место. Хорошо. А ножны для него есть? Ножен к такому клинку не полагается. Если вы купите, то можете прилепить его на любую часть тела. Он не нанесет никакого вреда вашей коже. В любой момент, зажав рукоять в руках, вы можете отделить его от тела или одежды. Можно просто засунуть в карман. Сам он не упадет и не выпадет, пока вы не захотите. Он составляет с владельцем одно целое. Фиксируется на ДНК, так что никто другой не сможет им воспользоваться. И при должной тренировке может даже сам прыгнуть в руку. Для этого не обязательно иметь дар ментата. Клинок сам затачивается, когда сочтет нужным. Для активации вам надо посетить нашего главного знахаря, Резвого. Просто отпад. Бери, Марго. Дополнение к твоей катане. А что, и возьму. Не ахти, какие большие деньги для нас, сказала Марго, выкладывая из черного бархатного мешочка 10 красных жемчужин. Трое мужчин, зашедших перед ними в магазин, стояли неподалеку от них, рассматривая тяжелое вооружение нолдов. Теперь же они с интересом глядели на девушек. Их шепот был явственно слышен в наступившей тишине. — Откуда столько жемчуга у этих шалав? — Хороший ножик чистить картошку. — Насосали. Марго медленно повернулась к ним. Полы пиджака слегка разошлись, обнажив массивную рукоятку пистолета. Немезида положила руку на свой пистолет-пулемет. — Ты кого шалавами назвал, конь педальный? Марго не смогла сдержать себя, и ее глаза загорелись оранжевым светом, залившим зал магазина. Увидев это, мужчины заметно струхнули. Не говоря уже о том, что ходить с оружием разрешалось только главе стаба и его команде. И при виде света из ее глаз у них задрожали колени. — Извините нас, мы не хотели вас обидеть, — ответил за всех мужчина средних лет, с огромным перебитым носом, очень похожим на клюв. — Но обидели. Чем мы можем искупить свою вину? Мы не хотим портить себе такой чудесный день, поэтому сделаем вид, что ничего не было. Кинжал я могу взять с собой или его тоже надо сдавать в сейф? Вы могли сразу сказать, что вы почетные гости стаба, леди. Нет, не надо сдавать, можете взять. Не забудьте активировать у Резвого. Вы знакомы с ним? Лысый тип с бегающими сальными глазками? Знакомы, конечно. Мы ему фильмы продаем. Так вы... Берримор прикрыл ладонью рот. Марго приложила палец к губам, и продавец замолчал. «Приходите к нам, следующая вещь будет со скидкой». «Аривидерчи, мальчики!» Марго подмигнула носатому с компанией и вышла из магазина. «Марго, почему ты их не размазала? Или сказала бы мне? Сейчас бы кровью уже умылись. А потом чего? В первый же день 3 трупа на стабе? И как мне завтра горцу в глаза смотреть? Ладно, пусть живут пока. Встречу за воротами, тут и сказочки конец». Девушки уселись в «Тигр» и поехали в гостиницу примерять обновки.
Тем временем Титан, Череп и Жнец решили посетить арену. В Вавилоне это было место, где дрались насмерть. Те самые бои гладиаторов. Схватки проходили между людьми, которые по собственному желанию и не очень шли на смертельный бой. Законы Вавилона достаточно строги, и это было оправдано. А как иначе управлять многотысячным населением в этом непростом месте? На арену попадали убийцы, воры, мародеры, предатели. Отдельной кастой шли муры. Этих особенно любили. Бывало, привозили внешников, но те, как правило, обращались, и редко когда успевали попасть на арену. Были свои легенды, свои лузеры. Сегодня шли бои 1 на 1, 2 на 2 и 1 против 3. Рядом с кассами располагался тотализатор. Купив входной билет, тут же можно было сделать ставку. Первым оказался бывший Стронг, который убил человека в стабе по пьяни, без всяких на то оснований. И мясник из дикого стаба на краю пекла, которого продали и привезли в цепях в Вавилон. Да, как ни странно, работорговлю здесь тоже никто не запрещал. В Вавилоне имелся свой невольничий рынок. Люди туда попадали за провинности или неуплату долга. Все как везде, ничего нового. Вторыми были 2 пары. 2 чистильщиков, которые утаили в рейде 2 ящика водки и ящик консервов. Вторая — 2 рейдера, которые пронесли в стаб автоматическое оружие и устроили стрельбу. Хорошо, что никого не задели. Но за это угодили на арену. И 3-м номером была наемная убийца, которую схватили в стабе, когда она хотела порезать кого-то из администрации. Против нее выступили 3 ее заказчиков, обычные торговцы. Стронги купили билеты, сделали ставки и теперь сидели на трибунах в ожидании начала боев, потягивая пиво. — Череп, они до смерти дерутся? — спросил Жнец, не знающий нравов Вавилона. — Ага, до нее самой. — Разве это нормально? — Нормальнее, чем нарушать законы. Это же не в прошлой жизни. Здесь за любой косяк приходится держать ответ. — Смотри, Череп! Жнец показал на большой экран, на котором Годзилла с черным дымом из задницы бежала по воде. Трибуны взорвались хохотом. Следующим кадром было лицо Черепа, когда он увидел в первый раз ящера. Хохот 1000 людских глоток взорвал арену. Следующим был К, вцепившийся скреберу в лапу. Теперь трибуны охнули в ужасе. — Нормально мы зажгли, — тихо сказал Череп. — Хватит мелодрам, начинается. Прозвучал гонг. На арену вывели первую пару из противоположных выходов. У обоих руки в наручниках за спиной. Стронг был среднего роста, худощав, даже скорее тощ. Он выбрал 2 ножа. Мясник взял двуручный топор. Гонг прозвенел еще раз, и с них сняли наручники через решетку. Мясник не спеша пошел к центру, крутя топор с длинной ручкой, как карандаш. Стронг стоял спокойно, небрежно держа 2 ножа за рукоятки. Дойдя до середины, мясник заорал, как медведь в момент гона, и, подняв топор над головой, побежал на Стронга. Размах был огромен, и если бы Стронг не ушел перекатом, то его бы разрубило надвое. Топор со всей силы влетел в песок на арене. Стронг оказался сзади мясника и резанул его по внутренней стороне бедра. Но до артерии не достал, подрезал только мышцы. Разворот с горизонтальным ударом топором не имел успеха. Стронг просто присел, а потом, когда мясника развернуло по инерции, глубоко порезал ему мышцы на плече, после чего тот мог держать топор только одной рукой. Размахнувшись вовсю, он решил последним ударом прикончить Стронга, но пока замахивался, получил нож прямо в сердце и грохнулся на арену, подняв тучу пыли. По законам арены победитель получал свободу, а Череп — выигрыш.
Вторым был поединок двух пар. 2 рейдера против 2 оборванных чистильщиков. Здесь исход боя был изначально известен. Но Череп поставил на чистильщиков, и, видя это, Титан сделал так же. Чему-чему, а интуиции Черепа он доверял абсолютно. И не прогадал. Рейдеры вышли на арену расслабленные, с огромными мечами, шутя между собой. Против них стояли 2 затравленных мужичка со злобными глазами. В руках у них были короткие топорики-томагавки. Как только прозвучал гонг, чистильщики с бешеной скоростью напали на ближайшего рейдера. Второй не успел прийти в себя, как у его товарища в голове торчали 2 топора. Он, крутя огромным мечом, побежал к обидчикам. Но тем терять особо было нечего. Один из них кинулся ему под ноги, тем самым сбив его. Рейдер качнулся вперед под весом собственного меча, упал, и тут же с неприятным хрустом топорик второго пробил ему затылок. Еще 2 свободных. После небольшого перерыва, во время которого крутили убиение Стасика, а голос Черепа зациклили, вывели неудавшегося наемного убийцу. Это была хрупкая девушка в рваной ночной рубашке с синяком под глазом. С другой стороны появились 3 респектабельных граждан с брюшками и лысинами. Эти 3, как доказало следствие, заказали ментата, напарника гриба по кличке Жмот. Детали не сообщили, но, судя по имени, Жмот кого-то кинул, и его решили убрать. Насчет самого Жмота было неизвестно. Зато виновники торжества стояли на арене друг против друга. Толстякам раздали короткие дубинки с шипами. Девушке дали длинную палку с примотанным на конце клинком. Импровизированная алебарда. Прозвучал гонг. Здесь даже Череп не знал, кто победит. Толстяки понеслись на девчонку, с 3 сторон потрясая дубьем. Она ловко ушла перекатом от них и оказалась за спиной крайнего слева. Немедленно вонзила на всю длину в жирный бок свою алебарду. Раздался визг и грохот падения тела. Длина клинка была порядка 30 сантиметров, так что удар достал до сердца. Пока пыталась вытащить застрявшее копье, она получила сильный удар по ключице. Раздался характерный хруст кости и стон. Толстяк в майке замахнулся еще раз, метя в голову девчонки, но та, наконец, вытащила алебарду и резким движением чиркнула мужику по горлу. Бульканье крови из перерезанных артерий, окрасивший песок арены, и глубокий вздох наемной убийцы. Третий толстяк нанес сокрушительный удар по ноге ниже колена. Кость выдержала, но девчонка с диким криком покатилась по арене, закапываясь в кровавый песок. Тем не менее, алебарду она из рук не выпустила. Толстяк, чувствуя быструю победу, побежал к ней, высоко подняв дубинку, сверкая на солнце стальными шипами. Но с разбегу наткнулся на копье, которое наемная убийца подняла из песка навстречу ему. Насадив себя на копье и выронив дубинку, мужчина мутными от боли глазами обвел трибуны и остановился на одном человеке во 2-м ряду. — Ты, сука, грек, это же ты! И умер, не договорив. Титан автоматически засек того, к кому обращался толстяк, и его лицо показалось ему знакомым. Гонг. Девчонке помогли лечь на носилке. — Череп, а 3-й бой ты тоже угадал? Жнец был немного шокирован после такового представления. — Нет, кто б мог подумать. — Череп, мы должны поговорить с девчонкой. Один из заказчиков что-то крикнул вон тому мужику. Назвал его греком. Не могу вспомнить где, но я точно уже видел это лицо. Глава 16. Почетные граждане.
На следующий день команде Марго предстоял званый ужин. А утром все вместе решили посетить аквапарк Мальдивы. Несмотря на вечный май, в Улье на побережье стояла жара, градусов под 30. На пляже было полно народу, все загорали, купались, стоял смех. Будто вовсе и не было в нескольких километрах отсюда стены, за которой щелкали зубами ужасные монстры. Накатавшись вдоволь на аттракционах, все собрались на лежаках под большим навесом. Я и не знала, что тут может быть такое. За те месяцы, что я здесь, перед глазами только кровь, — с сожалением сказала Надя. А еще сегодня нас царской милостью пожалуют гражданством, и можно на старости лет сюда перебраться, — успокоил Череп Надю. — Говорят, у горца есть сын, правда? — спросила Марго. — Да, здесь родился. 14 лет ему сейчас. Белая жемчужина сделала его иммунным. Правильный пацан, не неженка. Я хорошо знаю и его самого, и семью. И вот что интересно. Не помню я за горцем такой сентиментальности, чтобы гражданство раздавать. Что-то происходит. И морда-то носатая у меня из головы не выходит. — Какая? — насторожилась Немезида. — Мы на арене видели 3. Среди них один носатый, будто с клювом на башке. Греком зовут. Знакомое лицо, а где видел, не помню. Ему один из заказчиков покушения на жмота хотел что-то сказать или обвинить. А мы вот уже повстречались в магазине с этой троицей. Черноволосый, нос как клюв. Он нас оскорбил, но я решила не убивать его в первый день здесь. Еле Немезиду удержала. Весьма занятно. Череп включил свой компьютер. Жмот, заказчики, девчонка-убийца, грек. Все как-то связаны. Да, про жмота и гриб говорил, что он пропал, и найти его не могут. Жнец потягивал ванильный молочный коктейль. Его, скорее всего, уже нет с нами. Череп вцепился в этот клубок. Целью был он, но девчонка до него не добралась. Но это не отменяет главной цели. Ты хочешь сказать, что его убил кто-то другой? Очевидно же. А жмот был ментатом. Связываться с ними, по себе знаю, не стоит. Они здесь, на очень заметном месте. Не барыжат, в рейды не ходят и вообще живут богачами. Запоминай, Надя, как мы здесь с тобой на старости лет будем почивать на лаврах. Так вот, просто так их никто и пальцем не тронет. За ними постоянно охрана ходит. Ведь это первый заслон стаба. А в стаб кто обычно хочет пробраться? Плохие парни, чтобы нагадить. И мешает им в этом ментат. Чуете, куда клоню? Его на чем-то подцепили и заставили закрыть глаза на проникновение муров в стаб. Чужая смотрела на горизонт. А как иначе? Старые грешки, у многих есть. Попался жмот, недаром погоняло такое отхватил. А потом стал не нужен или неблагонадежен, и его решили убрать. Череп почесал спину. И вот наш носатый друг компрометирует девчонку, не дав той добраться до жмота, предположила Немезида. А зачем ему подставлять ее? Ведь она шла к цели. Жнец совсем запутался. Затем, чтобы прихлопнуть всех сразу. Толстяки не заказчики, а посредники. А убирать всех потом слишком хлопотно. Но они же могли рассказать все, и, может, их помиловали бы, — сказала Надя. По местным законам не помилуют. Мало того, их семьи оказались бы под ударом. На арену, конечно, не послали, но за ворота стаба выкинули бы. А что у них есть жены, к бабке не ходи. У торгашей всегда есть жены. Поэтому они молчали. Девчонку вообще слушать никто не будет, результатом стала арена. Или можно было по-тихому удавить в подвале, но один из них успел крикнуть носатому «Это ты!», что подтверждает их знакомство. И, вероятно, заказчик — грек. И очень возможно, что он мур. Только что ему здесь надо? А если ты прав, что, скорее всего, так и есть,
то та девчонка должна уже быть мертва, — закончила Марго. — Череп, давай в больницу с Немезидой, а мы к резвому. Тем более, что клинок надо активировать. На том и разошлись. Два тигра разъехались в разные стороны. Резвый был у себя дома. Знахари вообще не любили двигаться с насиженных мест, только в исключительных случаях. — О, какие гости! Проходите. Вот сон в руку, так и думал, что кто-то приедет. — Привет, Резвый. Вот прибыли в ваш чудный город провести отпуск. Да, у нас хорошо. Кто бы мог подумать, что почти под боком пекла такое местечко найдется. Резвый, я купила клинок в Дохлом Нолде. Продавец сказал заехать к тебе. О, да, помню. Знатно мы их раздолбали тогда. Этот клинок нам дорого достался. Тот Нолд совсем не хотел умирать. То есть, если владелец умер, привязка по ДНК снимается? А как же? Зачем трупу оружие? Сейчас к тебе привяжем. Резвый взял в одну руку кинжал, во вторую — руку Марго. Через минуту открыл глаза. Готово. Хотя Титан это сделал бы быстрее. Не обязательно было ко мне ехать. Титан? А чё молчал? Тот только ухмыльнулся. Резвый, у нас к тебе один вопрос, — начал Титан. Ты жмота знал? Почему знал? Просто пропал человек. Думаешь, все? Уверен. Расскажи нам о нем. Жмот появился у нас в стабе 2 года назад. Не помню его прежнее имя, но жмотом он уже здесь стал. Как вы понимаете, из жадности. О себе говорил, что из далекого стаба на востоке, за рекой. Чудом выжил после нападения внешников. Как прошел такое расстояние в пекле до нас, непонятно. Обычно оттуда и крупные отряды добраться не могут, а этот вот смог. Мента-то его, конечно, проверили, ничего особенного, вроде не врет. Так и прижился у нас. Плохого за ним не числилось. А жадность, как известно, не порок. Из стаба он часто выходил? Я за ним не следил, но помню, как говорил, что не любит никуда ездить. Только выезжал в городской кластер, по магазинам походить иногда. Спасибо тебе, Трезвый. Титан, у меня тоже вопрос. Ты где так раскачался? Все просто. Я съел белую жемчужину. Марго подарила. Фига себе, присвистнул Резвый. Марго, а тебе второй знахарь не нужен часом? Нет, Резвый, мне этого лысого за глаза. Не так с ума свел уже. Но если ты нам скребера подкинешь, то одна твоя, 100%. Будем искать, улыбнулся Резвый. С Черепом встретились в отеле. Они сидели с Немезидой в холле, ждали остальных. — Как в больнице? — сходу спросила Марго. — Там все плохо. Еще ночью девочку зарезали в палате. Мужичок, очень похожий по описанию на одного из троицы грека, сказала Немезида, крутя бокал с вином в руках. Мы по-прежнему не знаем их целей. Это все заметание следов, но если вы говорите, жмота внедрили сюда 2 года назад, то планировалось нечто серьезное. У парадного входа отеля раздался визг тормозов. Через стеклянные стены холла было видно, как подъехали 3 черных, наглухо тонированных джипа. Из первых 2 выбежали вооруженные люди и быстро рассредоточились по периметру. Из 3-го вылез небольшого роста человек, короткостриженный в камуфляже, крепко сбитый. Походка энергичная, глаза внимательные. Лет 40. — А вот и сам, — сказал Титан. — И наверняка к нам. Только не стреляйте, это просто его охрана. В холл отеля быстро вошли 3 человека. Оглянулись и направились к Марго. — День добрый. Меня зовут Горец. Хотел с вами познакомиться в более располагающей обстановке, но, к сожалению, случилось несчастье. Давайте поднимемся к вам, только очень быстро. Через 5 минут все входили в 2-местный номер Черепа. Сразу по делу. У меня украли сына. Полчаса назад пришло СМС. Сын за отца, отец за сына. Можешь даже не искать. Жди видео. Я его видел час назад. Он с охранником собирался на стрельбище.
Когда они туда не приехали, начали искать их машину. Нашли недалеко в переулке. Охранник мертв. А мне пришло послание. Кто, где, куда? Почему мы? Череп задал главные вопросы. Кто? Муры и внешники. 2 с небольшим года назад мы прижали отряд нолдов. Бой был жесткий. Потери большие с обеих сторон. Но нас было больше. Я лично прикончил их командира. Кстати, у него был этот клинок, Марго. Девушка погладила рукоять. Это месть. Сын за отца. Мы позже узнали, что у него на базе есть взрослый сын. Теперь по вопросу «где?». Мы следили за одной троицей и уже собирались их брать. Но они нас опередили. Они могут пойти только в одном направлении — по морю. Стена дается в него метров на 100. Зараженные ее не обойдут. А на катере можно спокойно уйти в городской кластер. Там есть и пристани. Скорее всего, их там ждут. От места, где убили охранника, до предполагаемых стоянок катеров, около часа езды на машине. Сейчас они уже могут подъезжать к морю. Перекройте порты или возможные стоянки катеров. Поиск по мобильному телефону. Мобильник валяется под кроватью в номере, где жили эти трое. Перекрыли, но без толку. Почему вы? Так получилось, что они, видимо, ждали, пока мои доверенные люди уйдут на другой кластер. Там дела есть. Я остался без группы быстрого реагирования. Поднимать армию без толку не успеем. А у вас в том районе стая. И живых там нет. Я дам вам людей из Сенса. Быстро найдете муров. Не надо, мы сами. Стая может просто сожрать ваших бойцов, а нам потом отвечать. Все ясно, в принципе. 3 муров мы видели, то есть мы не знали, что они муры, но показались нам подозрительными. Фото мальчика, карту района и примерно, куда они могли уплыть. И на чем их преследовать? Как мы успеем? Оружие наше под замком? Сейчас все будет, летит уже. И правда, через минуту послышался шум лопастей, и перед главным входом сел вертолет Ми-8. — Ого, какая у вас техника, — сказала Марго. — Ну, это только по ставу для экстренных случаев. Оружие ваше ждет вас внутри. Марго, я прошу тебя, даже умоляю, верни мне сына. Без него я не человек. Горец, мы найдем его. Жди. И запрыгнула в вертолет. Все уже были на месте и спешно облачались в боевое снаряжение. Здесь даже была покупка немезиды с 5 снаряженными обоймами. Надю оставили в отеле. Надо полетать в этом квадрате. Вавилонцев там быть не должно, Горец сказал. А я пока сосредоточусь на поисках. Только пусть медленно идет, пока не махну тебе, не сужает круг. Прокричала немезида на ухо Марго. Та кивнула в знак согласия и пошла к пилотам. Искали недолго. Немезида хороший сенс, ее поисковый радиус после белой жемчужины значительно вырос. Люди нашлись у самой кромки воды, в бывшем магазине. Другие шли к ним на катере, примерно в 5 километрах. «Вижу! Вот они! Вот здесь!» Она поставила точку на карте. «Марго, скорее зови туда стаю!» «Уже! Рекс с Дианой не успеют, они в лагере. До точки километров 20 через город. А без стаи нельзя, сожрут. Так что сами. Должны справиться нас 5 и зверушки. Зависнем над магазином, прыгнем метров с 5 и сразу кладем тех, кто ниже. Потом встречаем мальчишку и муров. Стая уже на подходе, спускайтесь». Марго большим пальцем вниз показала, что пора снижаться. Пилот молодец, завис метрах в 3 над крышей, так что спрыгнули, даже не отбив пятки. Немезида сразу ушла в невидимость с новым автоматом. Череп и Титан спрятались за огромным кондиционером на крыше. Жнец с печенегом оббежал периметр. Марго застыла, встречая стаю. «Здесь!» На крыше возник Йорик. Свежей тельняшки с беретом на голове. Остальные стояли внизу, только Чиль завис над катером. Чиль видит их, но они отворачивают правее. Мальчик с ними лежит на дне катера. Связан. А кто здесь тогда?
Йорик, ищи их!» Люди, торопясь, начали спускаться по пожарной лестнице. Внизу их ждала Немезида. У стены, заложив руки за голову, стояли двое, и еще один валялся в луже крови, не двигаясь. «Больше в здании никого не вижу, только эти бомжи. Они даже на муров не похожи». Череп, спрыгнув с лестницы, подбежал к ним, доставая нож. Сходу вспорол под мышками одежду и увидел тату муров. Повернул одного к себе. «Быстро! Кого здесь ждали?» «А не пошел бы ты лесом, лысый!» — проговорил, еле ворочая языком, мур, оказавшийся в стельку пьяным. Череп не стал терять время и перерезал ему горло, повернув его к сообщнику. Потом взял за подбородок второго и заставил смотреть на агонию товарища. «Еще раз спрашиваю, или отдам ему», — указал на Йорика. «Кого здесь ждете?» Грека! Он же должен быть здесь!» Череп посмотрел на Немезиду. Та помотала головой. Он повернул правее. «Куда может еще пойти?» «И есть запасная в 3 километрах отсюда, дальше по побережью. Вы отпустите меня?» Размечтался. «Йорик, отпусти его!» Череп толкнул Мура в объятия вампира. Тот поддел его своими кинжалами и кинул в окно, а затем прыгнул за ним. Секунда, и все стихло. «Бегом! Они как-то нас вычислили. Скорее всего, у них тоже сенс. Бесконечно рассекать они не могут, в погоню уже вышли катера Вавилона. Так что скоро пристанут к берегу. Чиль висит над ними. На борту грек что-то кричит в рацию. Марго вышла из транса, отключившись от кондора. Подмогу он зовет, а это могут быть только нолды. Ах, плохо, транспорта нет. Быстрее, быстрее! Группа неслась напролом. Немезида убежала далеко вперед и передала по рации. «Вижу нолдов. Самолет размером метров 15. Опущен пандус. Охраняют 2. Действовать?» «Сними их, мы уже близко. А Йорик должен быть уже у тебя». «Поняла. Йорик, стой! Тетя Немезида хочет испытать автомат». Раздались сухие щелчки. «Вещь! Им голову оторвало! Вижу муров, тащат мальчика в самолет. Не дай им взлететь, делай, что хочешь». Немезида, а за ней Йорик, влетели внутрь нолдовского самолета. Вампир на этот раз просто выбил входную дверь. Хорошо, что оба пригнулись. Над головами прошла очередь из чего-то тяжелого. Йорик из-за спины чиркнул стрелявшего по горлу, снял голову вместе со шлемом. Проверили еще 2 помещения и кабину. Никого больше не нашли. В невидимости стали пробираться к выходу. В самолете чисто, не полетит больше. А вот на улице должны быть муры. Идем к ним. Прошептав это в рацию, Немезида тихо пошла по плитам пандуса. Напротив соседнего дома стояла троица из магазина. Носатый грек вертел своим флюгером, ничего не понимая. Эвакуация задерживалась. Да и вообще могла не состояться, потому как 2 дохлых нолда лежали около самолета. Вокруг было тихо и непонятно. Марго вышла на площадь в окружении стаи. Муры сразу заметили новые действующие лица. Тирекс и Конг зашли с тыла и отрезали им путь к побегу. Багира стояла рядом с Марго, отливая зеркально черными волнами. Балу и волки позади в переулке. — Ну, привет, грек, — сказал Череп. — Вас сюда не звали. Дайте уйти, или зарежу пацана. — Не зарежешь. Тебя самого тогда посадят в клетку и будут отрезать по органу в неделю. Подождут, пока отрастет, и снова отрежут. Ты ж понимаешь, с кем связался? Лучше скажи, почему тебя не обнаружили как Мура? Про жмота мы знаем. Да пошел ты! Череп, наш носатый друг тянет время, ждет Нолда. Видимо, это не все. А ты, Марго? Я вспомнил, где тебя видел, на видео. Надо было валить вас тогда в магазине. Попробуй. С треском лопнула куртка, и на спине девушки стали расти 2 черных крыла.
Глаза ее загорелись оранжевым цветом. — Не подходи! Я зарежу парня! — истерично завизжал грек. Его спутники были на низком старте, только вот бежать оказалось некуда. — Все, вспомнил! — хлопнул себя по лбу Титан. — Это он так орал, когда в клетку людей бросал. Помнишь, Марго, ту площадь? Ты его не видела, а это он твою подругу Нолдом кинул. Тварь! Марго потянулась к клинку, но он сам прыгнул в руку, видимо, отреагировав на желание королевы. Грек все же решился и поднес нож к горлу ребенка. Но рука не послушалась его, так как оказалась вместе с зажатым в ней ножом на земле, отрезанная. Рядом возник Йорик. «Сдец!» Двое других развернулись, чтобы убежать, но были остановлены стволом Немезиды. Одного очередь в упор разорвала буквально на части, второму отстрелила ногу. Мальчик сел на корточки и замотал головой, не веря в избавление. Его заторможенные действия объяснялись довольно просто. У грека нашли шприц с наркотиком. Потерявшему ногу Муру перетянули культю. Череп стал его допрашивать. — Вижу, ты ментат. — Сильный. Ты его прикрывал? — Да, — прохрипел Мур. — Что вам обещали за мальчишку? — По белой жемчужине. — О, как! Неплохо они живут. — Немезида, вы нашли что-нибудь похожее в самолете? — Нет там ничего. — Это другие. Заказчики сейчас прилетят, и вам придет конец. — Мы уже слышали нечто подобное. А ты уверен, что они с вами расплатятся, как обещали? — Теперь даже не знаю. — А я знаю. Ваши органы им тоже пригодятся. И, как говорится, концы в воду. Твои они наверняка даже не найдут, да? — Спек! — прохрипел Мур. — На! Череп выстрелил ему в голову. — Уходим. Но уйти не удалось. Титан взял мальчика за руку и зашел в подъезд дома. Над ними кружил самолет, похожий на тот, что стоял на земле. Сесть ему здесь было негде. Марго отдала команду стае затаиться, и те, как могли, попрятались. Конг с Тирексом, проломив стену дома, зашли внутрь. Балу сдал задом, разбив витрину. Наружу выглядывал только пятачок носа. Волки запрыгнули в оконные проемы на первом этаже, выбив при этом рамы. Багира с Йориком растворились в воздухе. Покружив минуту, из самолета выбросили тросы, и по ним резво стали спускаться нолды, человек 10. Собравшись вместе, заняли круговую оборону, не ведая, что за ними стоят два монстра — Тирекс и Конг, которые даже дышать перестали. Из кучки нолдов вперед вышел человек без скафандра, в белом плаще и маске-респираторе. «Отдайте нам мальчишку и уходите. Предложение действительно 1 минуту, иначе все пойдете на разборку. Как же хорошо, что вы прилетели. Не надо за вами гоняться». В руке Марго до сих пор был нож нолдов. Клинок отца. Ты тоже принимала участие в том бою? Нет, но очень сожалею, что не успела твоему папаше отрезать яйца, чтоб не плодил таких гондонов. Тогда держи. Нолд выпростал вторую руку из-под плаща и катнул к Марго гранату. Для нее время остановилось. Медленно, очень медленно из воздуха стала формироваться фигура вампира, которая оказалась между Марго и гранатой. Тут же девушку потащило в сторону, все быстрее. Йорик упал на гранату, закрыв ее своим телом от остальных. Замедление прошло. Марго с ужасающей скоростью отлетела к стене, верхом на ней оказалась Немезида. Хлопнули крылья за спиной. Раздался рев стаи, которая выскакивала из своих укрытий, и, несмотря на выстрелы нолдов, неслась к ним, чтобы их разорвать. Череп, стоя на одном колене, метко поразил ноги нолда в респираторе. Кучка инопланетных бойцов почти мгновенно переместилась в желудки стаи. Никто не был даже ранен, кроме Йорика,
Того практически разорвало пополам. Вампир лежал мордой вниз, раскинув лапы. Туловище держалось на честном слове. Вместо грудной клетки было месиво. Тело его безжизненно лежало на земле. «Йорик!» Марго склонилась над ним, положа ему руки на спину. Черные крылья мерцали оранжевым светом. Прошла минута, девушка встала с колен. Он еще живой, но вот-вот умрет. Я ничего не могу сделать. Очень серьезные повреждения. Стоп! Багира, не трогай его! Кошка прижала лапой Нолда в плаще к земле. Марго быстро подошла к нему, распахнула плащ и срезала пояс с небольшим подсумком. Нолд замычал, но она наступила ему на простреленное колено. Человек потерял сознание. Покопавшись в подсумке и, видимо, найдя искомое, девушка подбежала к вампиру и вложила что-то ему в пасть. Прошли томительные минуты, пока Йорик дернул лапой и перевернулся на спину. Тело его на глазах восстанавливалось. Органы, мышцы и кожа срастались. Прошло еще немного времени, и Йорик сел, тряся мордой. — Сдец! Аргол! Урге! Ожил! Марго, что ты ему дала? Череп по-прежнему не выпускал из рук оружия, водя им по сторонам. Белую жемчужину. Откуда? Из Нолда. Этот папенькин сынок таскал ее с собой в подсумке на поясе. Они всегда их носят. Вдруг что-то случится. И вот случилось. Но еще не все. Она подошла к нему и пнула ногой. Нолд очнулся. — Ну что, мститель? Череп сел перед ним на корточки. Йорик было дернулся к учителю, но не смог и так и остался смотреть, сидя на земле. — Познакомься, королева Марго, с ножиком твоего папаши. А ты один на земле и без колен. Скоро будешь без башки. Мы вас сожжем, как тараканов. Никто не сможет с нами справиться. Голова покатилась по земле. Надоел. Дело осталось за малым. Марго застыла, что-то бормоча про себя. Так длилось недолго, после чего вдалеке раздался взрыв. Столб пламени ударил в небо, густой дым ознаменовал конец операции. Уф, все. Чиль его завалил с моей помощью, объяснила она остальным. Подхватил когтями, разогнал и ударил о землю. Череп, почему мы, чем больше здесь отдыхаем, тем больше устаем? Да и как нам отсюда выбираться? Немезида с интересом рассматривала свой автомат. Йорик, ты как? Марго подошла к пошатывающемуся вампиру. Внешних повреждений у него уже не было, но все же он был еще слаб. Я послала Багиру и волков за Рексом. Они скоро приедут и заберут Йорика со стаи. Подождем пока. Рекс появился минут через 40. Быстро пообщались по случаю освобождения сына горца. Усадили Йорика в кузов джипа, остальные своим ходом отправились в лагерь. Отец скоро прилетит? Все обернулись на подростка, который вместе с Титаном вышел из дома. Мы ему сообщили, вот только вертолет здесь не сядет. Нам надо выходить на площадь, метров 500 отсюда. Титан, может, ты мне объяснишь, что произошло? Непонятно действовал мой новый клинок. Я только подумала отрезать этому говнюку голову, как она уже катится по земле. И до него было не меньше метра. Неужели настолько удлинилось лезвие? Руку-то я так и не задействовала. Голова как бы сама по себе отделилась. Про это продавец не знал. Иначе бы ты выложила не 10 красных. А может, даже и не 100. Не поняла. Этот клинок живой. Псевдоживой. Настраиваясь на ДНК хозяина, он с ним входит еще и в ментальный контакт. И более того, я тебе скажу, он не клок-стоппер, не останавливает время, но упреждает его. Ты еще не подумала, а реальность сложилась так, что это обязательно должно случиться. И он начинает действовать сам. Очень интересно. А он сам, без моего ведома, ничего не отрежет? Нет, только если видит, что это случится. Тогда он действует от твоего имени и по твоему желанию.
Не очень понятно, но вроде хорошо. Для меня. Он может меня защитить, если будет уверен, что это необходимо. Так? Примерно. А точнее? Прирасти голову Нолду и спроси его. Может, он поэтому и зарезал его быстрее, чем тот выговорился. Ты сам когда узнал? У Резвого? Да. Но хотел посмотреть на его работу. Обязательно зайду в дохлого Нолда, расскажу Берримору. Пусть перепроверяет свои вещи у Резвого. Не жалко продавца? Нет. Он даже торговаться не захотел. Вот пусть и узнает. Смотрите. На площади стоял тот же Ми-8. Из него выскочил горец и бежал к сыну. «Какая трогательная встреча!» — шмыгнула носом Немезида. Вечером состоялся пир. Именно пир во дворце наместника. По случаю освобождения сына, по случаю избавления от надоедливого Нолда и, конечно же, по случаю приезда Марго. Было немало выпито. Наконец горец встал со своего места и поднял бокал вина. «Мы много сегодня говорили об удачном освобождении моего сына и ликвидации Нолдов. Говорили о могущественной стае, об удачной поездке на беговую. Не говорили только о виновнице всех этих дел, о Марго. Именно она должна сегодня сидеть во главе стола, а не я. Именно она и ее отважная команда провернули все это. Но я постараюсь хоть как-то компенсировать ей нервные клетки. Отныне Марго из Чистилища и вся ее команда, включая Рекса, Диану, Кали, Кваза и Михалыча, которых здесь сегодня нет, становятся почетными членами Вавилона. Горец прервал бурные и продолжительные аплодисменты. Еще не все. Все номера, которые вы сейчас занимаете, остаются пожизненно закрепленными за Чистилищем, с полным пансионом, все включено. Можете ими распоряжаться, как захотите. И моя особая благодарность, Марго, за сына. Дарю тебе одну из своих вилл на берегу моря в Зеленой миле. Вот теперь... Ура! Глава 17. Жнец. Прошло больше 2 недель после возвращения из Вавилона, где Марго и команда разжились недвижимостью. Отпуск пролетел перед глазами со скоростью самолета. Дорога назад обошлась без приключений. В стабе, на первый взгляд, все было спокойно. Но если присмотреться повнимательнее, то на центральной площади возвышалось новое творение Михалыча. Памятник, а что же еще, около 4 метров высотой. На постаменте покоилась Годзилла. Перед Марго стоял практически крокодил Гена из мультфильма, правда без пальто, но в ластах и с подводным ружьем в лапе. В другой лапе он держал петарду, при этом приветливо улыбаясь во все свои 200 с чем-то зубов. Михалыч так увлекся пастью, что насажал Гене зубов в несколько рядов. У ног его игриво расположилась стая, причем Йорик был из них самый большой и мохнатый. Тирекс даже не доставал ему до колена. Багира вцепилась зубами Гене в хвост, остальные кто куда. Только Йорик, по задумке скульптора, почему-то обладал огромными ушами и стремился отобрать у Годзиллы ружье. Талант не закопать в землю. Михалыч поражает своим творчеством, философски заметил Череп. Прятать в сарай бесполезно, специально будут ходить туда смотреть. Предлагаю выставить его коллекцию на аллее, возле пруда. Да уж, шило в мешке не утаить, в тон ему согласился Рекс. Не забудьте завтра скульптора взять с собой в город. Перезагрузка сегодня началась. Нам пора в магазин. Точно, как же я забыл. Сегодня же начнем формировать колонну.
Кстати, Марго, я забыл рассказать кое о чем в связи с этой суматохой. Загадочно подмигнул Рекс. Не пугай меня. Что опять? Надо будет заехать еще в один магазинчик. Разжиться хорошей аппаратурой для моей новой коллекции. Вы нашли студию? Ага. Мы с Дианой. Но не стали говорить никому из местных. Просто за 2 дня покидали все в Тайфун. Вещи редчайшие, сама понимаешь. Были бы вопросы. А теперь для себя оставим. Можно еще поступить по совету Элла, делать копии с виниловых дисков и их уже продавать. Там столько раритетов. Мы хотели с Дианкой кровать в Тайфун запихнуть из красного дерева, но когда нашли пластинки, то просто выкинули ее во двор. Так ты теперь олигарх? Мы. У нас все общее. Надо аппаратуру классную, хай-энд. Что-то похожее падало перезагрузку назад. Надо будет туда заехать. Как скажешь, ты же командуешь парадом. На следующее утро выехали облегченным составом в город. 3 друзей, Тирекс, Балу и Конг, остались в лагере вместе с Ка. Они так отожрались в Вавилоне, что Конг чуть не застрял, стараясь залезть к себе в берлогу. А Балу просто был вынужден заночевать на улице, так как его нора стала ему мала. Тирекса вообще было не оторвать от памятника. Он так и сидел напротив него всю ночь и думал о чем-то своем. Чиль улетел по своим делам, но был в 10-минутной досягаемости. С собой взяли Йорика, Багиру и Акелу с девочками. В этот раз решили затариться на всю катушку, потому как запасы стаба подходили к концу. Один поход в магазин они пропустили в связи с массовым отпуском в Вавилоне. Колонна грузовиков подошла к гипермаркету, припарковавшись под погрузку. Отработанными командами методично опустошали прилавки и склады. Кто-то нашел фуру с персидскими коврами, которыми можно было застелить все чистилище. Работа кипела. Череп, Рекс и Марго с Йориком на Тайфуне отъехали в магазинчик со звукозаписывающей аппаратурой. Выбор был громаден. Кто не мечтал в детстве зайти в подобный магазин и забрать все, что хотелось, а потом собрать дома хай-энд стойку? Вот где осуществились их мечты. В Улье. Хорошенько загрузившись, уже собрались к основным силам, как вдруг буквально на них выбежал молодой парень с глазами размером с блюдце. Марго еле успела тормознуть Йорика, когда череп лихо заломил гостю руки за спину и прижал к стене. — Тише, паренек, не так быстро. — Давно бегаешь? — Со вчерашнего утра. Что происходит? Голова разваливается просто. — На, выпей. Череп отпустил юношу и вложил ему в руку фляжку с живчиком. — Говори, кто, что, откуда и зачем. Ну? — А это кто? Это же фильм ужасов просто! — показал тот на Йорика. — Не обращай внимания. Это хороший парень. Так откуда бежишь? — Здесь, рядом, через 2 улицы. Нас какие-то люди с оружием согнали и повели в метро. — А ты что не с ними? Сбежал? — Да. Как напали на нас, так я побежал. Вроде люди, а вроде уже и нет. Без штанов. Бред какой-то. — И много живых те с оружием в метро затолкали? Марго подошла поближе. — Человек 20 или около того. Понимаете, я не считал. Все так завертелось, зомби кругом. Чудом выбрался из дома. Только встретил людей адекватных, а здесь эти. Среди тех с оружием были люди в белых скафандрах? Нет. Только похожие на бомжей солдаты. Грязные и вонючие. Не особо отличающиеся от тех, что напали, только в штанах и с оружием. Понятно. Полезай в кузов, дорогу покажешь. И не трусь, сейчас с бомжами разберемся. Сначала поехали к гипермаркету. Погрузка уже закончилась, люди стояли около машин и ждали Марго. Немезида, бери жнеца, Кали, Диану и в Тайфун. Михалыч, поведешь колонну назад без нас. С тобой волки и Чиль сверху.
Ну и бойцов у тебя человек 30. Хватит до дома доехать. Что случилось? Не что, а кто. Муры случились. Людей согнали в метро. Сам понимаешь, надо быстрее. А вам хватит народу? Могу оставить и шо. Не надо. Все, по машинам, бегом. Йорик и Багира с нами. Марго втянули за руку в Тайфун, где уже со своими людьми сидела Немезида, разглядывая паренька. — Рекс, ты понял, куда ехать? — спросила по рации Марго полковника, который сидел за рулем. — Я знаю, где это. Откуда опять муры вылезли? Только одних перебьешь, как другие появляются. Сейчас и спросим. Всех найдем. Надо сделать этот сектор пекла свободным от муров, — сказала Марго, вспоминая, что они сделали с ее друзьями. Остановились за 2 квартала до входа в метро. Разведка в лице Немезиды и Йорика ушла сразу вперед. Остальные осторожно пошли по обеим сторонам улицы. Парня оставили в кузове машины, чтобы никто в суматохе не откусил ему голову. Стеклянные двери были выбиты. Куча битого стекла лежала у входа в метро. Рекс сделал знак, чтобы не шумели и не наступали на стекло. В холле их ждала Немезида. Йорик ушел ниже по неработающему эскалатору. Внизу был виден свет прожекторов. Слышался предсмертный женский визг. Марго посмотрела на Багиру, и та, в мимикрии, бросилась вниз. Группа осторожно пошла за ней. Муры не ждали нападения со спины, занявшись своим любимым делом. Потрошили людей. Человек 20 сидели в центре станции на полу, связанные попарно спиной к спине. Одной девушке уже нельзя было помочь. Это ее визг Марго слышала внизу. От нее мало что осталось. Остальное уже распихали по контейнерам. Как только они оказались на станции, в наушниках прозвучала команда Рекса. «Дезинфекция». Вот может же человек одним словом описать все, что нужно сделать. Первым же выстрелом Немезиды хирург Муров стал негоден даже на органы. Заработали валы Дианы и Кали, убирая ближайших к ним муров. Стоящие поодаль бомжи успели укрыться за пленниками, сидящими на полу, как за баррикадой. Деловито ставя на сошки пулемет, приготовились к отражению атаки. По сигналу Рекса группа убралась с платформы, спрыгнув на пути. Медленно продвигаясь по рельсам, стали окружать муров. Позади связанных людей возник Йорик и первым делом отобрал у муров пулемет вместе с руками. Дальше послышался общий крик ужаса. Теперь уж не сдержались все, и пленники, и муры. Йорик умел удивить. Но у него было четкое указание, кого можно трогать, а кого нет. Следом за ним показалась Багира. Криков стало меньше, потому как некоторые пленники попросту свалились в обморок. Вскоре оставшиеся муры сами превратились в кучу вонючих останков. На платформе сидели пленные, ошалело вращая глазами в разные стороны. Марго и команда поднялись на платформу и принялись освобождать людей. — Все позади, успокойтесь. Сейчас вас выведут наверх. Мы вас не тронем. — А как же остальные? — послышались возгласы. — Вроде все здесь. Вы про кого? Большую группу людей полчаса назад увели по путям. Похожие на этих, только в плащах. — А это что еще за извращенцы? — спросила черепа Марго. — Смахивают на килдингов. — Секта. Есть здесь и такие. Я, честно, не понял, за что они ратуют, но жертвоприношения у них в ходу. Муры, похоже, для них старались. Надо догонять. Мы не можем просто так отдать им столько людей. И так один иммунный на 1000. — А этих куда? — спросил жнец. — Наверх нельзя. Спасем одних, других потеряем. Багиру можно с ними оставить. Марго, ты как? — Хорошо, но надо спешить. Слушайте, мы вам оставим вот этот напиток. Вам каждому надо выпить по 100 грамм. Сидите, ждите нас. На поверхность ни в коем случае не выходите. Охранять вас будет эта очаровательная кошка. Ее зовут Багира. А сейчас подойдите ко мне. Марго полоснула себя нолдовским клинком по ладони.
Они бежали по рельсам уже несколько минут. Путь уходил по пологой дуге вниз, забирая вправо. Хорошо, что у Муров были переносные прожекторы, а то команде Марго пришлось бы передвигаться на ощупь. Всем, кроме Йорика, ему это не грозило. Он, как всегда, несся впереди. В километре после станции туннели разошлись по двум направлениям. Йорик стоял и ждал отставших людей. Как интересно. Смотрите, левый туннель полностью перекрыт металлической плиткой, но ее недавно поднимали. Здесь множество следов. Их определенно вели здесь. Диана присела и при свете фонаря рассматривала отпечатки ног. Получается, где-то рядом есть механизм, который поднимает плиту. Только вот искать его некогда. Прячьтесь в другом туннеле. Жнец достал из рюкзака пластид и ловко размазал по периметру плиты. Раздался взрыв, и группа помчалась дальше. Примерно через километр они с удивлением уперлись в стену. «Рекс, ты бывал в этом месте раньше? Что мне здесь делать? Нам и на поверхности дел хватает». Но они не могли раствориться бесследно. «В стене скобы. Идите сюда. Наверху люк». Диана светила фонарем на участок стены. Метрах в 10 наверху виднелся просвет в неплотно поставленном на место люке. «Стой, я первая пойду, под невидимостью. Кстати, я вижу недалеко большое скопление людей». Немезида воспользовалась своим даром сенса. Поднявшись до самого верха, она стволом автомата немного приподняла крышку люка и огляделась. Махнула рукой стоящим внизу бойцам и бодро вылезла наружу. Йорик был уже наверху. Люк вывел на окраину города, на пустырь. Дальше начинался лес. «Мы сейчас на другом конце городского кластера», — приблизительно сориентировался на местности Череп. «Как-то проходили по соседней улице со стаей. Дальше лес, по опушке проходит граница. Лес стоит на стабе, но он маленький, 1,5 километра. Они там, это точно». «Да, я их тоже вижу». Немезида стряхнула грязь с автомата. «Там прилично народу. А нас всего ничего, и Йорик. Может, стоит запросить поддержку?» «Поддержка — это хорошо. Сидим пока. Сейчас будет». Марго закрыла глаза, мысленно достала Чиля, который был уже с колонной в чистилище, и приказала ему лететь назад. Кондору потребовалось несколько минут, чтобы покрыть это расстояние, и он начал кружить над поляной в лесу, сужая круги и снижаясь. Чиль показывает каких-то кретинов. Большая часть людей сидит под деревьями. В центре поляны — помост. На нем несколько человек в балахонах с колпаками на голове. Ну, чисто Ку-Клукс-Клан. И они отрезают голову мужику со связанными руками. Фу, уроды! Сколько всего их? Муров десяток, и этих в балахонах столько же. Поехали быстрее. Марго вскочила и побежала к лесу. За ней остальные. На опушке рассредоточились цепью. Жнец и Квас по флангам с пулеметами, по центру Рекс, Череп, Диана, Кали и Немезида с Марго. Некто в балахоне стоял на помосте, держа в руке голову мужика, потрясая ею в воздухе, и что-то кричал. Его истеричные вопли группа не слышала, их гасили густо растущие деревья. Теперь же килдинги предстали во всей красе. Двое по бокам держали факелы, а тот в центре с головой в руках по-прежнему о чем-то кричал. Муры деловито тащили обезглавленное тело в сторону, где очередной хирург препарировал еще не остывший труп. Да у них здесь безотходное производство. Жнец, отсекай их от пленных, я займусь хирургом. Немезида, твои уроды на помосте. Диана — контроль. Остальные в свободном поиске. Йорик в резерве. Начали. Группа Марго атаковала из темноты. И муры так и не разглядели, кто их отправил в небытие. Рекс первым выстрелом проделал в мяснике хорошую дыру. 3 муров жнец снял 2 короткими очередями. Один еще был жив и пытался отползти за дерево.
Немезида из своего нолдовского автомата проделала аккуратные дыры в тех, что были на помосте. Остальных подстрелили, как в тире. Вышли на свет. Квас и Диана быстро оббежали поляну, добивая от уцелевших мясников. Надо было оставить языка, расспросить их, чем они здесь занимались, и есть ли у них друзья. Не подумали как-то, — посетовала Немезида, развязывая пленных. Живых пленников под деревьями оставалось 18 человек. Судя по валяющимся головам возле помоста, 7 уже успели казнить. Диана пыталась успокоить женщин. Освобожденных напоили живчиком и уже собрались уходить, как вдруг главный жрец на помосте зашевелился. Сенс с удивлением посмотрела на свой автомат, потом на поднимающееся тело в балахоне. Череп продемонстрировал отменную реакцию, оказавшись на помосте и сбивая с ног балахон. Повалил его на доски, а подоспевший Квас заломил ему руки за спину, связав их стяжками. Улей частенько являл разные чудеса, и каким даром обладал жрец, лучше было выяснить, полностью его обездвижив. — Ты кто? Череп сорвал колпак с человека, придавив того коленом к помосту. — Жнец! — сплюнул предводитель килдингов. — Не гони, я жнец! Пулеметчика оскорбило подобное хамство. — Ты свежак! — просипел балахон. — Мне в подметке не годишься. Я такой урожай собрал за 100 лет, что и не сосчитать. — Ну-ка молчи, бессмертный! Немезида подошла к нему и разрезала балахон. В месте ранения она ожидала увидеть дыру с кулак, однако же там была розовая свежая кожа. Нам и правда Кощей попался. Ноги ему свежи крепче. Он зарастил пробоину от нолдовского автомата за несколько минут. Я склонна верить ему, что он живет 100 лет. Йорик, держи его, но не убивай. Марго подошла поближе, чтобы разглядеть жреца. — А зачем вам убивать людей, да еще таким варварским способом? С мурами понятно все, а вы почему? Йорик положил свои кинжалы ему на горло. — А, так это ты, за которой охотятся нолды. Твой дар им покоя не дает. Ты управляешь нами. — Кем вами? — Зараженными, конечно. Кстати, тот, кто меня держит сейчас, сам прожил здесь не меньше меня. — Йорик? — Ждец! — Ну ты же человек. О чем ты говоришь вообще? — Я был элитой. Нолды накормили меня эссенцией. Как и тебя, только из белой жемчужины. Я вновь стал человеком, получил иммунитет, и у меня осталась сила элиты и ее дары. А дальше было долгих 100 лет. Сейчас не время для шуток. Мы можем тебя убить в любую секунду. Не льсти себе. Даже ваш Йорик и железный попугай ничего не смогут мне сделать. А вы тем более. Девочка, ты хорошо слышала? Я живу здесь больше 100 лет. И не простым иммунным. Хорошо. Тогда почему тебя выпустили нолды? Я убежал. Просто убежал. Тогда во мне еще бурлила сущность элиты. Мне нужна была плоть. После эссенции силы во мне стало больше в разы. Дождавшись момента, сломал клетку и ушел с базы. Ты же помнишь, как проявились твои способности после приема коктейля в самолете у нолдов? Учти, тебе вкололи красную и черную, а мне сразу белую. Зачем они это делают? Они хотят создать абсолютный гибрид человека с элитой. Имаго, высшую форму жизни, чтобы потом взять ДНК монстра и скрестить со своей. И стать богами. Вы думаете, они просто так пасутся здесь, чтобы только изымать органы и пришивать их в своем мире? Эксперименты ведутся уже больше 200 лет. Почти с того времени, как они получили доступ в Улей. Они быстро поняли, какой потенциал заложен в зараженных. Так что же, твой эксперимент провалился? Не знаю. Но меня они не могут поймать. Почему? Почему? Смешно. Во мне столько даров, девочка, что я сбился со счета. Мы же смогли? Нет. Мне просто стало интересно с тобой поговорить.
И эта дыра, которую во мне проделала та очаровательная девушка, не задержала бы меня и на минуту. Эти путы, которыми вы меня связали. А вот тебя не смогут поймать, несмотря на твои игрушки и стаю. И отнять твой дар. «Разве так можно?» — изумился Рекс. «Все можно. Они возьмут ее органы, сделают из них выжимку ДНК, или, что еще они там делают, остальное выбросят на помойку. Опасайся их. А стаю они могут нейтрализовать играючи. Скинут на вас ядовитые бомбы. Элита уже не встанет, да и люди тоже. Я много кого пометила своей кровью, чтобы их не трогала стая. Проще у них взять. Нет. Нужно им находится в гипофизе. Из этого органа в конечном итоге развивается споровый мешок. Принимая жемчуг, вы подстегиваете свой гипофиз принять новый дар или развить существующий. Люди мало чем отличаются от зараженных. Вернее, даже мы все зараженные. Только одни борются с паразитом, а другие сдались. Зачем ты убиваешь людей, если сам давно уже человек? С мурами понятно. А ты зачем? Я так питаюсь. Ты же не пил их кровь, мы видели. Вы называете это душами. Так ты стал демоном? Не знаю, что вы вкладываете в это понятие. Но да, мне нужна та неуловимая субстанция, которая выделяется в момент смерти. Всем остальным моим последователям достаточно налета мистики, и они идут за мной. А вы зря так разбрасываетесь словами. Вы из того же теста. Вам тоже доставляет удовольствие убийство врага. Вы просто не понимаете до конца, что происходит. Но, убив единожды, уже не можете остановиться. А твой споровый мешок? Что с ним? Он исчез. Я полностью вернул себе человеческий образ. Это именно то, чего хотели Нолды. Но им меня не достать. Сейчас вот возьмем тебя и отдадим им. Что скажешь? Череп явно провоцировал жреца. Нет. Смотри. И он спокойно встал на ноги и потер затекшие запястья. Пластиковые стяжки просто растворились. Йорик, державший его за шею, отошел назад. — Марго, не удивляйся, я знаю, как тебя зовут. Йорик не тронет меня. Никто меня не тронет. Я видел, как ты сражалась с Ордой около своего стаба. Так вот, я стоял в центре той Орды. Она меня просто обходила. Я тоже могу управлять ими. Но я не ставил для себя цель уничтожить муров и внешников, собрав для этого стаю. Мы все здесь прекрасно понимаем, что всех убить вам не удастся. Я даже в чем-то на вашей стороне. А теперь мне пора уходить. Не пытайтесь меня задерживать, а то Йорик разберется уже с вами. — Арго, здесь, Маргал. Йорик виновато смотрел в землю. Не ругай его, чужая. Он не может мне сопротивляться. При желании я могу вас всех заставить убить себя. Последний вопрос, жнец. Немезида помахала стволом. Говори. Ты же понимаешь, что тебя снимали наши камеры на шлемах? Твое интервью разойдется по улью. Да, прекрасно понимаю. Можете дорого продать, как вы обычно делаете. Мне все равно. Ты не боишься потерять свою паству? Помимо меня, килдингами есть кому управлять. Я ухожу, чтобы залечь в спячку, привести нервы в порядок. Долгожители Улья могут управлять своим метаболизмом. Собственно, ваш знахарь к этому уже близок. Еще лет 20, и он подойдет к решению вопроса. Скажу вам по большому секрету, это не надо передавать широким массам. Есть закрытые кластеры в центре пекла, куда никому из вас сейчас не пройти. Так вот, там можно хорошо поспать. Прощайте. И пропал. — Я не вижу его, — сказал Сенс. — Чиль тоже. Рекс, собери флешки из камер. Этот фильм не должен попасть на большой экран, понятно? Марго посмотрела на всех. Молчание было согласием. И вызови еще 2 тайфуна с базы. Не пешком же они пойдут. Все, концерт окончен.
Все в колонну подвое и бегом за мной. И так мы здесь задержались. Череп строил освобожденных людей. Назад шли гораздо дольше. Измученные морально и физически люди едва передвигали ногами. Первая группа освобожденных по-прежнему дожидалась их на станции под присмотром Багиры. Всего в этот день участи остаться без головы избежали 38 человек. Все они стали бойцами чистилища. Вечером в штабе собралась основная команда. «Марго, у меня никак не укладывается в голове. Элита, вернувшая себе облик человека, возрастом 100 с лишним лет. Ты представь себе только, какой это монстр!» — развел руками Череп. «И сколько он уже белого жемчуга съел?» — добавил Рекс. «А тебе, Титан, он передал, что до полного твоего просветления еще лет 20 осталось». «Ничего удивительного, я примерно так и думал. Быстро только в сказке кошки трахаются». «Ну ты как скажешь», — улыбнулась Кали. «Немезида, а ты в него точно попала?» «Конечно. В балахоне у него была дыра с кулак. А саму рану он заживил за минуту. Ртутный терминатор, да и только». «А ведь нам повезло, господа». Диана задумчиво крутила бокал в руках. «Еще как. Сегодня могло все кончиться, если бы он расстроился из-за моего выстрела. Оказалось, что несколько придурков изображают сектантов. Ладно, проехали. Не знаю, слышали ли его свежаки, но мы должны держать язык за зубами и не трепаться перед каждым встречным, что он нам рассказал сегодня. Думается мне, он не один такой. Я слышал о подобном дяденьке под 100 лет. Только он всегда был иммунным. Пожевал губами Титан. Он был великим знахарем. Почему был? Убили? Нет. Он исчез из стаба на глазах у людей. Просто сказал, что должен отдохнуть и подумать в тишине. Нептун, когда станешь йогом, не забудь про нас. Марго подняла бокал и чокнулась с кем-то в воздухе. Глава 18. Лаборатория. «Марго, что вдалеке горит? Может, Чиль поглядит?» Череп смотрел вдаль городского квартала. Весь горизонт застил черный плотный дым, будто подожгли цистерну с соляркой. Сегодня вышли прогулять стаю в городе. Полдня провели шикарно. Окружили большую группу довольно слабых зараженных. Навара с них немного, жемчуга почти не было. Зато стая порезвилась всласть. Прошлись по магазинам, окончательно почистив, что еще оставалось из одежды и оборудования. Кластер скоро уходил на перезагрузку. Чиль ничего не видит, там все заволокло дымом. Рекс, ты не знаешь, что может там гореть? Насколько я помню, ничего интересного. Промзона. Это ведь стаб. Крохотный, но стабильный кластер. Оттуда давно все вынесли, что представляло хоть какой-то интерес. Зараженных нет, есть некого. Людей тем более. Кто согласится жить в окружении элиты, да еще и в самом пекле? Но взорвалось хорошо. Давай посмотрим, может, кого поймаем любопытного. Как скажешь, Марго. Череп по рации объявил общий сбор и конечную точку маршрута. До стаба с промзоной пришлось добираться долго. 2 раза на них нападали. Первым был Рубер с крошечной свитой из 2 топтунов. Спрыгнул из окна 3-го этажа, прямо под ноги Немезиде. Та мгновенно ушла в невидимость, зато вместо нее проявился Йорик. Посмеялись от души. Рубер назад уже запрыгнуть не успел, попытался проломить стену, но не получилось. Так что перед смертью обеспечил себе еще и сотрясение последних мозгов. Топтуны оказались хитрее, и пока Йорик занимался их шефом, поскакали вперед по улице, расшвыривая на своем пути пустые коробки и ящики. Пробежали по крышам автомобилей, до переулка уже оставалось несколько метров,
как вдруг нарвались на Багиру. Второе нападение было не столько коварным, сколько дерзким. Узкую улицу отряду перегородила жаба, похожая на ту, что убила Марго при прохождении Орды. Ее не смущали ни Тирекс, ни остальные непростые члены стаи. Встала, как шлагбаум, загородив проход, довольно урча. Марго было подумала приручить ее, но та выглядела не очень фотогенично, особенно после высказывания черепа. Решили не брать в команду, к тому же она была немного не в себе, если считала, что испугала стаю своими бородавками. Ящер пробил ей штрафной удар, который она отбила, даже не упав. Дальше на ней попробовал свое умение Балу. Отвисшие щеки затрепетали на ветру, короткие рожки прижались к черепу, сплошь покрытому бородавками. Устав ждать, она плюнула, попав в Конга. Тот завизжал, как щенок, которому показалось, что ему отдавили лапу, и принялся со стервенением стирать с себя слюну. После такого фокуса стая взялась за нее всерьез. Чили через мгновение нанес сокрушительный удар клювом по черепу, отчего жаба вскинула коротенькие лапки, пытаясь поймать кондора. В это время пришедший в себя Конг, зеленый от злости, сходу оформил обнаглевший земноводный двоечку в подбородок. Акела с девочками и Багира вцепились в ее слоноподобные ноги и рвали в клочья с удивительной скоростью. Балу хорошо разогнался, пробежав по лежащему на боку автобусу, и прыгнул, целя ей в грудь. Прыжок удался. Жаба пошатнулась и села на пятую точку, пытаясь согнать Чиля, который уже добрался до ее куриных мозгов. Стая общими усилиями завалила нахалку. Один на один с ней мог соперничать разве что Йорик, но как раз в этом бою он стоял как тренер возле Марго и комментировал происходящее. Больше им никто не мешал, и через полчаса они все-таки дошли до стаба. Приблизившись к бетонным стенам промзоны, элита заметно занервничала без видимых причин, отказываясь идти дальше. Даже Йорик как-то сгорбился, и от его былого оптимизма не осталось и следа. — Немезида, погляди, что там внутри, — шепнула ей Марго. Йорик встал как вкопанный и не хочет идти. Девушка кивнула и тенью проскользнула в дыру в заборе. Назад она вернулась спустя 10 минут. — Веселенькое дельце, доложу я вам. Там, на небольшом пятачке, пылает самолет Нолдов. Видимо, авария, так как кроме них там больше нет никого. С десяток бегает, что-то вытаскивает из горящего аппарата. Даже не тушат. Видимо, бесполезно. Таскают вниз. Там двойные двери ангара. Пандус уходит глубже, освещение плохое. Я туда не пошла. Значит, на этом стабе Нолды оборудовали себе базу. И если б не авария, мы бы о них не узнали. Думая о чем-то, сказал Череп. Почему элита так себя ведет, я понял. Слышал как-то давно, что они могут ограждать периметр отпугивающими излучателями. Вон, поверх забора стоят. Он указал на небольшие белые цилиндры, редко расставленные на бетонных плитах. «Я могу их снять, как банки в тире», — поднимая свою винтовку, сказала Диана. «Погоди. Давай так. Вы с Немезидой одновременно снимаете баночки на 6 плитах. Это 30 метров. В эту брешь влетает Балу и сносит забор. За ним остальные. Кладем всех, кто там есть, отрезая самолет от ангара. Дальше смотрим, что они так быстро оттуда выносили. Все готовы?» Рекс махнул рукой, указывая на промзону. Девушки отработали идеально, как в тире. Скованность у элиты тут же пропала. Балу, взрыв несколько кубометров земли, взял хороший старт и своим бронированным лбом вынес 2 плиты. В проем с воем и ревом устремилась стая. За ней забежали люди. Никто из нолдов, стоявших около чадящего самолета, даже не успел испугаться. Пятачок возле ворот и пандус, идущий вниз, зачистили за минуту. Нолды в промзоне вели себя беспечно,
зря понадеявшись на свои устройства на заборе. Самолет лежал брюхом на земле. Одно шасси подломилось, второе даже не успело выйти из креплений. Видимо, при вертикальном взлете что-то произошло, и он упал с хорошей высоты, даже не успев полностью их выпустить. При аварийной посадке также сломалось крыло, из которого вытекало топливо. Оно и чадило, догорая на земле. Почему не взорвался сам аппарат, было непонятно. Марго и Череп забежали на борт. Остальные держали периметр. Внутри все было, как и в других ранее виденных ими аппаратах, за исключением больших серебристых контейнеров, стоявших штабелем в проходе. Марго открыла верхний. Внутри лежали 2 ряда серебристых цилиндров длиной в 20 сантиметров каждый. Цилиндры раскручивались, как упаковки гаванских сигар, и содержали в себе стеклянные ампулы, наполненные жидкостями разных цветов. «Похоже на те, которые мне кололи», — задумчиво проговорила Марго. «Только у меня было черно-красное содержимое, а здесь разных цветов. И зеленые, и желтые, и даже как ртуть. Я тебе авторитетно скажу, не надо колоться всем, что видишь». Череп заинтересованно крутил в руках запаянную капсулу. «А откуда, собственно, здесь столько добра? Они собирались вывозить контейнеры по воздуху, но самолет упал, и они, как муравьи, таскали капсулы назад под землю, в свой муравейник. В моем случае это была эссенция из жемчужин. Вряд ли у них зоопарк с элитой под землей, из которого они делают такую вытяжку. Их можно и за забором наловить. Меня другое больше беспокоит. Сколько их внизу засело? К тому же сюда могут и другие прилететь. Надо разделиться. Пошли». Череп быстро выбежал из самолета. Марго пустила Чили летать по кругу и смотреть, не придет ли кто к Нолдам на помощь. Вся стая, за исключением Йорика, рассредоточилась по промзоне, укрывшись от наблюдателей сверху. Наверху оставили Жнеца, Кали и Кваза с Дианой, 2 снайперские пары, которые контролировали внутренний двор. Вниз пошли Марго со своей тенью Йориком, Череп, Рекс, Титан и Немезида. Ворота, ведущие вглубь базы, были достаточно широки. Пандус под резким углом уходил вниз. Освещение только дежурное, где включалось основное, они не нашли. Двери тамбура открыты. Над ними тревожно крутилась оранжевая мигалка, освещая в глубине коридора еще одну. Не мешкая, Рекс прилепил пластид к внутренней двери. Раздался взрыв, раскурочив замок. Внутренняя дверь была открыта. База разгерметизирована. Внутри послышались крики и звуки сирены. «Йорик с Немезидой вперед! Мы за вами! Немезида, не лезь на рожон!» Рекс похлопал ее по спине. Как только они исчезли, Рекс не спеша пошел вперед, держа в руках светошумовую гранату. За углом послышалась возня, удар. Завернув за угол, Марго увидела Нолда с дикими ранами на спине, который залег на полу за пулеметом. «О, пулемет Нолдов! Полезная штука! Если он еще разрешит пострелять нам, то моей радости сегодня вообще не будет конца». Рекс аккуратно отставил его за угол, подальше от трупа. На обратном пути заберу. Еще 50 метров прошли, никого не встретив. Коридор разделялся, путь направо вывел их в просторное помещение. Вероятно, в зал совещаний. Стульев штук 20, экран во всю стену. Налево шел маленький коридорчик, оканчивающийся дежуркой и оружейной комнатой. Ничего себе богатство! Рекс от удивления открыл рот. Автоматы стояли в гнездах, на полочках над ними лежали запасные обоймы. Рядом висели бронежилеты. Под откидными сиденьями нашли 2 винтовки, похожие на ту, что носила с собой Диана. Каски, ящики с патронами, гранаты и еще один пулемет. Интересно, Немезида это видела? Со стороны зала совещаний послышалась стрельба. Через минуту влетели в развороченный зал, но все уже было кончено. Йорик стоял с окровавленными кинжалами. Немезида сидела у стены, прижимая рукой тампон к плечу. Марго подошла к ней,
отстранила руку Немезиды и положила на рану свою. Через минуту кровь остановилась, и девушке стало легче. Наложили повязку и укололи спеком. Дальше по коридору несколько комнат со стеклянными стенами. Там их засело человек 10. Мы не стали нападать, отошли. А эти двое откуда-то вышли к нам со спины. Меня первую сняли бесшумно, а потом поздоровались с Йориком. Немезида пнула одного из лежащих на полу нолдов под ребро. Засада, значит. Прекрасно. Что ж здесь прекрасного, старый ты маньяк? Ты, Немезида, видимо, прошла мимо оружейки. А там лежат вкусные штуки. Может, и патроны к твоему стволу имеются. Также есть гранаты, которыми мы сейчас их и угостим. Вряд ли у них здесь склады за каждым поворотом, так что сидят они сейчас без оружия и трясутся. Судя по заинтересованному взгляду Немезиды, на том складе они не были. Одетая в бронежилет нолдов, Немезида шла позади группы. Впереди, в нолдовской каске, стараясь не шуметь, пробирался Рекс. В руках он держал несколько гранат. Дверь в коридор, где засели нолды, была приоткрыта, за ней не слышалось ни звука. Граната активировалась кнопкой. Нажав, Рекс катнул ее в проем двери. Взрыв произошел на 4-й секунде. Тут же дверь изнутри прошила очередь. Остатки двери лежали на полу. Следом полетела светошумовая, а за ней еще 2 нолдовских. Автомат замолк. Йорик исчез за углом и через минуту появился снова. «Здец!» Череп и Рекс, пригнувшись, ушли за угол. Еще слабую Немезиду вперед не пустили, как она не рвалась. «Все чисто», — сообщил по рации Рекс. Марго быстро подошла к ним. За углом, куда попало 3 гранаты, лежало несколько разорванных тел. «Йорик, ищи дальше», — послала его Марго. «Все. Я не вижу никого, кроме нас. Хотя, может, у нолдов есть шапки-невидимки?» — слабо пробормотала Немезида. «Пусть посмотрит, хуже не будет». Комнаты, где засели нолды, были операционными. В центре стояли белоснежные столы под большими 6-ламповыми светильниками. На стенах были размещены различные приборы. Из группы никто в них не разбирался, а Надя осталась в стабе. Зато то, что лежало в холодильнике, поняли все. Буквально в соседнем от чистилища стабе засели мясники. Эти людоеды ловили людей в кластере, который перезагружался раз в месяц, и доставляли сюда. Холодильники занимали почти все стены в 4 операционных. Сотни и сотни контейнеров. От трупов избавляться было совсем легко. Выкинули за забор, и все, через час не будет. Персонал базы насчитывал человек 20. Половину уничтожили во дворе, половину здесь. Дальше по коридору раздался шум. Все резко обернулись. Йорик пинками гнал навстречу им жирного нолда. Тот был в маске, майке и шортах. Йорик хорошенько поддал ногой жердяю. — Вы ответите за это! — вызывающе прокричал через маску нолд. — Не думаю. Титан пригладил остатки волос. Рация у них в зале совещаний была, но ее прошила очередь, а запасная — в дежурке. — Нас прилетят проверять. — Ну так мы подождем. А теперь, пока никто нам не мешает, рассказывай, что у вас здесь? И не заставляй нас пытать тебя. Или можем уложить тебя на стол, — предложил Череп. Я не ахти какой хирург, но попробую тебя вылечить. — Здесь госпиталь. — Ага, как мы не поняли сразу. А вы врачи без границ. Помогаете всем, до кого дотянетесь. — Говори или ложись на стол. Череп включил операционную лампу и направил ослепляющий свет ему в глаза. — Да, это лаборатория. Мы ловим людей и элиту и пытаемся скрестить их. Толстяк стал сговорчивее. — И как успехи? — Грандиозные. Немезида вошла в операционную. — Пойдем, тащите эту тварь сюда. Пройдя по коридору метров 20, они уперлись в массивную дверь с кодовым замком, которая сейчас была открыта.
За ней виднелась длинная темная галерея, по обеим сторонам которой стояли прозрачные капсулы, подсвеченные слабым светом, идущим изнутри. То, что находилось в первой капсуле, повергло людей в шок. В ней стояло нечто. Выше пояса это был мужчина, но вместо ладони у него были клешни краба, а до самого плеча вместо кожи шел хитин. Над бровями росли усики, как у рака. Ниже пояса торс переходил в рачий хвост. Титан не выдержал, его тошнило. В капсуле напротив рака было еще хлеще. Там находилась женщина, тело которой ниже пояса переходило в змеиный хвост, свернутый кольцами, а голова была один в один, как у медузы Горгоны. Вместо волос росли тонкие, черные, шевелящиеся змеи. Они все были живы. У мужчины еле заметно вздымалась грудь. Он дышал, хотя и очень редко. У женщины волосы жили своей жизнью. Сама она была необычайно красива. Тонкая шея, широко поставленные миндалевидные глаза, узкие плечи. Высокая грудь заметно колыхалась при дыхании. «Уроды конченые! Вы что с людьми сделали?» Немезида здоровой рукой отвесила Нолду пощечину. «Что говорили, то и сделали. Скрещивали. Как? Не знаю. Я не врач. Я ответственный работник. С тебя и спросим. Смотрите дальше. Сдец!» В следующих капсулах жило нечто из фильмов ужасов. Голова у существа была расколота пополам. Вместо мозга в ней копошились черви. Лицо не похоже на человеческое. Это скорее была элита в верхней своей части. Вся голова покрыта роговыми пластинами черного цвета, с узкими щелями глаз. Они имели обычный зрачок и глядели на Марго довольно осмысленно, с грустью и невыносимой мукой. — Вы снимаете? — спросила Марго. — Да, все досконально. Рот полон острых редких зубов. Губ не было. Голова сидела сразу на туловище, шея отсутствовала. Дальше шло тело медведя с огромными когтями и густой шерстью. — Зачем вам это? Марго повернулась к Нолду. — Вы и в своем мире проводите такие же эксперименты? — Мы пытаемся выделить наиболее сильный ген в различных комбинациях человека и элиты. В нашем мире нет таких тварей. Мы прилетаем в гости к вам. — А ты не боишься поменяться с ним местами? — Нет, вы не сделаете этого. Вы давно изучены нами. Я могу откупиться. — Чем? — Каждому по белой жемчужине. И вы меня отпускаете. — Вы сюда посмотрите, прежде чем его отпускать. Череп стоял напротив капсулы и тер лоб. Из капсулы на него смотрел человек, у которого не было кожи и мышц. Все органы наружу. Неясно, как они все держались без мышечного каркаса и ребер, но факт оставался фактом. При всем этом он тоже был жив. В следующей капсуле жил человека-ящер, голова ящерицы с телом мужчины. Мясистый гребень по всему телу и лапа земноводного вместо ладоней. Глаза у него были, как у животного, с вертикальными зрачками. Без хвоста. Вместо ступней — ласты. «Сдец!» Марго подошла к капсуле, напротив которой стоял вампир. Он смотрел практически на свое отражение. Лысый череп с большими надбровными дугами, из-под которого на него смотрели маленькие колючие глаза. Из челюстей торчали 10-сантиметровые клыки. Руки ниже локтя становились щупальцами, как у осьминога, с такими же присосками. Ниже пояса это был лев с хвостом. Под каждой капсулой находилась небольшая выемка, в которой лежала знакомая стеклянная капсула. В нее входила тоненькая прозрачная трубочка, поднимавшаяся к затылку жертвы. И таких здесь стояло около 100. «Как много у вас подобных лабораторий?» — задал вопрос Рекс. «Около 20.
Наша не самая большая. Что находится в контейнерах в самолете? Готовые эссенции. Мы их даем своим душевнобольным и заключенным. И как успехи? Кое-что есть. Если бы вы не трогали муров, то успехи были бы заметнее. Мы очень рады, что хоть как-то можем усложнить вам жизнь. Откуда вы проникаете в улей? Я не знаю. Нам завязывают глаза перед перемещением и открывают только здесь. Пилот знал, но сегодня разбился. Координаты других лабораторий ты тоже не знаешь? Откуда, если я не знаю даже этой? Хорошо устроились. Так что там про белый жемчуг? На него у тебя есть разрешение? Нет, но мне хочется жить. Они тоже хотели. Рекс кивнул на капсулы. Даже элита хочет жить, хотя и теряет человеческий облик. Вы для нас как муравьи. У нас подавлены переживания в отношении вас. Иначе говоря, я не чувствую угрызений совести, когда режу вам подобных. Ага. А говорил не врач. Давай жемчуг. Марго отвесила ему подзатыльник. Рекс посмотрел на нее, но ничего не сказал. Череп стоял спокойно, из чего он сделал вывод, что Марго играет. Жирный повел их к себе в комнату, все стены которой были заклеены графиками, таблицами и изображениями голых девиц. Подошел к сейфу и приложил палец. Дверка распахнулась, и Нолд быстро запустил туда руку в надежде схватить оружие, но почувствовал на своем горле клинки Йорика. — А ты шустрый паренек, хотя и предсказуем. Жемчужин, как я понимаю, у тебя нет. Тогда ты нам не нужен. — Есть, не убивайте! Вот ключ. Откройте потайную секцию. — Сам открывай. Мне не хочется получить заряд в лицо. Жирный поднес электронный ключ к выемке в дверце. Открыл, немного покопался и вытащил продолговатый прозрачный контейнер, отдав Марго. Та, в свою очередь, передала его Титану. Тот взял на выбор одну и сжал в руке. — Да, настоящая. Он по очереди подержал их в руках. — Все 5. Неплохо зашли. — Где вы их берете? — Здесь. Очень редко они вызревают в гибридах людей и элиты. — Скребер — это гибрид? — И да, и нет. Больше я ничего не скажу на эту тему. Эта информация у меня блокирована. Даже если вы меня разрежете на несколько частей. — Да ладно, расслабься. Нам все равно, кто они. Лишь бы не пустыши. Но ты прав. Разрезать тебя на несколько частей — неплохая идея. — Вы же взяли жемчуг! — возмутился толстяк. — Вы обязаны отпустить меня? — Плохо вы нас изучили. Мы с такими, как ты, не договариваемся. А жемчуг пойдет на хорошее дело. Да, подскажи-ка, капсулы с эссенцией дороги для вас, или их можно уничтожить? — Ни в коем случае! Это результат нашей лаборатории за год! — Спасибо, что сказал. — Рекс, здесь все заминировать. Контейнеры тоже сюда. Спалить к чертям собачьим. — Вы не посмеете! Это научная работа моего коллектива! Это абсурд! — Йорик! И руководитель коллектива захлебнулся собственной кровью. — Рекс, держи контейнер. Дай белые Кали, Элу и Жнецу. И Титану обязательно. Последнюю разыграйте. Мне не надо. Во мне еще рад жемчужина бурлит. Позже найдем еще лабораторию. Усмехнулась она. Наверху все было спокойно. Зараженные близко к забору не подходили, а людей, кроме стронгов, поблизости быть не должно. Немезида всегда была настороже, ментально контролируя близлежащее пространство. Рассказали остальным о подземной лаборатории. С особым энтузиазмом отнеслись к подарку Нолда. Теперь в основной группе все как минимум один раз приняли белую жемчужину. Череп, а вот скажи мне, самолет почти не сгорел, только топливо, которое вытекло на землю. Значит, внутри все на своих местах? Да, но мы его все равно не отремонтируем. Я не про это. Летчик убился о штурвал, туда ему и дорога. Но карты-то остались. Ах, черт! А ведь верно. Если он, как посыльный, облетал точки и забирал продукцию, то у него должны быть полетные карты,
Маршрут! Пойдем-ка!» Марго, Рекс и Череп спешно прошли по пандусу на борт. В пилотской кабине летчика уже не было, только лужица подсохшей крови на металлическом полу. Речь Нолда в Стронге понимали, но их письменность была основана на иероглифах. Надписи на карте оказались нечитаемыми, однако, повертев ее, Череп узнал участок местности, где они находились. На месте чистилища на карте был обозначен жирный красный круг. Вероятно, запретная зона для полетов. Конечно, в чистилище была сильная ПВО, особенно после последнего похода на беговую. Там, где они сейчас находились, стояла черная точка с иероглифом. Вероятно, число или краткое название объекта. Карта охватывала местность километров 500 на 500, скорее всего. Один из квадратов более масштабной карты. И в этом квадрате значилось еще 3 лаборатории, 2 в противоположном углу на другой стороне чистилища, правее Вавилона, который, кстати, тоже был обведен широким красным кругом, километров на 60. А одна лаборатория находилась через кластер от чистилища. Что скажете? Одна лаборатория недалеко от нас. Мы с Немезидой даже бывали в тех краях. Рекс водил пальцем в перчатке по карте. Можно наведаться. Только пусть сначала Чиль слетает туда с камерой. Согласна. Его они вряд ли поймают. Нолды скоро узнают о том, что их лабораторию уничтожили. Сложат 2 и 2, что это мы постарались, и могут эвакуировать соседнюю с нами. А как ты думаешь, сколько им времени для этого понадобится? Пилот должен вернуться сегодня. Если позже, то его запросят по рации. Квадрат всего ничего, 500 на 500. Значит, завтра сюда прилетит другой самолет. А мы ему заминируем посадочную площадку. Но сгоревший борт надо в сторону оттащить и засыпать чем-то. А может, еще проще? Дождаться самолетика и принять всех под белые ручки. Пилот нам расскажет то, чего не увидит Чиль. А потом в расход. Рекс облизал губы. «Ты маньяк!» Череп встал и пожал ему руку. «Об маньяка слышу». Рекс тоже, в свою очередь, пожал Черепу руку. Предупредили чистилище о вынужденной задержке по рации. Пока же подогнали 2 пустых Урала, набили их доверху трофеями из лаборатории и отправили в чистилище. Пока перетаскивали вниз контейнеры, шутя при этом, что надо было дать закончить начатое Нолдами и только потом их грохнуть. Пока все заминировали, пока спрятали сгоревший борт. По расчетам Черепа, оставалось несколько часов до прибытия спасателей. Все попрятались на подготовленных позициях. Марго устроилась около знахаря. «Титан, мне не дает покоя один вопрос. Там, в первый день моего пребывания в Улье, мне ведь кололи эссенцию. А могло быть так, что я оказалась бы в одной из капсул внизу? Не думаю, что именно это тебя ждало. Тебе ввели раствор из 2 жемчужин, а не вытяжку из гипофиза гибрида или элиты. Большая разница. Хотя у тебя тоже не все в порядке. Взять, к примеру, крылья. Скажу тебе по секрету, это неестественно. Я догадываюсь. А эффект навсегда? Да, королева. Если рад жемчужины не исправила, то я не знаю, что может помочь. Ну и ладно. Иногда мне даже нравится. Кстати, не желаешь уколоться, пока все не взорвали? Выберешь себе белую эссенцию? Нет, спасибо. Мне только хвоста не хватало. Глава 19. Полет в Вавилон. В рации 2 раза щелкнуло. Условный знак на время операции. Внимание. Чуть погодя еще 3. К бою. Нолдовские самолеты не так шумны, как машины землян, но все равно было хорошо слышно, что приближается борт. Облачность над городскими кварталами пекла обычно очень низкая, метров 200, но вскоре, разогнав облака, на территорию промзоны стал садиться аппарат внешников. Все напряглись. Самолет был один. Нолды, возможно, считали, что боевые действия в засекреченной лаборатории
маловероятны, и послали одну машину. Значит, в ней не больше 15 человек. У Нолдов Стронги видели 3 типа летающих машин. Это была самая маленькая, но и самая быстрая. Прибыли они даже с опережением графика. Самолет завис на 100 метрах. Если у них есть дары, подобные Немезидиным, или просто датчики, то они увидят тела. Но кто это, Стронги или Нолды, им будет непонятно. Раз есть живые, то значит надо садиться. Они сели, как по линеечке, на место, откуда недавно оттащили сгоревший аппарат. На всякий случай место посадки было заминировано. Откинулся пандус, по нему вниз сбежало 12 человек в скафандрах. Осмотрели периметр, 2 остались у самолета, а остальные ушли вниз. Подождав 3 минуты, пока последний боец Нолдов скроется в темноте ангара, отработали по часовым бесшумными винтовками. Тут же из укрытий выскочили Немезида, Рекс и Йорик и понеслись в самолет. Жнец и Квас быстро сбежали вниз и закрыли дверь. Квас подпер ее бетонным блоком. Жнец воткнул дистанционный взрыватель в заранее уложенную взрывчатку. Теперь, когда Нолды захотят обратно, их взорвут вместе со всем подвалом. Стреляться с ними ради трофеев посчитали ненужным решением. Чуть раньше, битком набитые точно таким же оружием, из промзоны уехали 2 Урала под охраной волков. «Марго, пилот наш!» Девушка направилась в кабину самолета. Жнец держал руку на кнопке. Ждал только приказа поднять на воздух весь их подземный зоопарк. Стронги даже немного поспорили о том, что в капсулах находятся еще живые существа. Но, как бы их ни было жалко, жить в таком состоянии, вне капсулы, они не смогли бы. В итоге решили взорвать их тоже. В кабине сидел примотанный к креслу пилот. Взгляд, которым он смотрел на Йорика, говорил о том, что в галерее он бывал и видел двойника-вампира. «Твоим попутчикам вот-вот придет конец. Ты один останешься в живых, но только потому, что нам нужна информация. Расскажешь, что нас интересует, будешь жить, и, возможно, вернешься назад в свой мир. А если нет, то мы вколем тебе одну из ваших эссенций и оставим в капсуле. Ну как?» «Все расскажу. А он что, оттуда?» Пилот показал на Йорика. «Здесь, Ирга». «Боже, он еще и говорит!» И потерял сознание. «Ну, мать твою! Время еще терять с ним!» Череп открыл пузырек с нашатырем и поднес его к носу Нолда. «Ты не пугайся так. Йорик у нас добропорядочный вампир. Ему много не надо, только таблетку запить». Похлопав пилота по щеке, сказал Череп. «Что вы хотите знать? Только пусть он отойдет, пожалуйста. Какой воспитанный. Недавно твой жирный приятель угрожал нам всеми карами на этой земле». «Какой жирный?» «Проехали. Нас интересует вот эта база». Череп развернул карту и указал на близлежащую черную точку. «Ее эвакуировали 3 часа назад». «Как?» Все, кто были в кабине, нависли над пилотом. «Мы туда транспортники сейчас сопровождали», — ответил тот, вертя головой, не зная, кто из Стронгов старший. «Почему? Из-за этой лаборатории?» «Нет, давно планировалось, там никто не ходит. Ни люди, ни элита. Накладно содержать. Вот это дает результаты». «Давало». «А эти работают?» Череп указал на 2 черных точки восточнее Вавилона. «Да. Одна больше, другая меньше. Обе на стабе стоят. Между ними подземный туннель есть. Видимо, раньше был один военный объект. Он растянут на 5 километров благодаря туннелю. Мы считаем ее как одну базу. Точки обозначают входы. Какая там охрана? Топлива хватит долететь?» «Около роты, около 100 человек», — поправился пилот. «И ученых 16. Главный вход вот здесь». Пилот показал пальцем на дальний кружок от Вавилона. «С наибольшим скоплением охраны. Второй вход запасной. Там только склады. На входе сидят 2 человека. Топлива у меня хватит вокруг улья облететь».
— Марго, нолды ломятся наружу. Что делаем? — спросил по рации жнец. — Взрывай их. Самолет слегка подпрыгнул, из глубины ангара вылетел пылевой столб и какие-то железки. Где-то в глубине раздалось с десяток взрывов. Небольшой сарай, стоявший в отдалении, рухнул под землю. Видимо, заряды пробили тонкие перекрытия. — Упс! А друзей-то у тебя больше и нет. Я не дружил с ними. Пилот смотрел себе на руки. — Правильно, плохие они. Продолжим. Куда тебе можно садиться на тех двух базах? Какие позывные? Знаешь ли ты пароли для входа? И детально те помещения, где ты был. Череп достал свой неизменный блокнот. Садиться можно везде. Своей авиации у них нет. Коды доступа, позывные и прочее — все знаю. Но как я потом уйду оттуда? Вы обещали. Тем более, что самолет вам не поможет. Почему не поможет? В нем заложен механизм самоуничтожения. Его можно активировать с базы. Чего и следовало ожидать. Хорошо. После всего ты как бы спрячешься, а мы как бы тебя не найдем. Спасатели прилетят, подберут. Какой ширины и высоты проходы на базе? Высокие. Я привозил холодильник в 4 метра высотой. И широкие. По ним погрузчики ездят. Йорик, стой здесь. Если дернет рукой или ногой, убей. Пойдем, подышим на улице. Череп позвал с собой Марго и Рекса. — Что думаете? — обратился Череп к остальным, когда они вышли из самолета. 100 человек охраны на базе. Это не семечки. — А про проходы ты спросил, думая про элиту? — поинтересовалась Марго у Черепа. — Да. Большие все равно не пролезут. Йорик, Багира и все. Третью мировую на базе нам все равно начать не удастся. Заходить надо тихо и постепенно чистить. Если сядем в начале, около запасного выхода, пилот выйдет, а с ним в невидимости и наша разведка. Зайдут тихо, снимут пост. Мы поднимаемся и летим к основному. Там проделываем то же самое. Пилота успокоит, что живых не останется. Все видеозаписи с ним сотрем. Череп попутно набрасывал что-то в блокнот. — У меня дополнение к плану, — сказал Рекс. — Надо созвониться с Вавилоном. Все равно почти на их территории будем. Поговорить непосредственно с горцем после того, как мы очистим запасной вход. Пусть там садится на своем Ми-8 и начинает чистить склады. Заодно выгрузят десант. Они пойдут навстречу нам по туннелю. Потом можно уже из города конвой их грузовиков сопроводить. Мы все равно много не унесем, а здесь грамотные люди приедут, всю базу выпотрошат. И нас до дома с подарками подбросят. Как? Конгениально, предводитель. Марго начала думать, что у них все получится. Тогда сейчас Багиру сюда, людей, и летим в чистилище. Балу, Конг и Тирекс сами доберутся. Там экипируемся как следует, позвоним горцу и летим к Вавилону. Надо только предупредить чистилище, чтобы не сбили НЛО вместе с нами. Через 10 минут полета самолет садился на полянке перед рвом. Любознательный народ высыпал из штаба с целью обследовать вражескую технику. Запретить это ни у кого не поднялась рука. По дальней радиосвязи нашли горца. Договорились, собрали группу, оделись. День начал клониться к вечеру. Вылетели в сумерках. Уже почти ночью встретились с горцем на небольшой посадочной площадке в районе стены. «Всем привет!» Как всегда энергичный, горец бодро пожал всем руки. «Наши действия?» «Сколько у тебя людей в вертолете?» — спросил Рекс. Операцией командовал полковник. Это была полностью его вотчина. «Со мной 12. Все проверенные. Вооружение нолдовское и наше. Так что тех, кто засел на базе, прибьем. Смотри, что есть для твоих ребят». Рекс показал на лежащий на земле пулемет нолдов. «У нас с собой 2, и 1 тебе. Утром отобрали. Бетонную плиту пополам одной очередью прошибает». «Фига себе!» Горец обрадовался, как ребенок. «Пойдете за нами спустя 30 минут. Садитесь вот здесь». Чиль все высмотрел. «Это фото. Площадка небольшая, но садитесь смело.
Живых там уже никого не будет. Еще вот тебе нарисованный от руки чертеж помещений. Твоим бойцам надо двигаться сюда. Фактически это два входа одной базы. Соединяет их туннель. Идете навстречу нам. Если станет жарко, вперед не рвитесь, ждите. Связь по рации на наших частотах. Там, где вы зайдете, расположены склады. Их надо выгрести все, после того, как закончим с охраной. Пошлем зверушек за вашим конвоем. Пусть будут наготове. Ты всех людей собрал, которые будут задействованы? Марго им иммунитет даст от стаи. И самое главное, Рекс. Череп в нетерпении дернул его за рукав. Да. Делим все пополам. Какие разговоры? Это я вам доплатить еще должен. Такое гнездо у меня под носом вскрыли. А то люди стали пропадать. Мы уж не знали, что думать. И до дома вам все довезем. До подъезда. После того, как база потеряет контакт, у нас есть сутки. Может, чуть больше. Отсюда до них 60 километров. Дорога асфальтирована. Со зверушками за 2 часа обернетесь. Так что у твоих будет часов 20. Должны успеть. Дай-ка еще гляну фото. Площадка большая. Сюда как минимум 4 фуры зайдут под погрузку. Быстро вынесем. Ты б видел, как мы супермаркеты чистим? От зависти облысел бы. Горец, я сюда уже лысым попал. Сложная работа в КГБ была. То того расстрелять надо, то этих сжечь. Как вспомнишь... Все, молчу. Через 30 минут после вас начинаем. Удачи! Через 20 минут садились у запасного выхода. На подлете запросили пароль, как будто на нолдовском самолете полетит кто-то кроме них. А если даже и полетит, то пилот скажет все как надо. Тупые какие-то. Сели. Пилот вышел и направился к неприметной будке. За ним по пятам шли Немезида и Йорик. Как только открыли двери, один упал, держась за горло, а второй, хлопая глазами, уже сидел связанный на полу. Не можешь ты, Немезида, чисто работать. Надо было ему шею свернуть, теперь ботинки липнуть будут. Вообще-то это не я. Йорик любит кровь пустить. Так, а это кто? Почему его не съели? Чего дрожишь? Рассказывай, кто, что, а то масочку отберу. Я просто охранник, я не убивал людей. Меня интересует, сколько людей на главной проходной. Характер вооружения, где заминировано. На входе 3 пары, здесь и здесь. Помещения отгорожены металлическими дверьми, не бронированными. Дальше по коридору начинаются помещения базы. Тут казармы, здесь ученые живут. А это что? Накопитель, там держат пленных. Элиту привозят вот отсюда. Дальше операционная и сад теней. Романтики, как я погляжу. Значит, там держите зоопарк в капсулах? Да. Что с туннелем? Есть ли блокирующие двери? Откуда управление? В 2 местах есть герметичные переборки, а управление отсюда, из главного пульта. А между ними газ? Да. Ты не стесняйся, говори, а то вот. Череп аккуратно ножом поддел лямку маски около уха и перерезал. Нолд быстро прижал маску рукой к лицу. Перед переборками, которые падают сверху, расположены автоматические пулеметы, которые простреливают туннель на 200 метров. Из главного входа запасной видят на камерах? Нет. В туннеле камеры есть? Куда выходят? На 2 выхода, к нам и на главный вход. Еще что-то есть? Нет, это все. Не крепость же, просто склад. Доберемся и до крепости в свое время. Немезида. Девушка подошла сзади к Нолду и одним заученным движением сломала ему шею. — Можешь ведь, когда захочешь, — заржал Рекс. — Маньяк. — Оставим им Багиру. Заодно и я буду видеть, что здесь творится, — предложила Марго. — Толково. Залетаем. 5 километров до другого выхода пролетели почти мгновенно. Пилот не слышал, как Стронги обсуждали возможность оставить себе самолет. Но все сошлись на том, что не смогут не только им управлять, но и обслуживать. При всех плюсах быстрого перемещения был один огромный минус. Никто не мог точно сказать, есть ли система уничтожения или нет.
А Нолдам хватит ума заложить в эту систему атомную бомбу. Были уже прецеденты с внешниками. Пилот аккуратно посадил машину и не спеша отправился к проходной. Его предупредили, чтобы не шутил. Умрет первым. Нолд нажал неприметную кнопку на кирпичной стене. Через 2 минуты часть стены отъехала в сторону, и из проема показался Нолд в скафандре. — А ты рано. Следующая партия только на той неделе будет готова. Я по другому поводу. — Заходи. Оба зашли внутрь. В рациях отряда отчетливо прозвучал щелчок. Немезида и Йорик внутри. Остальная группа приготовилась к штурму. По традиции, нолдовские пулеметы взяли Квас и Жнец. Но они были настолько легки, что их могла нести и Немезида. Свое штатное оружие они все же повесили на плечо, на всякий случай. Ходили слухи, что внешники могут блокировать свое оружие или активировать режим свой-чужой. Марго наблюдала картинку глазами Йорика, фактически сейчас управляя им как аватаром. Охранник обошел напарника и сел за монитор. Пилот стоял, не двигаясь, не зная, что делать дальше. — Что застыл? Проходить будешь? Или с нами посидишь? — Нет, я к вам друзей привел. Видимо, у пилота проснулось что-то похожее на совесть. Хотя, откуда она у каннибалов? — Ты о чем? Охранник склонился над столом, что-то там рассматривая. — Да вот, смотри сам. Голова отлетела на метр. Йорик, прыгнув через импровизированный прилавок, вырубил одновременно 2. Немезида резко повернулась к замаскированной двери и хлопнула ладошкой по кнопке открывания. Дверь стала отворяться, как вдруг истошно заорала сирена, и она остановилась в полуоткрытом состоянии. — Как всегда, — пробурчал Рекс. — Хоть бы один мой план продержался больше 3 минут. — Жнец, сделай им больно. Жнец припал на одно колено и выстрелом из гранатомета вынес подряд 2 железные двери, за которыми спрятались еще 2 двойки. Первым внутрь влетел Йорик, и понеслась мясорубка. Немезида решила не лезть, чтобы вампир в экстазе и из нее не наделал котлет. Первый заслон прошли относительно быстро. Группа Горца тоже углубилась в туннель. Рекс хотел их предупредить про пулеметы, которые могли активировать после того, как не смогли связаться с запасным выходом, но у него ничего не получилось. Связь с Горцем не работала. До первого шлюза оставался еще километр. Как справедливо заметил Череп, зачистку могли активировать только с поста, который был в руках Стронгов. Тем временем группа продвигалась дальше. Впереди их уже ждал заслон. Внешники, скорее всего, не перестраивали базу. Коридоры прямые, широкие, высокие. На танке заезжай. Надо было взять терминатор, мелькнуло в голове Рекса. Обороняться в таких коридорах крайне неудобно. Нолды на скорую руку устроили импровизированную засаду с пулеметами и прожекторами и погасили свет. И зря. Невидимая Немезида без затей подбежала к ним под своим ускорением, оставила им несколько гранат и также быстро умчалась назад. Все это она проделала за 3 секунды. А на 4-й от засады остался стоять только большой пулемет на погнутом станке и чьи-то ноги. Рекс на бегу указал Квазу на станковый пулемет Нолдов. Кваз попробовал взять его в руки, немного побаюкал и утвердительно кивнул. Ревущая сирена не умолкала, давя на уши. Свет погас по всей базе, только под потолком крутились оранжевые огни. Надо срочно найти их командный центр. Оттуда они могут вызвать помощь. Пилот рисовал на плане. Впереди, за казармой, после столовой. За углом нас ждут. Изобразите, что мы пойдем там. Йорик и Квас со мной. Рекс подошел к стене и прилепил к ней пластид. Пройдем напрямую. Немезида, кинем гранату, что ли, а то как-то скучно у них. Сейчас вот это за угол кинем, они возбудятся. Все равно в темноте не поймут, что там. Рекс обернулся и увидел Кали и Диану.
Каждая девушка держала по ноге, то, что осталось от пулеметчика. Молодцы, креативно. Дезинфекция. Все сразу закрутилось. Вот что команда животворящая делает. За угол полетели ноги. Внешники открыли бешеный огонь, развалив противоположную стену, которая осыпалась, и появился еще один выход. Как только они прекратили огонь, чтобы посмотреть на содеянное безобразие, то тут же получили еще 3 гранаты. За углом случился коллапс. Почти одновременно с ним исчезла другая стена, благодаря стараниям Рекса, и туда уже лез Квас со станковым пулеметом. Йорик был уже внутри казармы и показывал танец с саблями. Немезида выдвинула за угол зеркальце, ничего кроме завала и пыли не разглядела и скользнула вперед. Раздался одиночный выстрел, за ним сильный удар тела о стену. Череп, Диана, Кали и Жнец ринулись в атаку. Марго прислонилась к стене и ментально нашла Багиру. Кошка мчалась по темному подземелью. Позади нее метались нашлемные фонари вавилонцев. Они уже подошли к месту первой заслонки, как вдруг темноту разрезала очередь из-под потолка. Марго активировала режим аватара. Багира зигзагом в режиме мимикрии подобралась к пулемету, подпрыгнула на 3 метра и сбила орудие на пол. Обернувшись назад, Марго глазами Багиры увидела, как люди над кем-то суетятся. Подбежав, кошка увидела горца с развороченной грудью и солдата, который колол ему спек. Непроизвольно взвыв, мотнула головой, как бы приглашая следовать за собой, и понеслась вперед со всей возможной скоростью. «Рекс, кончайте с ними играться! Мне нужно в туннель попасть. Горцу из пулемета грудь разворотили». «Принял. Прорыв!» Как правильно поняла Марго, это была еще одна команда, при которой боец пробивал стены лбом. Тут же получилось что-то ужасное. Упала стена. Все, что могло стрелять и взрываться, буквально забурлило. Под натиском Кваза стали падать перегородки. Девчонки швыряли гранаты с такой скоростью, что звук взрывов слился в один и быстро ушел вглубь базы. Марго поднялась и быстро побежала за ними. Видимо, эта команда не предусматривала сохранение перекрытий и стен. Вооружение Нолдов буквально разнесло все. Взгляду Марго предстало чистое пространство размером с хоккейную площадку, с разрушенными стенами и местами обвалившимся потолком. Там, где у Нолдов была казарма, столовая и штаб, теперь появился стадион. Кое-где из-под обломков перекрытий раздавались стоны. Череп не спеша перепрыгивал с одной плиты на другую и производил контрольные выстрелы. Марго, не переставая удивляться эффективности команды, со всех ног бросилась вперед. «Марго, мы прошли насквозь до туннеля. Путь свободен. Но мы здесь почистим еще». «Да, хорошо. Я вижу их. Они в километре отсюда. Несут его». И ускорилась, насколько возможно. Навстречу ей пронеслась Багира, кивнув мордой на бегу, и присоединилась к Йорику. Вопль ужаса раздался под сводами базы. Стая нашла того, с кем можно было поиграть в прятки. «Кладите его на пол». Марго подбежала к горцу и накрыла его собой. «Он дышит!» — чуть не плача крикнул боец. «Все вперед! Помогайте Рексу! Он будет жить!» Второе относилось уже к горцу. Марго положила руки на то, что когда-то было грудной клеткой. Сердце, на удивление, не задето, а легкие — в кашу. Да и от других органов мало что осталось. Крови потерял половину. Если бы это не был старый иммунный под спеком, то его можно было бы уже отправлять в морг. Мертвых Марго поднимать не умела. Вложив в заряд все свои немалые силы, запылав оранжевым огнем под сводами туннеля, она вызвала ужас у солдат Вавилона, которые не видели Марго за работой. Энергия королевы перетекала с рук на грудь горцу. Ткани зашевелились и потянулись изуродованными краями, заращивая жуткую мешанину, сделанную пулеметом.
Кровь остановилась. Марго в реальном времени сращивала поврежденные органы. Хрустя, восстанавливались кости и хрящи. Горец застонал. Марго вколола ему свой радспек. Лицо больного разгладилось, дыхание выровнялось. Новые легкие исправно нагнетали кислород в кровь. Сердцебиение стабилизировалось. Марго сделала знак двум солдатам, которые уже где-то раздобыли носилки. «Несите его к вертолету. Ему нужен покой. С вами пойдет Багира». Сама побежала к Рексу. Маньяки уже заканчивали равнять базу, справившись намного быстрее и качественнее экскаватора. Вся команда стояла около большой круглой железной двери. Подобную Марго видела один раз в хранилище банка, когда арендовала ячейку. Науку мы не нашли. Вероятно, они все там. И там же их плоды. Что делать будем? Развернемся и назад пойдем, что еще остается? Они же в домике спрятались. Марго с удивлением посмотрела на Рекса. Я в плане, как открыть. Нежно или нет? Да как получится. Все равно пойдут на корм Йорику. Орик? Здец! Разгладив тельняшку, вампир засмущался от столь щедрого угощения. «Отойдите подальше». Рекс стал прикладывать бруски пластида к двери. Прогремел взрыв, и металлический блин диаметром в 3 метра упал по другую сторону стены. Первым в образовавшийся пролом прошел Йорик. За стеной их ждали полумрак и дорожка, подсвеченная по бокам холодным синим светом. Медленно продвигаясь вперед, группа смотрела на капсулы. Устройства были аналогичны тем, что они видели в первой лаборатории. Дорожки убегали вдаль, пересекаясь с такими же, образуя квадраты. Гигантская сеть подсвеченных тропинок содержала в себе тысячи капсул и раскинулась на 2 футбольных поля. Все капсулы были полны. Они содержали в себе уродов, каких не смог придумать даже Улей. Всю эту кунсткамеру тщательно снимали. Сзади блевали люди-горцы, впервые увидев содержимое капсул. «Немезида, ищи их», — произнес Рекс, надеясь на ее дар сенса. «Есть. В дальнем конце. Все 16». Группа бегом направилась к ним. «Брать живьем!» Горец порадуется. «Всех на арену!» Здец? Расстроился Йорик. В дальнем конце оказалось бесконечного зала, в небольшой комнате забились ученые. Немезида вывела всех в зал, ставя на колени с руками на затылке. Те, что упирались, получали прикладом под ребра. «Кто старший?» — рявкнул Рекс. Ученые молчали, правда, недолго, пока не увидели Йорика. «А вот ваш новый друг. Очень хочет есть, ведь он так долго сидел в капсуле». У страха глаза велики, но при виде Йорика у неподготовленного человека мозги обычно отказывали. «Я старший», — помахал рукой над головой Нолт с бородой и спаньолкой. «Пойдем». Череп схватил его за воротник халата и потащил вглубь мрачного зала. «Куда вы отправляете эссенцию? Где основная база?» «Этого я не знаю. Нас сюда завозят вахтовым методом, в закрытом транспортнике без иллюминаторов. Мы даже не сразу догадались, что находимся на другой планете». «Вы понимаете, кто ваши пациенты?» «Да. Нам сказали, что это преступники, приговоренные к смертной казни». «И вы ни разу с ними не говорили, чтобы убедиться в этом?» «Нехорошо обманывать». «Да, мы все знали, кто это, и что мы в Улье. Да что нам было делать? Мы подписали контракт, бешеные деньги, полгода здесь и безбедная старость в нашем мире». «Белый жемчуг где?» «Мы не храним его в таком виде, он сразу идет в эссенцию, но это в редчайших случаях, 1 к 1000. Всю эссенцию забрали на прошлой неделе». «Белый жемчуг откуда берете?» «Не могу ничего сказать постороннему. Блокировка участка мозга. Нам специально делают укол перед вахтой». «Удобно, вахтовик. А тебя не предупреждали, что вас могут поймать, те, кого вы так усердно кромсаете?» «У нас хорошая охрана.
И дело приходилось иметь с пятикантропами. Теперь ты сильно удивишься, я тебе обещаю. Череп подошел к Марго с Рексом и покачал головой. Ученых заковали в наручники и связали в цепь. Так и повели к запасному выходу, гремя кандалами. Сопровождающие выделили злого Йорика, который щедро отвешивал пинки и затрещины персоналу. Вавилонцы оперативно вычистили базу и склады. Помещение полностью заминировали. Самолет тоже. Диана уверяла, что может поднять его в воздух, но, помня о системе самоуничтожения, лететь на нем не решились. Огромнейший зал тщательно зафиксировали на видео. Все бумаги и носители, какие нашли, забрали с собой. Череп потом разберется. Глава 20. Арена. Череп, ты вот что мне скажи. Прошла неделя, и Горец почти выздоровел, но пока сидел в коляске. Десятки тысяч людей, тысячи капсул. Откуда они столько иммунных брали? Нет, они брали всех подряд. Им для селекции все равно, кого с зараженными скрещивать. В вашем городском кластере перезагрузка раз в 4 месяца, а люди обращались на вторые сутки. Времени у них хватало. Странно, как вы такую активность нолдов прозевали. Как ты понимаешь, я лично там редко бываю. Не магазины ж мне разгружать. А помощники не докладывали. Находили иммунных людей регулярно. Самолеты вы как-то контролируете? Радарное обнаружение? Нет. Радара у нас нет. На беговой были машины, входившие в комплекс С-300, но их не взяли. И если по ночам летят, то мы их просто не увидим и не услышим. Ты меня знаешь, Горец, я постоянно всех подозреваю. Значит, не все так радужно в твоей администрации, раз там такое поле капсул выросло. Череп катил коляску с Горцем по парку. Твои предложения? Я бы, во-первых, отсек всех, кто не причастен к городскому кластеру. Чисткой в городе у меня занимаются 2 отряда. Один большой специализируется исключительно на супермаркетах, продовольствие, предметы первой необходимости и так далее. А второй поменьше, те больше в свободном поиске. Элиту, если встречают, то редко. Думаешь, могли снюхаться с внешниками? Почему бы и нет? Те платят, порой очень даже ничего. Нам 5 белых жемчужин на 5 отдал один Нолд. Лишь бы его отпустили. Отпустили? А то. До сих пор его шорты над кластером летают. Эх ты, мужчина, можно сказать, доверился вам, а вы... Да, Горец, ты тоже особо не доверяем. Пилот, который нас сюда доставил на самолетике нолдовском, сказал, что они могут в любой момент взорваться. И ваш самолет тоже. Ты бы избавился от него. Так он через час, как мы оттуда убрались, взорвался. В том месте теперь кратер месяц до перезагрузки будет. Возвращаясь к нашим баранам. Ты думаешь, что команда по поиску свежаков скурвилась? Сам посуди. Нолды сидят так тихо, что вторая команда, которая большая, о них ничего не знает. Хотя от запасного выхода до супермаркета, который вы чистили, всего 2 квартала. Сколько уже лет это все тянется? Никто ничего не знает. В то же время у них идут бесперебойные поставки людей и зараженных, не обязательно элиты. Монстры у них получаются уже в подвалах. Отсюда следует, что они как-то их всех находят и доставляют вниз. На базу они попали через основной вход. Он дальше, мы там почти не появляемся, за исключением поисковой команды. Она тоже неоднородна, в ней 3 подразделения сменяют друг друга, а начальник один. Теперь все складывается. 2, например, работают нормально, а 3 из приближенных начальника временами работает налево. Не всегда, конечно, но бывает. Классика. И как нам его теперь поймать? Базы-то нет. Чего от него ожидать?
Такой человек, если прижмет, и ворота внешникам откроет, образно говоря. У нас есть 16 ученых с базы. Кстати, что ты с ними в итоге собрался делать? На арену. Афиши уже расклеили. Они сейчас сидят в герметичном боксе. Через 4 дня устроим им показательные выступления. Давай тогда покажем их главному твоих ребят из поисковой команды. Можно ту команду дернуть, переговорить, под каким-нибудь предлогом? Можно. Только зачем лишние подозрения? У нас есть на всех видеодосье, помимо метки ментата. Покажем ученому, а ты сам, как ментат, подтвердишь, врет он или нет. Так даже лучше. Давай тогда на всех материалы, и пусть меня подбросят до их тюрьмы. И пока молчок. У тебя 4 дня. Успеешь? Не хотелось бы переносить мероприятие. Успею. Через час Череп входил в неприметное здание на окраине города. Там его ждал ментат, который сверил метку. Стронг переоделся в белый халат, бахилы, на голову ему надели прозрачный шлем с запасом кислорода. Ту атмосферу, которой дышали внешники, заражать своим дыханием было нельзя. В руках у него был ноутбук, тоже завернутый в прозрачный пластик. Череп почувствовал себя внешником. Ученые жили довольно вольготно. Сразу и не скажешь, что это тюрьма. Настоящие камеры не удалось герметизировать, поэтому им выделили один из командных бункеров. Места хватало на всех. Спали на одноярусных кроватях. «Здравствуйте». Череп прошел фильтр в тамбуре, после чего автоматически открылась внутренняя дверь. Нолды с интересом посмотрели на него. «Нас предупредили о вашем приходе. Вы не боитесь, что мы все вместе навалимся на вас и, допустим, задушим?» «Нет, не боюсь. Я могу сделать так». Он внимательно посмотрел на старшего научного сотрудника. Тот окаменел, не в силах пошевелить ничем, даже языком. «А могу так». Все ученые упали на пол в конвульсиях. «Хватит? Можно и сердце тебе остановить». Череп прошел за стол, отодвинул тарелки и стаканы в сторону. Поставил ноутбук, вывел сначала досье благонадежных. Поманил пальцем старшего научного сотрудника. Тот судорожно растирал горло. «Не будете меня убивать?» «Я же шутил», — прохрипел Норд. «Мы не самоубийцы». «Ну, это чтобы мои намерения воспринимались всерьез. Садитесь рядом, у меня к вам длинный разговор. Первое. Меня интересует, как у вас происходили поставки материала для исследований. Нам все доставляла охрана. Люди были без сознания. Зараженные под слабым раствором хлопьев тоже почти не двигались. Пока приспособились с конструкцией, немало элиты угробили. Вы меня слышите? Они что, к охране сами подходили и просили провести с ними несколько экспериментов, чтобы у них выросли рога или хвост? Если вы будете неискренни со мной, то мне придется вас убить. Из следующих 15 кто-то обязательно ответит на мой вопрос. И еще. Я ментат. Вы знаете, что это такое? Я чувствую ложь за километр. Продолжайте. Охране приводили людей. Уже ближе. Кто? Не знаю. Вы же умный человек. Последний шанс, после чего у вас остановится сердце, а вы даже успеете осознать это. Вы наверняка их или его инструктировали, кого приводить. Возраст, вес, пол. Будете отвечать или не станем тратить мое время? Да, буду. У нас есть человек, похожий на вас. От таких людей, как вы, ничего не утаить. Скажу без ложной скромности, с людьми, если они адекватны и им есть что терять, легче договориться. С остальными я прибегал к пыткам. У меня на счету нет ни одного, кто бы не сознался. Ни здесь, ни в прошлой жизни. Верю. Да, был один. Назвался старшим группы поиска. С ним у меня был контакт 2 раза. Как часто он приводил людей и зараженных? Он приводил только людей. Остальных мы сами ловили. В пекле они за каждым углом. Из городского кластера своим ходом, сразу после перезагрузки в течение нескольких дней. Из других тоже, но там он давал сигнал, и к нему подлетал модуль.
Что получал? Белую жемчужину за каждые 10 тысяч человек. Вы проводили тест на иммунность? Да. Каждый тысячный где-то. Мы брали всех. Давали что-то еще помимо жемчуга? Ну? Больше играть не будем. Отвечайте. Да, давали. У него специально пошитый камуфляж с элементами нашей брони. Личное боевое оружие, которое у нас только для спецгрупп, закамуфлированное под ваше. И микрорация для связи. Неплохо. Что еще? У нас есть программа. Совершенно новая, экспериментальная. Мы научились адаптировать ваших иммунных людей под свой мир. Поясните. У нас пока всего лишь 2 положительных результата. Мы можем сделать так, чтобы вы жили в нашем мире, забрать вас отсюда. А что скажет на это Улей? Как долго живут эти 2 положительных результата? Не знаю. Мне он ничего не говорил. Один живет год, второй уже 2. Что же они сделали для вас, если заслужили такое? Каждый сдал свой стаб. Вы понимаете, что мы такие же люди, как и вы? У нас даже цвет кожи одинаков. Мы мыслим так же и говорим на одном языке. Представьте, что в колбах находится ваша семья. Я говорил уже. Нам делают блокаду на время нахождения в вашем мире. Мы не воспринимаем вас ни как равных, ни как вообще людей. При обратном переходе она пропадает. И тогда на вас накатывает? Нет, со мной такого не было. Я уже привык. Многим просто стирают память, чтобы не болтали лишнего. У нас тоже есть правозащитники. Все идут на это добровольно. Меня меньше всего интересует, что с ними происходит потом. А вот что добровольно — это интересно. Я вам сейчас буду показывать фото и видео, а вы скажете, с кем у вас были контакты. Череп развернул к ученому ноутбук. Через 2 часа нашли начальника групп поиска. Это подтвердили еще 2 человека, которые его видели. Итак, вы утверждаете, что этот человек вышел с вами на связь. Кстати, как? 2 года назад его группу зажали элитники. Они отстреливались, но положение было безнадежно. Рано или поздно они добрались бы до людей. Лучше бы добрались, — поморщился Череп. Мы помогли им. Нам нужен был язык. Убивать его не стали. Он дал нам клятву верности. Мы зашили ему рядом с сонной артерией капсулу, которую могли дистанционно взорвать. Теперь базы нет, и он свободен. Но капсула у него в шее. Рентгеном ее видно. Рентген не вызовет активации? Нет. Как его зовут? Горец. Что он должен был сделать, чтобы переселиться в лучший мир? Сдать Вавилон. Кого вы еще видели? Всю 3-ю группу. Спасибо. На этом все. Ожидайте решения. Череп собрался и через полчаса был у горца. Охрану резиденции значительно усилили. Ментата без проволочек провели к шефу. Ну, здравствуй еще раз, горец. Череп уселся в кресло. Смотри видео, чего 100 раз пересказывать. А я пока выпью. Прошло полчаса. Горец уже не мог сидеть в коляске и ходил по комнате, маша руками, как мельница. «Этот гондон моим именем назвался! Убью!» «Вызывай его сюда, под предлогом, что мы обнаружили Нолдов. Нужна его консультация по тому сектору». Запаникует. Ну и что? Придет же. Дома брать не вариант. Ты слышал, как они его приодели. Хочешь еще трупов? Кроме них больше никого. Дежурный. Остальные где? Его группа на отдыхе. В рейд послезавтра. Классика. Перед рассветом каждого дома возьмем. Может, возродим КГБ? У нас в городе есть спецы. Считай, начали уже. К утру вся группа во главе с начальником сидела в клетках. Допрашивали по одному, приковывая руки и ноги к железным стульям, не забывая, что это подготовленные парни, и дело происходит в Улье, где и летать научиться можно, и сквозь стену проходить по желанию. Рядовые члены преступной группы сознались быстро. С некоторыми пришлось проводить очные ставки с учеными по видео.
Начальник, зная, какой приговор его ждал, до конца отпирался, пока не просветили шею рентгеном. Также привезли из дома броню и оружие. Под тяжестью улик, как говорится, пришлось сознаться. Предательство считалось тягчайшим преступлением, а подготовка к сдаче города вообще не лезла ни в какие рамки. Нолды планировали прорвать стену в нескольких местах, где на постах должны были стоять лояльные им люди. Он непринужденно сдал своего кореша, начальника охраны стены, и некоторых начальников патрулей. С ними решили разобраться позже. Но арестовали уже через час, как только бывший начальник поисковой группы заговорил. Всего в схеме было задействовано 134 человека. Он всем обещал переселение в лучший мир, и даже с семьями. Хотя в чем-то он был прав, смотря как понимать выражение «лучший мир». Ученый Нолдов заверил, что переселение было доступно только ему одному, остальным он просто вешал лапшу. Настал день арены. Все билеты были куплены сразу, как только поступили в продажу. Спекуляциями не было, за этим строго следили. Можно было вполне реально пополнить состав на арене. Стадион вмещал всего лишь 10 тысяч, желающих было много больше. Все каналы транслировали в прямом эфире все происходящее. Десятки дронов с камерами толкались в воздухе, мешая друг другу. Все с нетерпением ждали начала смертельного матча. Но программа была изменена. Весь город был оборудован громкоговорителями на случай экстренных оповещений. По ним за 2 часа до гонга прозвучало следующее. «Граждане Вавилона, сейчас основной канал покажет вам кадры спецопераций. Если у вас слабая психика, категорически не советуем включать телевизор. Всем остальным смотреть и хорошенько запомнить». На каждом углу, на каждом уличном мониторе, в каждом домашнем телевизоре, на сайте стаба везде транслировалось одно и то же. Кадры из первой лаборатории с детальным показом капсул и речи жирного Нолда. Про жемчуг решили не распространяться, а то еще кому-то башню сорвет. Не успели одних казнить, как другие побегут к внешникам. Кадры из второй лаборатории перемежались откровениями старшего научного сотрудника. Группа Марго детально сняла более 100 капсул. Была показана лаборатория, бой с разных точек, ранение Горца и Марго, поднявшие его из мертвых. Что собой представляет команда «Прорыв» в исполнении полковника ВДВ Рекса и его группы, особенно выгодно смотрелся квас со станковым пулеметом Нолдов в руках, прошибающий стену. Работа Йорика и Багиры вызвала бурный восторг, особенно танец с саблями. Немезида предложила закрепить Йорику камеру на голове, что дало ошеломляющий результат. В конце показали всех и поименно назвали каждого, кто готовил сдачу Вавилона. Многие узнали своих соседей и друзей. По законам Вавилона члены семей преступников покидали стаб в 48 часов. Это было продиктовано суровой необходимостью. Родичи были рады, что их не разорвали на месте. Люди выходили на улицы, требуя казни. Поисковую группу во главе с начальником вывели на арену. Остальных повесили на аллее перед ней. Все 134 человека, за исключением поисковой группы и начальника. Под нескончаемый бой барабанов приговоренного подводили к виселице, под которой стоял табурет. Ставили на него и надевали петлю на шею. Кратко засчитывали приговор и вышибали табурет из-под ног. Несколько групп казнили в течение 2 часов, не переставая. Люди, купившие билеты, шли через аллею на стадион, вдоль которой стояли виселицы, где болтались предатели. Все население города понимало важность происходящего. Все так или иначе натерпелись от муров и внешников. Не так давно, несколько лет назад, Нолды предприняли попытку захвата стаба. Тогда вавилонцы потеряли 2000 человек в тяжких боях. Ни одного слова о помиловании
не прозвучало. На самой арене происходило нечто средневековое, но отнюдь не забытое человечеством. Всю поисковую группу сажали на колья. Человека привязывали к лежачему бревну животом вниз и связывали руки и ноги. Сзади к нему вплотную приставляли заостренный кол и медленно водили в задний проход посредством рычагов. При этом человек оставался жив еще несколько часов. Кол не повреждал важных органов и выходил из плеча. Чтобы преступники были в сознании, их обкололи спеком. Потом кол с преступником ставили вертикально в подготовленную для этого яму и крепили. Всего на арене установили 8 столбов. 7 по окружности и 1, самый высокий, в центре. Народу набилось столько, что люди не умещались в проходах трибун. Крик стоял невыносимый. На огромных экранах транслировали результаты рентгена бывшего начальника. Показ содержимого капсул у многих вызвал приступ тошноты и еще большее возмущение. Дальше ждать было нельзя. Толпа раскалилась до бела. На арену вывели 16 нолдов в масках и построили полукругом перед центральным столбом. Теперь они отлично видели всех своих бывших подельников. 2 упали в обморок. Их привели в чувство ударами по ребрам. «Граждане Вавилона, слушайте! Если вдруг кто не знает, меня зовут Горец». Шефа вывели в ложу на коляске для пущего эффекта. «Я глава стаба и города. Тот, кто висит на столбе в центре, назвался Нолдом моим именем». Бешеный крик прервал его. Охрана еле сдерживала рвущихся на арену суровых людей. «Тихо! Спокойнее!» Он после каждой перезагрузки отводил свежаков Нолдом в лапы. С нескольких кластеров. Они их скрещивали с зараженными. Так продолжалось 2 года. Ему обещали дать доступ к новой технологии Нолдов, перенос в их мир с полной адаптацией. Плата за это была одна — Вавилон. Вместе со всеми нами. Всех остальных он тоже вовлек в это, хотя, по заверению внешников, они могли перенести только его одного. Он и своих сообщников обманул. Сейчас он слышит нас. Я не пожалел радспека на эту тварь. Все они нас видят и увидят, что будет дальше. Нолды, слушайте меня. На вершине центрального столба закреплен контейнер с одной белой жемчужиной. Кто первым доберется до нее, тот останется жить. По сигналу гонга можете начинать. Прозвучал гонг. Из строя нолдов 4 сразу побежали к столбу, пытаясь на него залезть, не обращая внимания на экскременты и кровь, текущую вниз, по очереди соскальзывая, даже не дотянувшись до ног начальника. Раскачивая столб, они причиняли тому еще большие страдания. Действие спека постепенно проходило, и другие члены поисковой группы стали чувствовать боль. А если учесть бешеную регенерацию организма, который пытался себя залечить, то боль усиливалась в разы. Висевшие на столбах люди держались на грани обмороков. 4 хитрецов затеяли между собой драку. 3 коварно напали на одного, практически сразу свернув ему шею. Он так и остался лежать в дерьме со сломанной шеей и глазами в небо. К оставшимся 3 подбежали остальные. Как можно выжить и что для этого надо сделать, до всех дошло не сразу. Все-таки одни ученые были ученее других. Старший научный сотрудник оказался самым хитрым. Он с разбегу вскочил на копошащиеся в грязи тела и, как по лестнице, пробежавшись по спинам, взлетел вверх и зацепился за ногу бывшего начальника поисковой группы. Но счастье было недолгим. Группа ученых, в свою очередь, ухватилась за него и со всей мочи дернула старшего вниз. Старший научный сотрудник не выдержал
отцепился от ступней начальника и полетел вниз с коллегами по цеху. Бывший начальник взвыл нечеловеческим ревом, когда компания ученых продернула его вниз на полметра по шершавому столбу. Толпа на трибунах вторила громогласным рыком. Телевизионщики сошли с ума. Дроны сидели чуть ли не на макушке бывшего начальника. Ученые уже не обращали внимания на такую малость, как слетевшая маска. Закон джунглей царствовал на арене во всей красе. Старший сотрудник по скрещиванию упал в самый низ и полз по земле в надежде убраться от сильных ударов молодых коллег. Кто-то, наконец, заметил ретивого старца и, схватив того за ноги, поволок к краю арены. Тем временем другие оппоненты этой научной дискуссии тоже увидели прыткого гимнаста. Самый молодой, с разбега двумя ногами, прыгнул на спину шефу. Раздался хруст, и академик паник. Тут же бой перенесся ближе к столбу. Еще один подающий надежду ученый ум с характерным треском влетел лбом в столб. С проломленным черепом он вяло покинул бой, подергивая ступнями в агонии. Группа подающих надежды аспирантов разделилась на две пары. Как только они сошлись в кулачном бою, кто-то третий прыгнул сзади на одного из них и прокусил тому артерию на шее. Поток горячей крови фонтаном обдал нескольких участников драки и даже испачкал камеру одному дрону. Трибуны неистовствовали. Раздался звериный вопль, и еще один научный сотрудник пал в грязь. Вакханалия продолжалась. Двое прыгали на одном, плюща его череп, вгоняя того в дерьмо. На сцене осталось только 5 ученых. Двое разошлись против 3 и тут же ринулись стенка на стенку. Причем со стороны первых произошло следующее. Напарник подставил подножку коллеге, и тот упал носом в песок. Все 4, не сговариваясь, стали рвать его зубами и ногтями. Поначалу жертва неистово сопротивлялась, но вскоре затихла. Потом 3 набросились на одного, схода выдернув ему руку из плеча. Тот завыл от нестерпимой боли и тут же получил вдогонку по яйцам. Озверев вконец, 3 разорвали незадачливого аспиранта пополам. Остались всего 4 ученых, стоявших на ногах. 4 до этого сидел в сторонке на протяжении всего боя и тупо наблюдал за кровавым танцем маленьких сотрудников. Глубоко дыша и зло посматривая друг на друга, они копили силы. Бывший начальник делал отчаянные усилия дотянуться до вершины столба, на котором был укреплен прозрачный контейнер. Видя такое непотребство, что главная жертва решила соскочить, приняв белый жемчуг, остальные дико зарычали и бросились к столбу. Бывшему начальнику оставалось подняться буквально на 5 сантиметров, но его грубо протащили вниз по сосновому столбу 1,5 метра, отчего он потерял сознание. 3 резвых младших научных сотрудников ринулась вверх по бывшему начальнику, разрывая его ногтями, стремясь вверх. Самый сильный из них сделал отчаянное усилие, в прыжке схватил коробку с вершины столба и упал вниз. На него сразу посыпались остальные. Схватка перешла в партер. Катаясь по внутренностям бывших коллег, нолды кусали и рвали друг друга. Наконец, коробка отлетела 2 метра, выбитая ударом ноги. Самый молодой сотрудник рыбкой прыгнул за ней в надежде схватить и затолкать в рот вместе с контейнером, но прыжок был слаб. Товарищ схватил его сзади за голову, резко дернул вверх и повернул вправо, отчего у молодого сотрудника лаборатории голова теперь смотрела назад, и он вряд ли был годен для дальнейшей работы. Оставшиеся 2 стали мутузить друг друга. Рыча и вырывая с корнем волосы, один оппонент исхитрился и вцепился зубами в нос менее ловкому коллеге, рванул головой и сплюнул на песок плоть. 2, похожий на отъявленного сифилитика, бросился с тонким криком, пытаясь перекусить горло товарищу по несчастью. Самый последний, еле ковыляя от нанесенных ему травм, бочком, как краб, стал приближаться к заветной коробочке. И ему это почти удалось, но в последний момент
его все же заметили. Уже поднимая контейнер с земли, он получил ощутимый удар в пах, и ему тут же свернули шею. Предпоследний ученый прыгнул, загораживая своим тщедушным телом заветную коробку, но так и остался с перебитым позвоночником. Перевернув того и вытащив контейнер, триумфатор поднял его высоко над головой. Толпа заревела от восторга и сожаления одновременно. Последний ученый, еще стоящий на ногах, повернулся к горцу и показал ему непристойный жест, отчего горец еще больше зааплодировал. Наконец он открыл свою коробку и, не веря своим глазам, заревел, как укушенный мамонтом неандерталец. Коробка была пуста. Толпа ликовала. Дроны, попутав все траектории, падали на арену. Нолт рыдал, стоя на коленях. Бывший начальник пришел в себя, пытаясь плюнуть в плачущего ученого. И тут на арену вышли два новых персонажа — Йорик и Багира. Йорик, который наконец получил доступ к обещанным ему ранее жертвам, выдал свое любимое высказывание. Разнесенное по всему стабу скрытым микрофоном, оно вызвало просто шквал эмоций. Багира выгнула спину и, играя зеркальной броней, рыкнула, вызвав уже страх. Нолды на столбах все еще были живы и, увидев элиту, заорали от нескрываемого ужаса. Йорик подошел к ученому и, вонзив в него все свои 10 клинков, развел лапы в стороны, разрывая его пополам. Багира прыгнула к центральному столбу и провела по телу лапой с 10-сантиметровыми когтями, пробивая его насквозь и оставляя глубокие борозды в дереве. Бывший начальник моментально скончался. Дальше они пошли в разные стороны, убивая на столбах других участников поисковой группы. Когда на арене не осталось живых, на середину вышла Марго. Королева была великолепна. Черные крылья горели оранжевым огнем, который бежал по прожилкам и краям. Глаза полыхали, как два прожектора, давая понять, что будет с теми, кто еще раз предаст стаб. Багира подошла к Марго и опустилась, подставив той спину. Королева грациозно уселась на нее, кошка поднялась и, сопровождаемая Йориком, медленно удалилась с арены. Толпа с удивлением заметила, что в последние минуты она перестала дышать. Глава 21. Дракон. Титан, ты замечаешь изменения, произошедшие с Йориком после приема белой жемчужины? Йорик стоял перед Марго и Титаном в новой тельняшке с логотипом стаба. Как ты понимаешь, наши средства диагностики не очень подходят для элиты, но все же кое-что могу сказать. Он стал еще быстрее. Из невидимости может теперь вообще не выходить. Если раньше она была ограничена временным интервалом, то теперь, по-моему, никак не лимитирована. Но это все частности. Что есть белая жемчужина? Ее справедливо считают панацеей от всех болячек. Она может вернуть человеческий облик к вазу, но только если объект изначально имеет иммунитет. Здесь же мы видим человека, который не имел иммунитета и заразился, но в результате долгих перипетий стал тем, кем стал. То есть элитой. Или я теперь даже уже и не знаю. Он даже среди суперэлиты считается мега крутым. Марго! Йорик покивал головой. Видишь, то, что сделала с ним белая жемчужина, укладывается в 3 слова. Он стал разумен. Ограниченно, конечно, но он вышел за рамки разума собаки и может импровизировать. Короче говоря, он из 3-летнего стал 8-летним ребенком. Еще несколько жемчужин, и он докажет теорему Ферма. Мне, например, белая жемчужина мозгов не добавила. Стыдливо призналась Марго.
Мне тоже. Но нам она дает мощный толчок к развитию способностей. Тебе тоже повезло, я считаю. Многие открывают разные дары за время пребывания в Улье. Вон, как Эл планшеты заряжает. По мне, так лучше серьезно развить один дар. Но так, чтоб ух! Я могу сам развивать свой дар. А тебе, Нолде, сделали такое одолжение. Не думаю, что ты в накладе осталась. Йорику дары, мне кажется, дальше развивать нет необходимости. И Ули решил ему дать немного мозгов. Вообще-то это страшно. Элита такого класса, да еще и разумная. Если она играет против нас. Но так как Йорик любит мамочку, то нам повезло. Орика! Арго! Маргл! А, вот вы где. К ним подбежал Рекс. На троих соображаете? А у меня дельце есть. Народ жемчужину, и не одну. Снес жемчужину, что ли? Марго не удержалась и засмеялась. Йорик посмотрел на нее и тоже попробовал. У него получилось, как у робота Вертера. Сейчас обидно было. Теперь уже и Йорик смеется над дядей Рексом. К нам пришел жид. Звучит угрожающе. Как будто нам пришел конец. Не, это лучше. Вечный жид. Давно его не видел. Наш став вырос в рейтинге, раз к нам такие люди пожаловали. Объясните, кто он такой? Вечный жид — это из Библии. Вернее, легенда, мистика. Кто, как утверждает, я лично слышал две истории. Титан облизнул губы. Первая — это когда Христа гнали на казнь, и он обессиленный остановился возле чьего-то дома. Но человек, который вышел из него, прогнал Иисуса дальше к месту казни, сказав при этом, что ему надо идти, и нечего здесь стоять всяким преступникам. На что услышал, что теперь он будет вечно в пути. Так и случилось. Он перестал стареть и все ходит и ходит по земле. Знать надо, кому и чего говорить. А вторая, что это тот самый сотник Лонгин, который пронзил копьем Христа на кресте. Тоже не может остановиться и все идет уже 2000 лет. И будет ходить, пока опять не встретит Христа при втором пришествии. Что касается нашего, тот сначала был почтальоном, но ему не нравилось имя, и он попросил крестного перекрестить в жида. Приносит он новости, сказки, легенды и просто ценную информацию. Иногда маленькие посылки. А нам что он принес? Вы же слышали. Даже успели Йорика настропалить и поржать надо мной. Рекс сделал страшное лицо. Идем, он в штабе сидит. Рекс, у меня вопросик. Как он один-то ходит? Здесь не Красная площадь. Можно немного умереть. У него и спросишь. В штабе сидели жид с черепом и пили чай. Смотрели по большому телевизору «Годзиллу» и «Друзей». А вот и Марго. Остальных ты знаешь. Наша королева. Вечный жид встал и церемонно поцеловал руку девушке. Одет не по-военному, скорее как турист. Оружия у него не было, зато имелась большая борода до пояса и хитрые глаза. «Очень рад познакомиться. Наслышан. Я недели 2 назад был в Вавилоне и повстречал Резвого. Для него у меня была информация и небольшой долг перед ним. Он в качестве его погашения попросил меня рассказать вам об одном интересном существе. Но так, будто это он сам вам рассказал». «Кто на ком сидел?» — потрясла головой Марго. «Наш друг хочет сказать, что Резвый ловит тебя на слове, а наколки на скребера, и хочет свою долю, и даже готов поучаствовать». «Существо это скребер?» «Ага», — кивнул жид. Марго показалось, будто из бороды что-то выпало. Какие-то крошки или жучки. «Помощь будет не лишней. А информация точная?» «Мои источники меня еще не подводили». «Тогда рассказывай, и твой долг перед Резвом будет погашен». В 2 кластерах отсюда грузится кусочек Москвы. Она здесь почти везде грузится. В том мы еще не были, Марго. Там опасно. Радиация. А уж Ули от радиации не спасает. Так вот почему там радиация. В одном из миров там взорвался ядерный реактор. И не один.
Это территория бывшего Курчатовского института. Прилетает к нам один и тот же фрагмент. Кластер небольшой, но дюже вредный. 3 реактора, хоть и старых, но фонят будьте нате. Кроме атомитов там никого не бывает. Ну, и они там не задерживаются. Умереть можно за час. Такую получаешь дозу. Перезагрузка происходит раз в год. Последний раз это было месяц назад. На атомитов из этого кластера вылез скребер. Они попробовали было с ним бодаться, но их очень быстро не стало. «Неудивительно», — хмыкнул Рекс. «А что они ему противопоставили?» «У меня нет точной информации, что у них было за вооружение. Так, в общих чертах. Танки были точно, вроде 5. Пушки, минометы и так далее. Все это растворилось за 10 минут». «Как-то растворилось?» Титан с недоверием глянул на жида. «Очень просто. А я не сказал, что скребер — это дракон». «Мать моя!» Череп вылил чай в раковину и налил коньяка. «Да, натурально дракон. Черный ящер с крыльями, как у сказочных драконов, только поменьше. Во всяком случае, он не взлетал. Крылья рудиментарные. Хвост хороший, я бы даже сказал, прекрасный, с роговыми пластинами на конце, которыми он разрубил танк пополам. 4 лапы, ходит обычно на задних, иногда помогая себе при ходьбе крыльями. Броня солидная, танк в упор не пробил. Попал он ему в грудь, куда-то в другую точку, не успел. «Ты так рассказываешь, как будто сам его видел. У меня фотография есть». «Что ж ты молчишь? Давай, показывай». «Посмотрите на этого красавца». Он достал из-за пазухи цветную фотографию, сделанную на полароид. Качество не очень хорошего, но на ней отчетливо был виден дракон, идущий по земле. На его голове был красный гребень, как у петуха, переходящий ниже в огромный споровый мешок. Припадая на все лапы и помогая себе крыльями, он вытянул голову в направлении 2 танков. 3 стоял рядом с ним, давал представление о росте. В длину получалось 50 метров. Дракон изрыгал зеленого цвета струю примерно на такое же расстояние. Она накрывала сразу 2 танка. Снято было издалека, так что в кадр попал еще 1 танк и 2 пушки, наполовину съеденные какой-то химией. Он их просто растворил своим дыханием. И сам, наверное, жутко фонит, раз вылез из реактора. У него кислота из пасти. Чем же его брать прикажете? Чем-то дистанционным, предположил Рекс. Торнадо, солнцепек. Что у нас еще? Тюльпаны и пушки. И не факт, что это вообще его пробьет. В упор от танка словить и только чихнуть. Может, Вавилон чем-то поможет? Они ураганы брали, но здесь тоже думать надо. А если от дракона ничего не останется, где мы его споровый мешок искать будем? Сначала его надо хотя бы поцарапать. Бедный Михалыч, сколько гипса на памятник уйдет? Я еще не все вам сказал. Все посмотрели на жида. Атомиты выманили его из кластера, но сами боятся нападать, ждут подкрепления. А пока скребер в пойме реки разбирается с тамошней элитой. Атомиты готовят позиции. Отпускать они его не хотят. Но и это еще не все. Туда же выдвинулась большая группа муров. Предположительно, будут там через 5 дней. А нам сколько до места? Нам 2 дня, а вавилонцам все 9. И то, если поторопятся. Они вышли сюда 6 дней назад. Как же ты их обогнал? Благодаря моим дарам. Поэтому я до сих пор живой. Я могу телепортироваться и быть невидимым. К тому же исчезаю со всех радаров. Неплохо. А сколько ты уже в Улье? Спросила Марго. Не помню, но очень давно. И ты утверждаешь, что из Вавилона вышли войска? Да. Если вы не захотите, постараются справиться без вас, что маловероятно. Но они попытаются. Резвый с ними. Они хотят попробовать химию. Цианид. У нас есть Зарин, если, конечно, он подействует на нервную систему дракона. Прежде придется разобраться с мурами и атомитами. Надо постараться, чтобы они сами друг друга перебили.
Пора собираться, Марго. Жид, ты с нами? Нет, вы сами. Ждите резвого, он проводит. Я свое дело сделал. Он будет здесь завтра. Марго, что со стаей? Ну а что с ней? Все нормально. Беру всех. Техники и людей сейчас у нас достаточно. Стаб укреплен. Не думаю, что кто-то рискнет напасть. Жид оказался прав. Наутро подошла колонна из Вавилона. Техники с собой взяли, не поскупившись. Бойцов было около 200, не считая экипажей машин и обслуживающего персонала. Чистилище тоже выставило приличную группировку. У Резвого были свежие данные по мурам. Все они из стаба Олега Френа, те, что когда-то осадили Спокойный. Задачи у сводной бригады стояли грандиозные. В идеале — уничтожить всех. Хотя, конечно, на это никто не рассчитывал. Командование в бою общим одобрением отдали Рексу, как обладающему самым значительным боевым опытом. Резвый предложил свои услуги для связи с вавилонцами. Общее руководство осуществляла Марго. На следующий день выдвинулись к месту назначения. Разведка ушла туда еще с ночи. 3 машины «Тигр» с рацией, Немезида со своей группой, плюс несколько человек из Вавилона, Йорик и Багира. Сама дорога была несложной, она огибала городские кластеры стороной. Препятствий разведка не заметила. Марго была уверена, что муры тоже очень торопились посмотреть на дракона, и никаких заслонов не оставили, даже не думая, что им может кто-то ударить в спину. Да и маршруты у стронгов и у них были разные. На второй день утром Немезида доложила, что видит всех участников. Она находилась на холме. Внизу протекала Москва-река. Низина представляла собой обширную долину, километров 7 в длину. Ширина реки в этом месте доходила до 200 метров. Переплыть на ту сторону скребер вряд ли бы смог. В пойме реки, где отсиживался дракон, развернулись боевые действия. Справа от скребера расположились атомиты. От него до их позиций было порядка 1,5 километров. Атомиты обладали несколькими батареями гаубиц. Танков у них осталось не очень много, сколько именно она не видела. Те чадили в тылу, отравляя воздух. Все было изрыто окопами и траншеями. Живой силы порядка 200 человек. Дронов не заметили. В общем, радиоактивные друзья закопались в грунт и активных действий не вели, явно выжидая, как поведут себя муры. Те же, в свою очередь, стояли слева от скребера примерно на таком же расстоянии. С вооружением у них было получше. Нашлись дроны. Немезида насчитала 6 штук. Парочка сбросила бомбы на позиции атомитов. У муров имелись 2 машины реактивной системы залпового огня «Град», которые пока молчали. Были танки, сколько — непонятно, но больше 6. Пушки в этих кластерах у всех одни и те же — Д-30. Муры с собой привезли 4 штуки. Как минимум 2 зенитки. Пехоты, на первый взгляд, было не больше, чем у атомитов. Обе стороны не трогали дракона. Ждали, кто первый допустит ошибку. На следующее утро подошла сводная бригада вместе со стаей. Расположение на холме давало Марго преимущество. Тем более, что бригада выставилась с флангов муров и атомитов. Не заметить ее приготовлений противники не могли. В течение первых минут любознательные муры потеряли 2 дрона. Чили не дал им возможности рассмотреть состав бригады и попросту скинул их на землю. Муры зашевелились, понимая, что в таком неудобном положении долго не протянут. Обстрел с господствующих высот, да еще при наличии под боком дракона, их никак не устраивал. Атомитам, похоже, все было до фонаря. Заметив появление нового участника, они никак не отреагировали, и как сидели в траншеях, так там и остались. Первым нарушить молчание в этом человеческом треугольнике решил скребер. Может, он давно не обедал, а может, не понравилось, что его прижали к воде. Он решил разделаться до конца с первоначальным обидчиком — атомитами.
Под утро, примерно в 3 часа ночи, скребер зашевелился. Наблюдатели сразу разбудили Марго, Рекса и Резвого. Бригада располагала санцепёками, ураганами и торнадо. ПВО оказалось невостребованным, Чиль и так всех вырубил. Если что и осталось у муров, то запускать они это не торопились. Танки стояли в готовности на единственном съезде с холма вниз, в долину, закрывая позиции от непрошенных гостей. Артиллерия с холма могла гарантированно достать и муров, и атомитов. Все напряглись в ожидании. Дракон не спеша выбрался из норы, которую до этого выкопал себе, и пошлепал по берегу в направлении атомитов. Рев танковых моторов дал понять, что они проснулись. Солнце медленно вставало над горизонтом. Первые тучи выхватили судорожные приготовления. Танки выдвинулись перед траншеями, позади них суетливо разворачивали напрямую наводку пушки. Дракон показал свои намерения за полкилометра до танков, выпустив ядовито-зеленую струю метров на 50. На закуску раздался оглушительный рык скребера, пролетевший над поймой реки, разбудив всех уже окончательно. Дракон вызывал людей на бой. Каждый сам за себя. Перебирая лапами все быстрее и быстрее, он заметно ускорился и вскоре уже был под прицелом танков-атомитов. Прозвучал залп. 6 танков, 6 попаданий. Тут же за ними 2 батареи Д-30, практически в упор. Скребер-паук после 2 пушек заметно подрастерял здоровье. Вспомнила Марго. Этот же только отряхнулся, распустив капюшон за головой, и зарычал сильнее прежнего. До танков оставалось всего ничего, когда они произвели 2-й залп. 1 или 2 снаряда угодили куда-то под хвост скреберу. Тот завертелся, будто его укусила оса, расшвыряв хвостом 2 танка. Те улетели, как картонные. Остальные 4 исчезли в его ядовитом дыхании, окутавшись зеленоватым облаком. Муры не стали упускать такой момент и атаковали градом в спину скребера, зацепив заодно и позиции атомитов. Реактивная артиллерия не принесла видимых успехов, хотя немного и подпалила ему шкуру. Одно крыло повисло, и дракон старался на него не опираться. Тем временем он добрался до траншей. Пристав на задние лапы, повел мордой с одного конца траншеи до другого, заливая все ядовитой пеной. Оставшиеся в живых атомиты в развивающихся тряпках и блестящих в лучах солнца очках сварщиков ринулись во все стороны, как тараканы из-под тапки. Побросав свои орудия и расчеты, они спасались бегством. Как раз в этот момент их всех вместе с драконом накрыло очередным залпом градов. Этот был удачнее. Дракону хорошо прилетело в заднюю ногу. Теперь он волочил ее за собой и заметно потерял в скорости. От атомитов осталась только перепаханная земля. Некоторые из них бросились вплавь, надеясь спастись. Тем временем Рекс не стал ждать. Одновременно с атакой муров бригада сделала залп из торнадо и ураганов по их позициям, перенеся удар вглубь по замаскированным танкам. Несколько залпов оставили противника без брони. Дракон же, покончив с атомитами, разозлился не на шутку. Ковыляя на 3 лапах и помогая себе одним крылом, он развернулся и ринулся на бандитов. Петляя, он довольно быстро достиг траншей муров и повторил с ними тот же трюк. Их одолела паника. Оставшиеся 2 танка палили в упор по скреберу. Лихорадочно работала артиллерия. Пушки чистилища тоже не спали, поливая всех сразу фугасами. Рекс подключил санцепёк, и термобарические снаряды разорвали оставшихся в живых муров, попутно нанеся серьезный урон дракону. Оглушенный ящер мотал головой, заливая все ядом. Пушек у муров уже не осталось. Половина растворилась благодаря дракону, вторую уничтожили бойцы чистилища. От танков тоже остались одни воспоминания. Еще живые муры
изредка огрызались выстрелами из гранатомета, но Скребер даже не обращал на них внимания. Ему было больше интересно, что за букашка накормила его снарядами из тюльпана. Наконец он высмотрел, откуда велся огонь, и стал разгоняться в сторону холма. — Марго, танки его не задержат. Я отведу их в тыл. Здесь одна дорога к нам, а летать он не умеет. Последний залп оторвал ему ногу и полкрыла. Теперь твой выход. Клинч! Марго кивнула в знак согласия, трансформируясь в боевую форму. — Йорик, поднимай стаю! И застыла на краю холма. Дракон приближался без задней лапы, почти не помогая себе крыльями. Но очень злой. Термобарические снаряды попортили его систему выделения ядовитой струи, и теперь из пасти вырывались только небольшие зеленые облачка. Кашляя, как заядлый курильщик, Скребер медленно приближался к холму. В упор по нему могли работать только танки и пушки, но, помня печальный опыт двух других сторон, Рекс не спешил давать команду. Ждали, что сможет сделать стая. Если у нее не получится, то тогда их, вероятно, уже ничто не спасет. Дракон вблизи был ужасен. Его пасть дышала ядом, выпуская клочки зеленого тумана. Видимо, полноценную струю он не мог выплюнуть из-за повреждений. Зубы размером с человека и раздвоенный красный язык напоминали картины апокалипсиса. Черная броня отливала металлическим блеском. В некоторых местах были видны треснувшие чешуйки. Под левым крылом торчала неразорвавшаяся ракета. Дракон постоянно дергал хвостом, заметно нервничая. Утро у него не задалось. Наконец он дошел до холма и остановился в 100 метрах перед чужой. Два злобных вертикальных зрачка уперлись в нее. Ноздри расширились, пасть приоткрылась, но струи не получилось. Да и с такого расстояния он бы все равно ее не достал. Атаку стаи начал Чиль. Камнем упав с неба, он принялся за глаза. Сразу пробить глаз, даже не прикрытый веком, не удалось. Зато получилось отвлечь от чужой. Скребер издал рев, который заставил людей кататься по земле, схватившись за голову. Он постарался лапой отогнать кондора, но тот занял позицию, с которой дракону его было не достать. Сидя у того на затылке, он методично долбил ему по темечку. Скребер взвыл от бессилия и попробовал остатком крыла согнать наглую птицу. Тут до него добежала остальная стая. Ка сразу повис на его хвосте, обвившись вокруг него. Он частично сковал движение дракона, и тот уже не мог так быстро крутиться без опоры, на одной ноге. Терекс, Конг и Балу занялись лапой, пытаясь прокусить черную броню, но пока безрезультатно. Багира повисла на обрубке крыла, не позволяя мешать Чилю, который все-таки сумел выклевать один глаз. Скребер в бешенстве мотал головой, стараясь плюнуть хоть в кого-нибудь из этих надоедливых зверюк, но у него получались только зеленые сопли, без эффекта растворения. Волки нашли у него слабое место под нижней челюстью и попеременно кусали его там, отчего теперь прекратился даже зеленый дым. Стая хорошо сковала дракона, но так не могло продолжаться вечно, и загрызть его она вряд ли бы смогла. Если б не Йорик. Недаром у него проклюнулась соображалка. Он не стал махать своими клинками, пытаясь разрубить непробиваемую броню. Вампир взбежал на спину Скреберу, пробежался вверх по хребту и вонзил свои лапы в споровый мешок. Агония была эпичной. Дракон поднял пасть и издал последний рев, оглушив всех в километре вокруг, и упал, едва не придавив Балу. Многоголосый крик победы раздался на холме. Чудище было повержено. Радиоактивный дракон побежден. Немезида уже кромсала мешок. Пехота быстро спускалась вниз, в погоне за выжившими мурами. Марго в изнеможении села на землю. Хотя при увеличившихся возможностях управлять стаей стало намного проще,
этот бой дался ей с трудом. Она очень боялась растворяющей струи, от которой не было спасения. Но то ли дракон выдохся, то ли ему перебили что-то в сражении, но он больше никого не убил. Погоня за мурами имела успех. Бойцы им привели несколько колоритных личностей. Один из них щеголял 2 эполетами на плечах и золотым аксельбантом. «Кто это у нас здесь? Дембель, что ли? Вырядился-то как!» Череп вплотную подошел к генералу, пощупав его аксельбант. «Ты кто?» «Повезло вам сегодня. Шерхан вас вывернет мехом наружу», — пообещал команданта. «Я Олигофрен!» — довольно заносчиво произнес противным песклявым голосом мужичок с эполетами. Он был среднего роста, с дикими глазами и всклокоченной клиновидной бородой. — Да, это понятно. Не стал с ним спорить Череп. — А зовут-то тебя как, милок? — А так и зовут, — подсказал стоящий рядом Мур. — А, да, припоминаю. Ваши возле спокойного упоминали какого-то имбецила или олигофрена? Тогда вам сразу вопрос на засыпку. Где живет Шерхан? Или будем вас долго и нудно пытать. Жнец, уведи фельдмаршала, а то они при нем стесняются. Так что? Вы отпустите нас, если мы скажем? Торг здесь неуместен. Говори, и, может быть, я тебя не расстреляю. Муры мялись недолго. Деваться им было некуда. Выложили все. Где находится, как добраться, какие дороги к нему ведут, система охраны, сигнализация, как устроена оборона, сколько людей в лагере и чем они вооружены. Получался довольно крепкий орешек. Но сводная бригада, подкрепленная стаей, вполне могла его раскусить. Пленных отдали стае. Донкихотство в Улье не практиковалось, а муров никто никогда не отпускал живыми. Спустя час ковыряний подошла Немезида с большим мешком в руке. Как же просто с обычными зараженными. И как все сложно с такой тварью. Еле нашла. Вот, смотрите, что у него было. На расстеленную клеенку она высыпала содержимое мешка. Спараны и горох никто даже считать не стал. Просто отодвинули эту гору в сторону. Янтарь, 8 красных, 12 черных жемчужин и... больше ничего. И это все? Череп уставился на Немезиду. Я-то думал... Что, перепугались? Вот самое главное. Она вытащила прозрачную пластиковую коробку, в которой лежали 5 крупных, отливающих всеми цветами радуги, рад-жемчужин. «Ух ты! Вот это богатство!» — выдохнул Резвый. «Как договаривались. Вот, держи. Тебе, Резвый, 1. И вот еще одну, горцу. Пусть поправляется. 3 забираем мы. Согласен?» «Да, Марго, это справедливо. Что касается нашей доли, я даже не знаю. Рекс, какие будут предложения? Я за то, чтобы 1 отдать тебе. Ты все-таки его добила. Оставшиеся 2 мне не надо. Мой дар после белой заработал на полную катушку. Я не ломаюсь, но мне не критично, пока хватает. 1 Титану надо дать, он же у нас собирался становиться великим знахарем», — сказала Немезида. «Ага, скоро от великих проходу не будет», — рассматривал свою жемчужину Резвый. «Ладно, а кому 3? Может, просто разыграем?» — спросила Диана. «Разыгрывайте между собой. Немезида, Череп, Диана, Калий, Жнец целым. Квас, ты ведь против белой?» Квас с лицом Тома Круза кивнул головой. Выиграл Череп. До конца дня собирали трофеи на поле. Живых уже больше никого не нашли. Из атомитов несколько точно доплыли до другого берега, но никто их преследовать не стал. Муров тоже больше не нашли. Может, кому и посчастливилось уйти с поля боя, но как они дальше пойдут, налегке через пекло, думать не хотелось. На следующее утро бригада двинулась к чистилищу. Было решено в скором времени нанести визит Шерхану. Чуть погодя, пусть он немного расслабится после пропажи олигофрена, а они пока соберут больше данных о стабе муров.
До стаба Стронгов добрались без приключений. 2 суток пили за победу. Заодно смонтировав фильм, снятый с десятка камер. Новый блокбастер о битве с кошмарным драконом. Глава 22. Списки Шерхана. Прошла неделя после победы над драконом. От разведки стали поступать первые сведения. Окопались муры не так, чтобы далеко, но плотно. Марго там не бывало. Чтобы попасть туда, надо обойти черноту по разбитой дороге, километров 50. Ничего интересного в тех краях не наблюдалось, поэтому тащиться туда особого интереса не было. Стаб располагался на высоком холме. С юга его омывала река, не широкая, но глубокая. Через нее был перекинут мост, который наверняка заминировали. С запада к реке, в 2 метрах от стаба, примыкал кластер черноты. На востоке река уносила в городской кластер пекло. С севера тоже было пекло, за лесом. Но, что интересно, когда Чиль летал над стабом, то было видно, что наибольшие укрепления в лагере обращены на юг, к реке. С севера стаб защищался от пекла полосой лесопосадки в километр шириной, и все. Беспечность Шерхана объяснялась только одним. Устройства нолдов, которые отпугивали зараженных, скорее всего, установлены в лесу. Через восточный кластер пекла, что примыкал к Муровскому стабу, с техникой было не пройти. Там постоянно шли жестокие бои элит. К тому же, там постоянно все оказывалось разбито. Грузился кластер раз в месяц, уже в таком состоянии, как после бомбежки. А может, и правда в нем шла война. Расчищать его можно было вплоть до следующей перезагрузки. Оставалось 2 направления. На одном из них, южном, заминированный мост, река, непроходимая для элиты и для большинства техники. С северного направления тоже все завалено в городе. Кластер другой, но состояние такое же, как и у восточного. Но там хотя бы меньше элиты, потому что он грузился раз в 4 года, и народу там давно не было. Очень пригодилась карта пилота нолдов, на которой все обозначено предельно ясно, с расстояниями и даже глубиной реки. Бродов поблизости не имелось. Сам лагерь был обнесен стеной, такой же, как на месте сегодняшнего вчистилища, то есть никакой. Просто одиночная бетонная плита. Смех. Чиль наснимал минут 10, и в его фильме были видны 2 дота, возможно, с пушками. Несколько танков, вкопанных на южной стороне. В глубине стаба стояла артиллерия, 5-7 стволов. Что-то было под навесами. Скорее всего, бронетранспортеры или танки. Реактивной артиллерии не наблюдалось. Видимо, дали порулить Элигофрену, а тут ее потерял. Итак, по мелочи. Бронемашины, грузовики. Рекс, как старый полководец, решил ударить с 2 направлений. С юга зайдут основные силы, с реактивной артиллерией, минометами и огнеметными машинами, пушками и танками. Максимум пехоты. Инженерные машины для наведения понтонов вместо наверняка взорванного моста. На юге было необходимо развить бурную деятельность, чтобы создать видимость главного удара. В принципе, почему видимость? Там и будет нанесен главный удар. После него последует удар с севера. Справедливо рассудили, что нолдовская отпугивающая система автономна и вряд ли замкнута на обычную сигнализацию. И если ее быстро обезвредить, то в стабе никто не должен заподозрить прорыв. Даже если они своевременно узнают о проникновении с северного направления, то не успеют ничего предпринять. К этому времени муры будут как минимум час под плотным огнем дальнобойной артиллерии. Стая
пройдя северным направлением, сходу снесет доморощенные стены и учинит погром внутри лагеря. К тому времени уже должна быть наведена переправа, и передовые отряды ворвутся в расположение муров. Или хотя бы попробуют. Остановить же элиту на короткой дистанции в условиях лагеря, да еще и наполовину разумную, мурам будет явно не по силам. Не исключали вызов мурами нолдов. Для этого взяли из чистилища Сосну и Тунгусские. Самолеты внешников не обладали серьезной броней и гарантированно поражались из зенитных комплексов. Против танков нолдов, если они додумаются их привести, будут танки сводной бригады и машины поддержки «Терминатор». Вроде все предусмотрели. Рекс водил указкой по карте предстоящих боевых действий. Но опять плана хватит на 3 минуты. Ждец. Йорик теперь присутствовал на совещаниях. Он уже многое понимал и на своем жмурском быстрее доводил приказы Марго до Балу и Терекса. Ящер оказался самым тупым в стае. Ка решили оставить на охране чистилища и с собой не брали. Выдвигаемся завтра. Шерхан на месте, ждет Олигофрена. Предлагаю то, что от него осталось, закрепить как куклу на танке. Фу, он весь воздух испортит. Ну его, замахала руками Диана. Как скажешь, красавица. Рекс соглашался с ней во всем. Рано утром колонна выступила из чистилища. Резвый 2 днями раньше уехал к горцу. Повез жемчужину и фильм под названием «Дракон». Права на ленту были у чистилища. Прибыль пополам. Рекс теперь безраздельно командовал сводной бригадой, представлявшей собой огромную силу в рамках улья. До развилки, на которой стая уходила в город, еще раз согласовали время и частоты радиосвязи. Голосом общаться не решились, заранее обсудив условные знаки. 1 щелчок — все в порядке, 2 — на позиции, 3 — атака. Если будет серия щелчков, то значит, что группа попала в нештатную ситуацию. Тут уже по обстоятельствам. Прикинули, что Марго понадобится 2 дня, чтобы обойти стап муров по широкой дуге. Технику с собой не брали, все на ногах. С Марго пошла разведгруппа Немезиды. Рекс привел основные силы к реке на исходе 1-го дня, после разделения со стаей. Остановились за километр от реки, на опушке густого соснового леса. Подошли скрытно, не афишируя. Возможно, что у муров эта опушка была пристрелена, и никому не хотелось проснуться под обстрелом. На следующее утро дружно выкатились к реке, на ходу разворачивая боевые порядки. Дальнобойную технику оставили в лесу под маскировочной сетью. Показали мурам танки, несколько пушек и дронов. И инженерные машины ППС-84, которые стали наводить переправу. Муры недолго смотрели на такое безобразие. Мост пока не взрывали, но дали несколько залпов из Д-30, целясь по переправе, не нанося большого ущерба. 1 снаряд разорвался рядом с танком. Еще 1 задел осколками понтон и машину, пробив ей баллоны, после чего до вечера муры затихли. Из 2 запущенных дронов 1 сбили, а 2 не успел снять ничего путного. К вечеру переправа была готова. Так как муры пристрелялись по месту и теперь ждали начала наступления, ни для кого не являлось секретом, что муры ждали появления техники на переправе, чтобы сразу потопить всех. У Рекса все было готово. Он тоже ждал условного знака от Марго. Марго со стаей вступили в городской кластер Пекла. В этом районе они еще не бывали. Улицы были захламлены, во многих местах зияли воронки от авиабомб. Здания стояли с обрушенными перекрытыми и пустыми глазницами окон, подсвеченные пожарами. Впереди шли Терекс и Балу, сзади — Конг. Волки замыкали, а рядом с Марго двигались Йорик и Багира. Группа Немезиды шла рядом, за исключением ее самой.
Она бежала впереди, в невидимости, сообщая о своих наблюдениях по маломощной рации. Кластеру оставалось 3 дня, после чего здесь будет людно, но ненадолго. Денек еще побегают без штанов, а потом придут большие зубастые зверушки, и всем придет конец. К концу дня вышли, как и предполагали, на границу кластеров. Заночевали на долгоиграющем, но менее опасном. К вечеру следующего дня подошли к лесополосе. Сразу почувствовалась скованность стаи. Немезида со своим отрядом отправилась готовить коридор. Марго подала знак на позиции. Ночи в Уле всегда майские, короткие. Почти не спали. Зато нашли все устройства нолдов. Муры их даже не прятали в кронах деревьев, что намного бы осложнило прохождение. Просто расположили на земле, слегка прикрыв травой. Рано утром, при первых лучах солнца, Немезида, Диана и Кали подорвали белые цилиндры на расстоянии в 200 метров. Сквозь проделанный коридор стая устремилась в лесопосадку, готовясь к штурму. Марго подала сигнал «Атака». 4 часа утра. Рекс посмотрел на командирские часы. Не хочу проводить параллелей, но начнем. Дезинфекция! Первыми начали ураганы и торнадо. Рев реактивных снарядов, огненные росчерки на фоне восходящего солнца, стена огня в месте попадания. Все вместе это завораживало. База Шерхана окрасилась красным и черным. Завыла сирена, обозначая последние часы лагеря. РСЗО, отработав, сразу ушли на заранее подготовленные позиции, на перезарядку. В дело вступили тюльпаны, тяжелые минометные системы, добавив перчику обитателям лагеря, добивая фугасами выбежавших из здания сонных людей. Сам лагерь был небольшим по площади, а бетонные стены обеспечивали хорошие рикошеты. Осколки фугасных мин носились по лагерю с диким свистом. И, как вишенка на торте, последними показали себя санцепёки. Огнеметные системы выжгли все живое на поверхности стаба, после чего из лесополосы вылетела красная ракета. Стая пошла на прорыв. Одновременно с ней танки, сопровождаемые терминаторами и тунгусками, пошли на переправу, пропуская вперед саперов и штурмовую группу. От реки до лагеря было порядка 500 метров по ровному месту. Прицельно отработав по дотам еще на том берегу, танки теперь широкой подковой огибали южную часть стаба. За танками шла пехота. Один дот молчал, второй прямой наводкой пытался попасть по танку из пушки, но пока у него это не получалось, а расстояние неумолимо сокращалось. Марго для быстроты перемещения почти лежала на спине мчащейся Багиры, держась за ее шею. Было страшно неудобно. Зеркальная броня оказалась такой же скользкой, как и выглядела. Тирекс, разогнавшись по ровному полю до невообразимых 100 километров в час, на полном ходу снес несколько плит и какое-то здание уже на территории лагеря. По бокам от него расширили проход Балу и Конг. Следом ворвались остальные. Элита занялась живой силой и оставшейся на ходу техникой. У Немезиды и ее бойцов было задание найти Шерхана. Организованного сопротивления стая не встретила. Отдельные очаги на вышке, которая сразу сложилась после того, как Балу потерся об нее. Несколько человек выскочили из казармы в одних подштанниках и тут же были сожраны Тирексом и Конгом. Акела и Гарем сгоняли к стене бравых бомжей. Йорик с Багирой ковыряли бронированную дверь в бункере, за которой, по всей видимости, и скрывался Шерхан. Немезида нашла еще одну странную дверь. Она была не бронирована, но имела кодовый замок и сканер сетчатки глаза. Амуры-затейники. Зачем им в лагере такая дверь? Похоже на нолдов. Немезида установила взрывчатку по краям двери, и через мгновение они уже входили внутрь. Их тревожные ожидания подтвердились. Это была
очередная лаборатория. Пространство приблизительно в 200 квадратов было плотно заставлено знакомыми капсулами. В отличие от виденных ранее чудовищ, в капсулах находилось нечто гораздо более жуткое. Нет, страшных монстров в них не было. Было другое. Человеческие тела без мышц, кожи и костей. В прозрачном растворе плавали все органы, но в должном порядке, как в настоящем человеке. Головной мозг, позвоночный столб, сердце, легкие, печень и все остальное было на своих местах. Нолды аккуратно удалили все ненужное им, оставив только органы и хребет. Но было кое-что еще. Огромный споровый мешок, угрожающе оранжевого цвета, вылезал из нижней задней части головного мозга. Вивисекторы. Они здесь жемчуг выращивали. Немезида хотела еще что-то сказать, но ее вывернуло на одну из капсул. Марго вышла на воздух. Пусть здесь другие разбираются. Она уже не могла смотреть на опыты нолдов. Йорик все же вскрыл бункер. Его клинки в последнее время обрели способность рубить и резать толстый металл. Через 10 минут работы бронированная дверь сдалась под натиском вампира. Марго посторонилась, пропуская вперед Йорика и штурмовую группу. Прислушалась. Тихо. И нырнула в проем бункера. Внутри никого не было. Ни Муров, ни Шерхана, ни его приближенных. «Они ушли по подземному ходу», — сказала Диана на опрокинутый шкаф, прикрывавший собой потайную дверь. Или, скорее, плиту, которая наглухо перегородила проход. «Внимание! У нас нолды!» — оповестил по общему каналу Рекс. Все поспешили к выходу. На поле в полукилометре от лагеря, ближе к кластеру черноты, садились 2 самолета. Размерами больше тех, с которыми была знакома Марго. Похоже, за Шерханом. Успел таки вызвать, говнюк. Они уже сели. Прохлопали мы их, но в то же время неплохо. Уже не взлетят. «Рекс, смотри, они выгружают танки». Череп смотрел в бинокль. 4 штуки. И пехота, человек 40. Вижу, выбрались муры из-под земли. Их отводят за самолеты. Может, торнадо по ним? Не успели еще зарядить. Полчаса надо. Пушки на них уже наводят. Танки и поддержка. Жнец тогда танка гранатометом снял. Ничего сверхъестественного. Это заслон, чтобы успели взлететь. В войну они с нами играть не собираются. И как бы в подтверждение его слов, самолет, в который отвели Шерхана и компанию, начал медленно подниматься. Тунгуски стояли на максимальном удалении от места взлета, но все же попробовали поразить самолет. Безуспешно. Нолдам удалось взлететь, и теперь, идя почти над землей, они все больше удалялись вдоль черного кластера. Снаряды падали или дико мазали вблизи черноты. Пользуясь таким прикрытием, нолды пошли в атаку. 2 группы в центре несли что-то габаритное. По флангам парами шли танки. Нолды с грузом чуть отстали, пропустив цель вперед. Через минуту в бинокль стало видно массивный стол на треноге, который собрали нолды. До цели осталось метров 300, когда прозвучал залп танковых пушек стронгов. Один шагающий танк покачнулся и осел, не в состоянии дальше идти. Нолды ответили ответным огнем. 2 танка бригады задымили, у 3-го детонировал боекомплект, оторвав башню. Над полем разнесся визг мин. В игру включились тюльпаны, а следом за ними ударили пушки. Пехота нолдов залегла, заметно поредев. Танк внешников застыл орудием вверх. Треноги нолдов подожгли еще один. Рекс дал команду технике отойти. Скорректировав следующий залп пушки, накрыли одну из треног. Не видя целей, второе орудие перенесло огонь на лагерь, разметав бетонные плиты, как игральные карты. Крупнокалиберные патроны нолдов наделали дел, насквозь прошивая бункер и стоящую за ним плиту.
Марго дала сигнал стае уходить как можно дальше, а потом зайти с тыла. Порушив окончательно заборы и хлипкие строения, нолдовская тренога замолчала. В стабе было много убитых и раненых. Стая ушла, остальные закопались в землю. Ураганы перезарядили, и они четко отработали по нолдам. На этот раз погасла вторая тренога, а на ногах остался только один танк. Подождали немного подошедшую вновь бронетехнику и пошли в атаку. Внешники организованно отстреливались, отходя к самолету. Потеряв танки и треноги, человек 20 пехоты рванули 100-метровку, намереваясь поскорее улететь. Но на их горе стая успела сделать хороший крюк и первой добралась до самолета. Йорик уже знал, как захватывать транспорт, и сразу нырнул к пилоту. Борт так и не поднялся. Все живые нолды заняли круговую оборону, не добежав до самолета 200 метров. Марго приказала стае залечь и не показываться, не желая рисковать. Кто их знает, эти игрушки внешников? Может, они способны поразить элиту на вылет. Дождавшись залпа пушек и минометов, и через полчаса нолдов не стало. «Большие потери, Рекс. Тренога накосила в лагере. За плитами сначала не заметили, а она их прошила как картон. Насколько большие? Немезида? У вавилонцев 15 трупов и 7 раненых. У нас 8 трупов и 8 раненых. 4 танка, 1 терминатор. Муры полностью уничтожены, не считая Шерхана с товарищами. 40 нолдов, 4 танка, 2 треноги и 1 самолет. Как это не цинично звучит, но приемлемо для атаки. Соотношение 1 к 3 должно быть не в нашу пользу. Пойдем к ним в штаб. Череп что-то интересное нарыл. Все спустились вниз в бункер. Череп стоял над хорошо освещенным столом, на котором кипами были навалены папки с бумагами, карты и блокноты. Все, конечно, требует тщательного изучения, но на первый взгляд это намного ценнее тех вшивых муров, которых сегодня отправили в мир иной. Даже вместе с Шерханом. Объясни. По-моему, неплохо постреляли. Йорик, скажи. Екш! Здец! Ну, слышал? Шутишь все. Здесь списки агентов, шифры, пароли, места встречи закладок, ведомость жалований агентам, что они приносили и когда. Имена завербованных людей в 3 стабах. Вавилон, Спокойный и Озерный. Вся агентурная сеть. Не может быть. А почему она у тебя не сгорела или не увезена с собой? Очень просто. Сейф находился в лаборатории под замком, а Шерхан жил здесь. Когда начали молотить РСЗО, он уже не рискнул выбраться наверх, а ушел подземным ходом. Так что это не подстава. Да и кто будет все это сочинять якобы для нас и хранить в столь недоступном месте, ожидая годами, когда стронги изволят напасть на стаб? Не находишь это странным? Хорошо, убедил. Надо выявить всю сеть и рассказать главам стабов. — Спасибо, что подсказал, — огрызнулся Череп. — Надо возвращаться. Самое главное — сказать, что я обнаружил при беглом осмотре бумаг. Давай, не томи. Марго даже подалась вперед. Координаты главной базы нолдов. Возвращались спешно. Нужно было похоронить боевых товарищей, разобраться с бумагами, пополнить запасы и окончательно разделаться с нолдами. Весть о разгроме крупного стаба муров воодушевила народ, но число погибших охладило веселье. Устроили 2-дневный траур по погибшим бойцам. Пока он длился, Череп, Марго и Рекс практически не вылезали из штаба. Считалось, что они скорбят. На самом же деле, лихорадочное изучение такого массива данных заняло порядочно времени. Как только приехали, по дальней связи кратко обрисовали картину горцу и запросили помощь. В основном дальнобойное орудие, РСЗО, танки и пехоту. На базе нолдов, помнится, пленные говорили о батальоне охраны, хотя сейчас уже меньше, но не намного. Сама база обладала порталом,
Внешники, конечно, владели обширной сетью всяческих баз, лабораторий и складов, но базы с порталом у них встречались крайне редко и обладали большим статусом. Примерно так же, как Вавилон являлся столицей для 50 стабов людей. База располагалась практически под носом. 3 небольшие кластера на восток между пеклом и чернотой, с одним узким проходом по земле, в густом лесу, отлично замаскированная. Марго была там один раз. Рекс со своими людьми выходил через тот лес. Никто из них даже не подозревал, что там что-то есть. Кластеры перезагружались почти одновременно, раз в 2 недели. По земле к ним добраться сложно. Всю наземную операцию можно было затянуть максимум на 10 дней, с учетом дороги туда-сюда. Осаждать базу бесполезно. Нолды могли на ней сидеть годами. Она закопана под землю, хорошо, что не глубоко, но на крыше имелся камуфляж из дерна. Иначе ее было бы не взять. Авиации такой нет, бетонобойных бомб нет. Методично взрывать не вариант, можно не успеть. База с замкнутым циклом, полностью герметизирована. Если верить бумагам, написанным каким-то восхищенным Муром, нашпигована автоматическими системами вооружения, с которыми стронги даже и не сталкивались. Окончательный анализ доверили черепу. Недолго думая, он, наконец, выдал: с помощью Вавилона мы можем попробовать вскрыть этот нарыв. Можем попробовать или можем ликвидировать? Давай уже конкретнее. Сам знаешь, что происходит с планами. У нас будет 10 дней. Какая-никакая, но внезапность на нашей стороне. Они, конечно, ждут от нас действий, но чтобы настолько набраться наглости и разнести их домик, это вряд ли. Дальше. Утоплена она в грунт неглубоко, максимум метр земли сверху, и причина этому — грунтовые воды. А то бы закопались метров на 100, и все. Но уж больно хорошее место. По земле проскочить сразу 3 кластера сможет далеко не каждый, а им земля и не нужна. У них все по воздуху. Так вот, насчет глубины залегания. Мы можем раздолбить им крышу гаубицами. Цель статичная, не бронированная. А если учесть, что вся база — это огромная чечевица, иначе говоря, 2 суповые тарелки, одна на другой, то есть герметичный корпус, который мы разбомбим, то сразу пойдет декомпрессия и разгерметизация, что очень осложнит им жизнь. Хорошо. Значит, надо подойти, выставиться. За несколько дней загнать их в каменный век. Плотное прикрытие ПВО. Потом зачистка. Звучит возбуждающе. Рекс потер свои огромные ручища в предвкушении драки. На карте этого Мура обозначены 2 запасных выхода с базы. И аэродром. Нет, сильно сказано. Площадка, замаскированная под скалу. Кусок ее отъезжает в сторону, подъемная платформа подает наверх самолет, который вертикально уходит вверх. И еще один плюс. В 5 километрах от базы есть высота, на которой можно расположить батареи. Не факт, что она такая вся доступная, только и ждет нас. Саперов с собой взять. Хотя не знаю, смогут ли они нолдовские мины нейтрализовать. Скорее всего, нет. Чтобы обезвредить, надо хотя бы примерно представлять, как они работают. А здесь кот в мешке. Если тропой пробить, и то не все охватишь. Без гарантии. Наловим по пути Муров, и пусть там в футбол сыграют, как вариант. Дело, говоришь, показал оскал череп. Выносим аэродром в первую очередь. Уже не полетят, а это огромный плюс. Блокируем выходы. Можно Зарина туда для начала разговора. Раздолбим им купол, кто-нибудь да помрет или заразится. Дальше можно издеваться над ними, как захотим. Даже остаться на 2-ю смену еще на 2 недели. Никогда не любила оставаться после уроков. Это так скучно. Марго демонстративно закатила глаза. Когда открываются кластеры? Через неделю. Как раз Вавилон подтянется. А мы пока займемся предателями. Пойду надиктую список горцу. Потом 2 группами в Озерный и Спокойный.
Горец уже ждал чего-то подобного и воспринял очередной список агентов Нолдов со стоическим спокойствием. Еще 53 человека. 45 находились в стабе, а остальным лучше никому не попадаться. С горцем договорились одновременно начать аресты через сутки, чтобы сразу всех. Марго пошла со стаей в спокойный. С ней отправился Череп. Йорика отдали Рексу, как и группу Немезиды. На моторках они за полдня добрались к Озерному. Отозвав Клетчатого в сторону, объяснили ему весь расклад. Показали видеолаборатории и откровение Шерхана, казни в Вавилоне. После чего показали список, написанный рукой Мура. Клетчатый все воспринял, как и следовало хозяину стаба. Через час все 11 человек стояли перед ним. Запираться никто не стал. 2 из них были вхожи к самому Клетчатому. Такого обмана никто прощать не собирался. Всех отдали Йорику. Рекс рассказал о предстоящей операции. Клетчатый сам предложил помощь живой силой, поскольку техники у них как таковой не было. Да и не нужна она им, по большому счету. Все, что надо, у них уже было. С Озерного через день прибудут 2 взвода спецов по контрдиверсионным операциям. На том расстались и благополучно доплыли до пристани. Марго с Черепом полдня продирались по джунглям и, наконец, вышли к спокойному. Взвод прикрытия сосредоточился на местности. Стая спокойно ждала в отдалении, дабы не пугать жителей. По рации вызвали Космоса с помощниками. После непродолжительной беседы и приведенных доказательств передали список предателей из 6 человек, которые планировали сдачу города в прошлый раз, но испугались стаи. Их вывели за минные поля. Население облепило стены стаба. Приговор огласили через мегафон, чтобы слышали все. Ограничились расстрелом. О помощи не просили, потому как стаб и так небольшой, оголять оборону было нельзя. Космос еще раз заверил в своей преданности. На том и раскланялись. И вот, наконец, наступил день похода возмездия, как его уже успели окрестить. Сводная бригада насчитывала почти 1000 человек, включая экипажи техники. Брони 12 танков, 6 бронетранспортеров и столько же БМП. Пушек взяли на 2 батареи. Ураганы посчитали избыточными, ограничились 8 торнадо. Тунгуски, терминаторы, сосна, шилки и санцепек. Вавилонцы подогнали инженерные машины разграждения и машину разминирования, а также множество грузовиков в расчете на вывоз трофеев, изначально набитых продовольствием и боеприпасами. Накануне под командованием Немезиды съездили в город по магазинам и заодно накормили стаю от пуза. Элита, как и обычные звери, умела наедаться впрок. После такого обжорства стая могла спокойно неделю существовать на своих запасах. Колонна строилась в походный порядок. Командиры подразделений проверяли личный состав. Командир двинул небольшую речугу. По такому случаю он надел голубой берет и тельняшку под камуфляж. Рядом с ним стоял Йорик, одетый так же и ни за что не желавший уходить с трибуны. Единственное, на что он согласился, это встать позади Рекса, Марго и Черепа. «Бойцы, все вы знаете о событиях последних месяцев. Мы вскрыли 3 лаборатории, найдя результаты бесчеловечных экспериментов внешников и муров. Накрыли несколько стабов, прилично пустили кровь Нолдам. Сегодня мы выступаем в поход с целью окончательно разрушить главную базу Нолдов. Задача не из простых, не все вернутся, но знайте, имена погибших останутся в наших сердцах до самой смерти. С Богом! По машинам!» Окутавшись выхлопами дизелей, колонна запылила по дороге, а вдогонку им Михалыч врубил на полную мощность «Прощание славянки».
Глава 23. Не рой яму другому. Дорога пролегала через 3 кластера, которые только вышли из перезагрузки. Кластеры были многолюдные, состоявшие из плотных городских новостроек. Люди в недоумении выглядывали из окон, стояли вдоль дороги, выбегали на перерез колонне. Нелепые наряды полиции, требующие документы у танкистов. Первые зараженные. Быстрые кластеры обращали людей в течение 2 часов. Выстрелы, сирены, гудки. Полный хаос. Крики ужаса. Бригада была подготовлена к такому. Шли никого не трогая, кроме тех, кто сам напрашивался. 3 городских кластера 2 раза в месяц. Сколько ж Нолды собирали здесь народу, оставалось только гадать. К концу дня сюда доберется элита, и начнется кровавый пир на полную катушку. Экземпляры попадались весьма недурственные. Некоторые из них вполне могли претендовать на прием в стаю. Не мудрено такое количество потенциальных зараженных. Эти кластеры после перезагрузки буквально взрывались. За день население ополовинивалось. На следующий день доживших до вечера оставалось 10%. Через неделю здесь царствовала только элита, самые дерзкие ее экземпляры. К концу 2-й недели отсюда выходили уже монстры и шли дальше, на запад, в пекло. Назад надо идти тоже после перезагрузки, иначе хорошо встрянем. Для нашей техники городские кварталы противопоказаны. Рекс сам себе делал заметки, сидя в командирском «Тигре». За 2 недели должны управиться. А если те Нолды еще у кого попросят помощи? Засомневался Титан. У кого? Рассмеялся Череп. Муров поблизости нет. Шерхан и тот хвост поджал и затихарился у них на базе. Не у кого просить. Не так уж этих внешников много на самом деле. Пользуются технологиями. И что? По многим другим параметрам они далеко позади. А почему? Почему? Потому что они сюда прилетают поохотиться, а мы здесь выживаем. Разница огромна. И потом, помнишь, что пилот говорил? База с порталом одна на довольно обширный район. Будем надеяться. К вечеру следующего дня въехали на кластер Нолдов. Когда проходили 3-й кластер, там уже вовсю шли бои без штанов. Чем ближе к центру пекла, тем быстрее взрослеют зараженные. В этом кластере, чтобы отожраться до руберов, хватало нескольких дней. На стабе Нолдов все было тихо. Дорога, немного петляя, пронизывала и этот кластер насквозь, уходя дальше в пекло. Но колонна повернула направо, на холм. Странно, почему они почти в низине базу построили? Не выгоднее оседлать господствующую высоту? — спросила Марго у Рекса. — Не знаю, не геолог. Может, там карстовые полости или осыпи, грунт неподходящий. Мало ли что бывает. Вот доберемся до них и спросишь. Колонна медленно втягивалась по серпантину наверх. Разведка была на вершине. Следящих камер не заметили, дронов в небе тоже. Чиль уже час летал кругами над холмом. Машина разминирования принялась обследовать площадку. — Немезида, бери спецов из Озерного. Пройдитесь по этим координатам и везде устройте секреты. Рекс показал на карте пилота точки, перенесенные из записок Мура. Здесь и здесь запасные выходы. Заминировать, установить камеры слежения. 4 с рацией на точку. Смотреть в оба глаза. Раз в 2 часа проверять их мобильной группой. Визуально, а не по рации. Вот тут посадочная площадка. Скала отъезжает в сторону, так написано. Разберись, что у кого там отъезжает, и заминируй. Да так, чтобы больше никогда не отъехала. Взрыв должен произойти в момент движения скалы, когда она окажется посередине. Нужно заклинить люк, чтобы ни туда и ни сюда. Засаду оставить там обязательно. Вероятно, есть смотровые люки.
Обыщи все тщательно. Ищите, где еще могут быть выходы. Зараженных в штабе нет, опасаться нечего. Если вдруг что, вызывай сразу Марго. Тихо очень. Немезида осматривала в бинокль густой сосновый лес напротив. В глубине пряталась база, замаскированная сверху мхом и деревьями. Лес стоял в безмолвной тишине. Мне тоже не нравится. Они не могут не контролировать хотя бы этот участок дороги. Получается, ждут, пока мы все на холм заберемся, а потом рванут. Какой болван такую позицию оставит без прикрытия? С огорчением произнес Рекс. А если здесь останемся, между холмом и низиной? Можно и здесь. Стрелять не очень удобно. Место не ахти какое, но сойдет. Позади нас кластер с элитой. Не страшно? Близкое соседство немного нервирует. На холме, конечно, в разы лучше. Но там, если зажмут, отступать некуда. Только вниз с обрыва. Не забывай, с нами стая. Если что, тыл прикроем. Уговорила. Остаемся здесь. На холме для виду пусть разминируют, а мы правее на километр встанем. Рекс по рации вызвал к себе командиров подразделений. Короткий брифинг около «Тигра», и техника стала разъезжаться на позиции. Часа через 3 вернулась Немезида, вся грязная, но веселая. Скалу нашли там, где указал Мур на карте. Заминировали. Около нее еще 2 люка обнаружили. Один под валун замаскирован, но видно поворотный след и отсутствие мха. Кто полезет, там и останется. Второй под пеньком, на вид трухлявый, а вблизи имитация. Похоже на пластик. Замаскировались. Смешно. За это убивать надо. На нем же мох не растет. Везде мох, а на пне нет. Самолет, скорее всего, не пролезет. Если что-то пойдет не так, там группа с гранатометами. В упор ему засадят. Добро. А что с выходами? Есть. Оба вскрыли. Один большой, во враге, под естественным козырьком из камня. Двустворчатые ворота. Створки тоже покрыты мхом. Давно не открывали. Овраг широкий, 5 метров. Запечатали. Наглухо. Второй замаскирован под берлогу, хотя какие сейчас медведи? Если только элита. Но в берлоге она жить не будет, ей гулять нравится. Фантазия у Нолдов однобокая. Что плохо? Ни одного следящего устройства не обнаружили. А они должны быть. Пока все. Нас видят, но мы не знаем как. И, скорее всего, не узнаем. Наверняка есть еще масса разных ловушек. Нам позволили все заминировать. Короче, ничего мы так не узнаем. 5-минутная готовность. Начинаем. Сейчас будем делать им больно, и все само вскроется. Через 5 минут 2 батареи Д-30, наведенные на соответствующий квадрат леса, произвели 2 залпа. Реликтовые сосны разлетались, как спички. Огромные воронки выворачивали пласты земли, обнажая глину и валуны. Но база так и не показалась. Тогда огонь перенесли на запасные выходы и посадочную площадку. На этот раз обнаружились глубокие ходы. Стрельбу прекратили, внутрь пошла разведка. Через 15 минут последовал доклад. Все группы уперлись в тупик. Пустышка. Нас обманули. Но база здесь, и она на холме. Больше ей быть негде. А это значит, что нас сейчас отымеют. В подтверждении его слов вершина холма озарилась взрывом. Для вида туда загнали 2 Урала с боеприпасами и машину разминирования. Все 3 стартовали в небо. «Рекс, уводи технику назад, в кластер!» — крикнула Марго. «Стая там почистит сейчас!» «Пушки цепляем по-быстрому, остальные бегом отсюда назад, в кластер! На несколько километров отходите! Замыкают танки!» — прокричал Рекс на общей частоте. Колонна, не успевшая толком обосноваться, снова срочно, гуськом, в обратном порядке втянулась на предыдущий кластер. Благодаря стае там было пустынно. Только быстрый маневр и спас стронгов.
На холме открылись десятки люков, из которых показались толстые стволы, направленные вверх. Стволы поднимались вертикально. За ними показались толстые круглые основания, на которых они покоились. Выдвинувшись на 3 метра, стволы опустились и приняли горизонтальное положение. Теперь это были турели впечатляющего калибра. Их сектор обстрела перекрывал все подступы к холму и часть дороги. Стволы турелей стали рыскать по сторонам, выискивая цели. 2 замыкающим колонну танкам уйти не удалось. Несколько турелей одновременно произвели залп. Безоткатные пушки нолдов с сумасшедшей скорострельностью буквально вспороли 2 Т-80. У одного рванул боекомплект, второй так и остался стоять. Экипажи обоих погибли за считанные секунды. Немезида в невидимости успела переместиться за остатки скалы, под которой якобы должен был располагаться подъемный механизм для самолетов. С ее позиции был хорошо виден весь холм. Она насчитала порядка 20 турелей. Орудия из города по ним достать не могли, разве что тюльпаны, потому как они оказались на обратной стороне холма. Бригаде повезло, что у нее была стая. В противном случае в тылу у нее сейчас оказалась бы элита из города. На это, видимо, и рассчитывали нолды — выдавить пришельцев обратно в город, кишащий зараженными, подождать и добить. У холма отъехала солидная часть верхушки, вместе со стоящей на ней обгорелой машиной разминирования. Наружу стали выбираться нолды. 8 шагающих танков, человек 100 со всевозможным оружием, включая треноги и еще неизвестные Стронгом комплексы. Дронов не было. Возможно, побоялись, что собьют. Вся эта компания не спеша стала спускаться вниз. Колонне, зажатой на узкой улице города, было не до сражений, и в таком построении бригада не могла использовать свои мощности. До поражения оставалось совсем немного, пока нолды доберутся до них и сожгут всю броню, зажатую между домов. Час или чуть больше. — Да это какой-то позор! — сказал Титан, выслушав доклад Марго, полученный от Чиля. — Нас скоро размотают здесь. В городе мы беспомощны. Оружие их в разы сильнее. — Дела. — Есть вариант. — Орда? Титан не забыл тот разговор. — Да. И без вариантов. Надо уходить дальше, в следующий кластер. И сразу в сторону. Там, за мостом, пустырь. На нем разворачивайтесь. Если у меня не получится, то хотя бы нолдов перед мостом или на мосту примите. Стая начнет сейчас сгонять зараженных. Колонне максимально быстро убраться за мост. Взревев двигателями, не щадя ресурса, броня на полном ходу преодолела 5 километров до моста и сразу стала спускаться налево, в ложбину, за которой на небольшом возвышении раскинулся обширный луг. На нем решили закрепиться. Просто чудо, что нолды, уверенные в том, что колонна встанет на улице, зажатая между домами и зараженными, дали им выбраться из кластера. Чиль сообщал о неторопливом приближении нолдов. Если бы они поторопились и атаковали стронгов сразу на марше, то сейчас в чистилище возвращаться было бы некому. Йорик получил команду от Марго и, на удивление, быстро донес до стаи общий замысел. Пока бронетехника сворачивала с моста, стая быстро пронеслась до границы следующего кластера. Марго приноровилась передвигаться на багире. Михалыч придумал уздечку из титановых колец, которая крепилась к пластине, закрывавшей грудь, из той же стали. С седлом ничего придумывать не стали, просто накинули попону из войлока. Скользко, но терпимо. Стая дошла до границы второго кластера, самого большого и густонаселенного. Шел 3-й день перезагрузки. Особо прожорливых зараженных пока не появилось, но кое-какая элита уже пришла полакомиться свежими людишками извне. Пекло! Здесь все быстрее в разы. И опаснее. Начиная от границы, стая рассыпалась подковы по параллельным улицам и погнала вперед слабых монстров. Слабых для стаи,
а тому же Нолду они легко могли откусить голову. И сила Орды не в одиночках, а во всепоглощающей лавине монстров. Главное — собрать всех вместе, вбить в них жажду мести ненавистным Нолдам и придать ускорение в соответствующем направлении. На счастье Марго, этот кластер был похож на бутылку, горлышком которой являлся мост, а дальше уже шли Нолды. Спустя час стая согнала к мосту почти всех, кто был в кластере. Орда на первый взгляд насчитывала несколько тысяч особей, точнее посчитать было затруднительно. Их число постоянно колебалось. Несмотря на тотальный контроль Марго, стадо зараженных начинало нервничать. Некоторые особи с удовольствием поедали других. Королева забралась на опрокинутый грузовик, заметно поднявшись над Ордой. Хлопнули крылья, разорвав очередной топ. Марго перешла в режим боя. Закрыв глаза и вытянув руки, она попыталась сосредоточиться. С ее пальцев сорвались сгустки оранжевых молний, накрывших все море согнанных зараженных. Молнии метались между монстрами, отскакивая от одного к другому. Саму Марго окружило оранжевое облако вихрей, превратившихся в импровизированный кокон, внутри которого мерцали огненные всполохи. Как по команде, монстры повернули свои ужасные морды к девушке, ожидая решения королевы. Марго впервые взяла под контроль такую массу зверья и не рассчитывала долго держать их в подчинении. Несколько минут хватило для того, чтобы картины отвратительных нолдов надолго укрепились в полуразложившихся мозгах элиты и тварей поменьше. А потом последовал приказ уничтожить их и направление на цель. Такого рева и рыка, такого чудовищного напора, такой природной стихии мир не видел со времен потопа. Ломая друг другу кости, Орда понеслась вперед, навстречу Нолдам. После моста масса зараженных шла параллельными курсами по близлежащим улицам, переулкам и крышам домов. Прыгая, скача по балконам и карнизам, монстры неслись неудержимой лавиной. Чиль показывал картинку сверху, Немезида снимала сзади колонны нолдов. Марго видела все спереди. Первые, самые шустрые, столкнулись с передовой группой внешников с танками. Элита и монстры поменьше страшно не любят всякие механизмы, особенно такие, которые могли больно укусить. Поэтому танки, не сделав ни единого выстрела, теперь лежали кверху ногами, а по ним неслась многотонная масса. И каждый норовил что-то оторвать на память. Огромная мохнатая тварь, когда-то бывшая человеком, размахивала половиной танка, зажатой в правой лапе, круша ею балконы. Другой пытался пристроить себе на голову оторванную башню. От 8 танков за секунду осталась груда металлолома. Нолды, завидев неладное, попытались установить свои треноги и еще что-то, заняв круговую оборону, прекрасно понимая, что убежать уже не получится. Они успели даже дать первый залп. Авангард монстров разметало на части, заляпав оставшиеся стекла домов частями тел. Но на этом удача отвернулась от них. С крыши, минуя 10 этажей, посыпались твари, одна свирепее другой. Топтуны, руберы, элита. Даже пустыш с полными штанами дерьма упал на них, но уже со 2-го этажа. Рев Орды был слышен за километры. В соседнем кластере, не охваченные ею зараженные, с интересом прислушивались к битве века. Делая правильные выводы, они торопились на ужин. Нолдов рвали по-черному. Шлемами вместе с головами играли в футбол, поддав лапой, смотрели, как далеко те летают. Руки и ноги 100 с лишним человек густым ковром устилали улицу. Орда возбужденно искала пытавшихся скрыться бегством людей. Нолдов вытаскивали из всевозможных мест. Одного в прыжке сняли с мачты освещения. Бедолага сидел на фонаре на уровне 3-го этажа. Кто-то держал в лапах треногу, у которой заклинил спуск,
и теперь, вертясь на одном месте, методично дырявил все живое и неживое вокруг себя. Наконец, любопытство пересилило, и ящер глянул туда, откуда так весело вылетала смерть. Мозги взлетели до 10-го этажа, опустившись осадками на толпу одуревших монстров. Нолды за несколько минут потеряли свою группировку, а еще через 10 от них не осталось не только воспоминания, но даже самой маленькой косточки. Марго гнала орду дальше, прямиком на турели. Быстро сожрав внешников, монстры побежали дальше. Сверху это смотрелось, как нашествие саранчи, которое накрывало собой посевы, оставляя после себя только тлен. Несколько тысяч монстров неслись по дороге, сметая все на своем пути. Вот они достигли сгоревших танков, кто-то, пробегая мимо, отломил пушку и с ней наперевес выскочил в зону обстрела турелей. Наблюдатели Нолдов, наверное, сильно удивились, когда увидели приземистого орангутана с пушкой от Т-80. Дружным залпом из 20 стволов турели встретили орду. Визг боли, рев негодования и рык ужаса разнеслись наполовину кластера. Теперь конечности теряла элита. Снаряды внешников проживали насквозь броню из хитина, проделывая приличные просеки, которые тут же заполнялись новыми обреченными. Поскальзываясь в крови упавших, монстры все быстрее приближались к орудиям. Но, несмотря на фантастическую скорострельность, соревноваться с элитой в скорости те не могли. Вскоре бесконечная волна накрыла первые турели. Зараженные особо не церемонились с железными врагами, выкорчевывая их из земли. Миг, и 5 орудий не стало. Следующие турели стояли более разрозненно, и до них добрались быстрее. Вскоре сопротивление было сломлено, и орда забралась на верхушку холма. Нолды слишком поздно спохватились закрывать заслонку. И тут сгоревшая инженерная машина сыграла свою самую важную роль в своей механической жизни. При резком открытии она клюнула носом и так и осталась висеть бампером вниз над краем люка. Когда крышка пошла обратно, она скатилась вперед, тем самым заклинив люк. Крышка не смогла закрыться герметично. Остался метровый зазор, и вниз стали сыпаться зараженные. А потом элита и вовсе вырвала ее с корнем и отбросила далеко вниз. На базу хлынул поток зараженных. «Все, конец им», — с облегчением сказала в рацию Марго. «Иду к вам». Оставив стаю у моста, девушка на багире со своей тенью Йориком направилась к лагерю стронгов. «Чужая, ты б видела себя со стороны. На фоне пожарища, молнии из рук, крылья, орда. Ты правда королева». Череп был в восхищении. «Ты сомневался, что ли?» — улыбнулась Марго. «Где орда сейчас?» Благополучно нырнула в незакрывшийся люк. Немезида сообщила, что видела это из леса, — сказал Рекс, снимая наушники рации. «Теперь непонятно, как их оттуда выгнать. Свидетелей они нам, похоже, не оставят. Проще, чем было их отправить. Я сейчас двигаюсь туда. Предлагаю технику оставить на месте, под охраной. Взять с собой мобильную группу. Ты уверена, что там больше нет сюрпризов?» «Нет, конечно. В чем вообще здесь можно быть уверенной?» «Тогда возьмем 3 танка, БТР и шилки. И грузовики. С собой возьму Багиру и Йорика. Остальные пусть здесь охраняют. Сейчас на базе сожрут всех и спать захотят. Их проще будет выгнать. Главное, чтобы они там себе гнездо не оборудовали. Поехали потихоньку». До вершины холма добрались через 2 часа. Дорогу устилали запчасти техники Нолдов и кости внешников. А ведь по задумке Нолдов такое должно было остаться как раз от стронгов. Закрученные в бараний рог турели произвели сильное впечатление. Кто-то предложил оформить ими дорогу перед чистилищем. Остался последний акт марлезонского балета, а именно проникнуть на базу
и остаться при этом несъеденными. Все стронги отошли на максимальное расстояние от люка. Вниз нырнул Йорик. Несмотря на свои скромные размеры, как суперэлита он работал очень эффективно. Буквально через 5 минут из люка пулей стали выскакивать зараженные всех мастей. Вот пронесся пустыш, таща в руках какую-то банку. За ним резво выскочила матерая элита с ногой Нолда в зубах. Как ошпаренный выскочил Рубер. Поглядев по сторонам и увидев Багиру, недовольно рыкнул и ускакал вниз по склону. Кошка посмотрела на Марго и издала титанический рык, от которого у элиты из пасти выпала нога. Поток из люка увеличился. Началось извержение вулкана. Монстры выскакивали из чрева базы, таща каждый, что мог. В основном это были части тел Нолдов. Еще минут 20 шел обратный ток монстров, после чего Марго отправил их всех прочь. На этот раз все прошло намного прозаичнее. Часть монстров потянулась в лес в поисках Лешки, а часть отправилась навстречу очередным приключениям. Вскоре подошла Немезида. «Йорик внизу. Все зараженные покинули базу, но еще есть люди в глубине. Небольшая группа». Немезида открыла глаза. Все это она разглядела с даром сенса. «Все-таки будет с кем поболтать». Череп надевал бронежилет. «Группы Немезиды, думаю, нам там хватит?» «Вполне. Там еще Йорик караулит. Пластид захватите. Дверь, говорит, толстая внизу». «Кто говорит?» Титан взглянул на нее, как на чумную. «Йорик? Кто же еще?» «Да ладно, расслабься, Нептун. Я просто вижу его глазами. Багира, охраняй этих бездельников. Мы вниз». И прыгнула вслед за Рексом. База потеряла герметичность. Тусклое освещение железных коридоров, гулкие шаги. Пандус спиралью уходил вниз. Сама база напоминала детскую елу метров 300 в диаметре, которую в центре насквозь пронизывала шахта лифта. Рабочие и жилые помещения напоминали куски круглого торта. Верхние этажи занимали жилые отсеки. Ниже шли административные, затем технические, ангары, ремонтные мастерские. В самом низу размещались лаборатории, операционные и холодильники. Лифтовая шахта высотой в километр заканчивалась, упираясь в самое дно, вернее, в бронированную полусферу высотой метров 5, с одной единственной дверью-люком, около которой стоял Йорик. Дверь напоминала реквизит фантастических фильмов, тарелку с огромными петлями из тусклого металла. «Бронекапсула. Приехали!» «А ведь там портал. Жопой чую!» Рекс от возбуждения не находил себе места. «И чем же ее вскрывать? Пластид возьмет?» «Давай попробуем». Рекс тщательно облепил петли и вставил детонатор. Все отошли. Раздался взрыв. Одна петля отскочила, вторая осталась на месте, почти нетронутая. Еще раз. Только после 5-го взрыва, когда все уже окончательно оглохли, люк стал шататься. Хорошо, что он еще просто закрывался. Создатели базы рассуждали здраво. На базе не от кого особенно прятаться, иначе сделали бы по-другому. Квас вцепился в остаток петли и стал шатать крышку. Она открывалась наружу и не подпиралась внутренним давлением, хотя особой разницы между атмосферным и тем, что было на базе, не замечалось. Пленные Нолды в Вавилоне спокойно жили при обычном давлении, без масок. В итоге дверь все же расковыряли. В образовавшуюся щель одна за другой ушли светошумовые гранаты. Йорику Марго запретила туда лезть. Нужны пленные, а не трупы. Квас поднатужился и еще расширил щель, в которую скользнула Немезида в невидимости. Выстрелов не было. Стали дальше ломать дверь. Наконец, красный от натуги гигант Квас вывернул люк, и он с грохотом свалился на пол. Дым уже рассеялся. Взору предстал большой зал диаметров метров 30. В центре его была установлена подкова, затянутая молочным туманом. Метрах в 10 от нее
стояли на коленях 3 человека. Судя по фотографиям, самый большой из них был Шерхан, красномордый детина с огромными руками. Еще там был седовласый старец в белом халате и мужчина средних лет в песочной военной форме странного пошива. За ними, направляя на них ствол нолдовского автомата, стояла Немезида. Я вот чего подумал, Немезида. Ты ведь здесь кучу патронов найдешь, и не надо будет переплачивать тому барыге из Вавилона. Слушай, правда. Я не подумала как-то. Раз так, можно один потратить, разнести кому-то одному башку. Поржать просто. Они же из людей консервы делают, не задумываясь. Стойте! А как же Йорик? Марго показала на вампира. Ему ведь обещали голову одного из них. Да, Йорик? Здесь. Марго. Марго. А может, их просто людям отдать, чтобы разорвали живьем? Успеем. Давайте поговорим сначала. Череп вышел вперед. Кто будет говорить первым? Он подошел поближе к стоящим на коленях людям, внимательно вглядываясь в каждого. Никто не выдержал его взгляда. Все отвели глаза. Череп не пользовался финтами, глядя в переносицу. Он смотрел четко в глаза Нолдов и Мура, но с такой ненавистью, что Марго забеспокоилась. Вдруг он тоже может прожечь взглядом. «Ты!» — он указал пальцем на старца. «Встань. Идем со мной». И вывел его из зала. К входу уже принесли стулья и стул. Череп сел, достал блокнот, открыл его и приготовился слушать. Седой присел на соседний стул. Со стороны казалось, что Лысый берет интервью у Седова. Им не хватало только 2 чашек с дымящимся чаем на столе. Первое. Как выключить портал? Или его надо взорвать? Я все равно заразился. Зачем мне с тобой говорить? Хотя бы за тем, чтобы быстро умереть. Все равно умру. К чему это? Не умрешь. Сейчас обыскивают ваше помещение. Дам руку на отсечение, что найдут белый жемчуг. Я тебе насильно скормлю одну, и ты станешь иммунным. А потом мы посадим тебя в клетку и будем отрезать каждую неделю у тебя по органу, который ты будешь отращивать снова и снова. Так может длиться до бесконечности. Так как? Его нельзя отсюда отключить. Почему вы не ушли через него? Для активации в него подается энергия извне. Сеанс раз в сутки. Уже скоро. После этих слов Череп подскочил и вылетел в зал. «Выводи всех! Рекс, минируй это говно! В любой момент из него могут выйти еще Нолды!» Рекс не заставил себя ждать. Ему помогал Квас, и через 10 минут все вышли из капсулы. Раздался взрыв. Подкова портала погнула и разорвало в 2 местах. Молочный туман исчез. Огни на станине больше не мигали. Так-то лучше. Череп вернулся за стол. Так откуда вы к нам прилетели? Глава 24. Бомба. Из будущего, как вы понимаете. Седой откинулся на спинку стула. И как там? Один мир, одно государство, один правитель. Люди те же, что и 1000 лет назад. Пороков еще больше. Мы это заметили. Сколько у вас баз в Улье? Куда хватанули? А ключ от квартиры не дать? Йорик, отрежь ему левую кисть. Элитник одним прыжком преодолел разделяющий их 10 метров и черкнул пальцем по руке Седова. Надя, стоявшая сзади, наложила жгут на руку потерявшего сознание ученого. Остановила кровь, обработала и перевязала. Ватка с нашатырем привела Седова в чувство. — Как вам? Не очень больно? Это к вопросу об отрезании органов. Можно раз в час палец отрезать. Станете иммунным, отрастут к вечеру.
Сколько у вас баз в Улье? Знает только командир базы, а не я. Вы зверь. А ты ангел. Сколько лабораторий ты знаешь? Говори, или начнем пальцы стричь. 3 вы уже уничтожили. В нашем секторе еще 17. Где находится вся документация? А то база большая, пока найдем... Сам найдешь. Увести. Давайте командира. Седова на подгибающихся ногах повели к лифту. Через минуту командир сидел на его месте. На полу рядом с ним валялась кисть ученого. Командир базы покосился на кровь и лежащую в ней конечность. Забыл ее. Торопился очень. А у меня к тебе вопрос. Сколько у вас баз в Улье? Если не скажу, то я забуду ногу? Да, где-то так. Только не целиком, а нарезкой. Вся информация в моем сейфе на 42-м этаже. Комната 4203. Пароль моим голосом и сетчатка глаза. Пойдем, покажешь. Череп кивнул Йорику. Они поднялись на лифте метров на 200. Командир шел со связанными за спиной руками. По круговому коридору дошли до его комнаты. Надо приложить ладонь к сенсорной пластине. А у меня связаны руки. Так это не проблема. С пониманием кивнул Череп. И Йорик быстрым движением оттяпал командиру правую ладонь. Тот упал. Надя, вздохнув, сделала ему те же процедуры, что и Седому, но с небольшим дополнением. Ментат наклонился и подобрал с пола кисть. Ужасный день сегодня. Все теряют. И приложил отрубленную ладонь к пластине сенсора. Дверь отъехала в сторону. Апартаменты командира базы были просторными. Прихожей не имелось, за дверью располагался большой зал с высоким потолком. В дальнем конце было несколько дверей, которые вели во вспомогательные помещения, такие как ванная комната, кладовка, гардероб и кухня. Командира грубо втащили и бросили на диван лицом вниз. Надя поднесла нашатырь. — Где сейф? Череп внимательно посмотрел в глаза командиру. Тот попытался что-то сказать, смотря в угол, но не смог, так как Надя заклеила ему рот моментальным клеем. — Спасибо. Ментат подошел к стене, на которой висела картина мегаполиса с башнями, уходящими за облака, и кипучей городской жизнью. Отодвинул ее. За ней в стене находился сейф. Никакого номера набирателя или ручек на двери не имелось. Только небольшое окошко темного стекла сбоку. Череп кивнул солдатам. Те схватили командира за волосы, оттянули века и прижали глазом к пластине. Нолды даже в страшном сне не представляли себе захвата базы, тем более таким нецивилизованным методом. Поэтому меры безопасности были смехотворны. А если разобраться, кого им было бояться при их-то технологиях? Оборванцев с доисторическим оружием? Элиту, которую их самый маленький пистолет разрывал на части за километр? Врагов у них в Улье не было, как они считали. И теперь платили за свои ошибки. В сейфе лежали бумаги, карты, небольшие металлические диски, вероятно, носители информации. К сожалению, все записи оказались иероглифическими. Оставалось посмотреть, что было на носителях. — Что, очухался? Куда это вставлять? Только пошути попробуй. Мигом отрежу тебе этот орган. Череп держал на открытой ладони металлические диски, каждый сантиметров 10 в диаметре. Нолд подбородком указал на небольшую тумбочку под картиной. Марго подошла к ней, провела рукой по поверхности. Часть верхней крышки отъехала в сторону и обнажила круглое углубление, в которое череп опустил диск. Вся стена оказалась большим экраном. «Привет, Питер!» С экрана смотрел грузный мужчина средних лет в деловом костюме. Он сидел на фоне окна, за которым проплывали облака. Вдалеке внизу блестел берег моря. «Жалко, что мы с тобой не можем поговорить в реальном времени. Но, пожалуй, начну. Если только узнают, что я тебе написал, меня точно подвесят за яйца.
Здесь такая каша заварилась из-за твоего изобретения. Я про эссенцию из жемчужин. Органы доноров, обработанные этой смесью, оказались продуктивнее в 2, а то и в 3 раза. Одному древнему политику, который в туалет ходил с реанимационной бригадой, пересадили сердце. Только представь себе, он скинул лет 30. Бегает по утрам. Нашел себе подружку. И такое сделал только один орган. Бесспорно, самый важный, но все же. И тут они задали себе вопрос. А если пересадиться по максимуму? Значит, можно вечно сидеть на троне? Враги давно умрут, а они, вечно молодые, будут сидеть у руля. Человек налил себе что-то коричневое в стакан, пальца на 2, и, выпив одним залпом, продолжил. И тут они вспомнили про твоего покорного слугу. Все наши болячки, недофинансирование, наши просьбы оградить базы от воинствующих аборигенов, о расширении лабораторий. Меня вызвали на ковер. Внимательно выслушали. Представляешь, я говорил почти 2 часа, и никто из этих мешков с костями даже не перебил меня. Слушали, открыв рот. Там также присутствовал политик с новым сердцем, блистая своими розовыми щечками. А толстосумов-то сколько было! 3 владельца топовых банков. Конечно же, был поднят вопрос о том, нельзя ли организовать такие лаборатории в нашем мире, на что мне пришлось довольно долго им объяснять, что такой синтез возможен только в пределах Улья. Именно там находятся споры грибка, и нигде больше. Следом спросили, почему поставок так мало, почему до сих пор никто их не поставил в известность, что это такое прибыльное мероприятие, и почти все расходится по частным клиникам. Короче, готовься. Если раньше они только играли с нами, смотрели сверху на нашу возню, то теперь решили прибрать все к своим рукам. Решено послать к тебе лучших специалистов, значительно увеличив штаб. Баз на данный момент решительно мало, как и лабораторий. И самое главное, тебе вот-вот досрочно присвоят очередное звание. Короче, нас осыпают золотом, лишь бы мы гнали как можно больше продукции нового качества. Они понимают, что просто вырезать орган — это одно, а вырезать орган у аборигена, принявшего эссенцию, стоит много дороже. На твои просьбы оградить тебя от этой сумасшедшей, чужой, я встретил понимание, но здесь уже они тебе сами расскажут. С курьером получишь 2 диска. Один они при мне записали. Курьер мой человек, передаст это мое письмо тебе. Мне прозрачно намекнули, если мы с тобой наладим бесперебойные поставки продукции, то нас ждут места в Сенате. Ну и все такое. Желаю тебе успехов. К твоим заезжал, все нормально. От них тоже письмо с курьером. До встречи. Следующий диск от жены, и Стронгов никого не заинтересовал. Череп вставил 3. День добрый, командор Джексон. Меня зовут Джимми. Просто, без фамилий. Я представляю правительство. Вы, вероятно, наслышаны обо мне. Лишний раз представляться нежелательно. Вы должны меня понимать. У меня к вам новости. Во-первых, ваш частный проект с сегодняшнего дня становится федеральным. С вашим начальством все обговорено, и вы переходите под крыло государства со всеми вытекающими последствиями. Это также касается утечки информации третьим лицам. Все контакты идут непосредственно через Президиум Верховного. Все поставки частным клиникам только через нас. К вам прибудет наш человек, который поможет вам на первых порах разобраться с поставками. Лично для вас это не принесет никаких осложнений. В штат базы и поисковых отрядов будут дополнительно введены люди, как командиры подразделений, так и рядовые. Базу необходимо усилить техникой для устранения препятствий, чинимых аборигенами. В 2 словах, вас ждет реорганизация из ЧВК в госструктуры. И не думайте об этом как о поражении, а то в вашем офисе некоторые работники высказывались о поглощении, как о полном подчинении правительству. Надо на это смотреть так, что вы, наоборот, оценены правящей властью по достоинству. Всем от вас до самого последнего уборщика повышается жалование в 2 раза. Вам лично — в 3.
Вам присваивается внеочередное звание командор первого ранга. Вам также положены все выплаты, соответствующие званию. Из запаса вы переводитесь в действующий состав. После окончания экспедиции вас ждет кресло в генеральном штабе. Также мы высылаем к вам спецгруппу для устранения аборигенов. Их поселения непомерно выросли, и они объединяются. Откуда-то берут оружие. Пора пресекать всяческие поползновения. Ваш коллега из западного сектора Пекла тоже жалуется на засилье аборигенов. Его давят еще сильнее, чем вас. Данные о спецгруппе в конце письма. Как ни странно, все аборигены, но неоднократно проверенные в правительственных миссиях. Все лояльны правительству. После истечения их срока использования им обещано перемещение в наш мир. Как вы понимаете, обещанного 3 года ждут. Эти ждут уже 2 раза по 3. 4 человека с определенной миссией. С собой у них будут ранцы с портативным ядерным устройством. Активируется все сразу. Первым поселением, на котором решено их обкатать, будет Вавилон. Количество аборигенов должно быть значительно сокращено. Далее вам приписывается как можно скорее разобраться с поселением Чистилище и конкретно с женщиной по имени Марго. Оплошность, которую допустили ваши коллеги, исправлять вам. Никто не мог предположить, что у нее так разовьется дар. Такие прецеденты нам не нужны. Ликвидация вместе с их поселком. Информация под грифом «по прочтению сжечь». Не мне вас учить. К сожалению, наши ученые не могут гарантировать увеличение количества порталов. Их по-прежнему остается по 1 на сектор. Места пробоя необъяснимо варьируются, и если уничтожить портал в одном месте, то его можно установить в другом, но не более 1 на квадрат 500 на 500 километров. Мне приказано передать вам следующее. Это не пожелание. Вы теперь вновь на действительной службе. Это приказ. Для начала, подчеркиваю, для начала, увеличить количество лабораторий в 2 раза. За изобретение, сделанное вашей группой, вы и ваши коллеги, список представите, будете награждены государственной премией. Вам лично предоставлен участок с великолепным домом, я бы даже сказал дворцом, на Лазурном берегу, в безраздельное и бесконечное пользование. Все расходы по уходу правительство берет на себя. На этом вроде все. Дальше прилагаю видеодосье на спецгруппу. С нетерпением ждем от вас результатов. Удачи, командор 1-го ранга. После этого шли фото и видеоматериалы на группу. Без имен. Кто каким даром обладал, не говорилось. Но, судя по списку проведенных операций, числившихся за каждым из них, в Улье они никак не меньше 10 лет каждый. 3 мужчины и 1 женщина. Метки «ментат» тоже не было. В документах искать бесполезно, так как ни черта не понимали в их иероглифах. Первым молчание нарушил Рекс. «Срочно связаться с Вавилоном. Всю запись с наших камер, особенно этих красавцев, передать горцу. Череп, проследи, чтобы уже через час человек отправился в стаб. Марго, дай ему сопровождение». «Есть человечек. Взвод охраны и волков сопровождения?» «Я не против», — сказала Марго. «Это надо сделать срочно, в первую очередь, и доверить постороннему нельзя». «Ну что, командор 1-го ранга, приуныл?» Череп встал с кресла и подошел к связанному начальнику базы. «Вот, значит, как вы решили. Раньше вы в песочнице игрались, получается, а теперь на промышленные рельсы встать захотели. Мало нам геморроя здесь от зараженных, так теперь вы все возжелали сделать одним большим мясокомбинатом. Похвально. Молчишь? Да, у тебя же рот заклеен. Как тебя облагодетельствовали. И должность, и замок свой, и генеральный штаб, и сенат. Жаль, ты всего этого не вкусишь. Было бы у нас время, сам бы отправился в капсулу и свою печень отослал очередному старцу. Но не успеем, потому как взорвем мы ваше гнездо. Прямо сегодня и взорвем. Портал будете новый искать, а мы его опять. Новую базу отстроить еще время надо.
Хрен вам, а не пекло. Череп отвернулся от командира. Тот, стоя у стены со связанными руками и заклеенным ртом, оттолкнулся ногой и прыгнул к боковой спинке дивана. Никто не ожидал от него такой прыти, и солдат, стороживший его, прозевал движение Нолда. Внешник рыбкой улетел на середину комнаты, проехался по полу и с силой ударил по боковине дивана, вернее, нажав кнопку. Его тут же поймали и оттащили в сторону. Нолд, несмотря на заклеенный рот, улыбился. Титан разрезал обивку боковой спинки дивана и нашел кнопку, которая активировала передатчик. «Сигнал бедствия, полагаю? Или вовсе захвата базы? На помощь ты зря надеешься. Портал ваш не работает, новый появится не скоро, если вообще появится. А то, что база захвачена, скоро узнают все. Взрыв будет виден издалека». «Что с ним делать, Рекс?» — спросил Титан, убирая складной нож. «Капитан умирает вместе с кораблем. Оставим его здесь. Как идет зачистка?» Последний вопрос Рекс задал в рацию. Выслушав ответ, произнес: «Еще полчаса, и база будет пуста. Это чистильщики из Вавилона. Просто песня. Изумительная работа. Йорик, будь любезен, порадуй дядю Рекса. Отрежь ему одну ногу выше колена. Надя, а ты его перетяни жгутом. Пусть хоть немного помучается перед смертью. Не все нам в дураках ходить. А мы пока поговорим с еще одним фигурантом. Ведите». В комнату после хорошего пинка влетел Шерхан. И чуть не упал, поскользнувшись на крови командира, которого закрыли в подсобке. Мур тупо уставился на лежащую посреди зала ногу. Целый день так. То руку кто забудет, то ногу. «А я тебя узнал!» Череп встал и посмотрел в глаза Шерхану. «Я ведь твою метку снимал, как со свежака. Но ты им уже тогда не был. И после твоего появления штаб через месяц перестал существовать». «А чё тогда не сказал никому, что я не новичок?» Шерхан выпрямился и посмотрел на Черепа. «Не был уверен. Тебя прикрывали, как выяснилось позже. Ладно, дела прошлые. Ты понимаешь, что завтра для тебя уже не наступит? Хочешь что-то сказать напоследок?» «Что тут скажешь? По уши замазан. Поймали меня внешники в рейде по городу, когда я потрошил элиту, бросив раненого в командира. А потом и вовсе добил его, чтобы не делиться. Троих еще с кем был, элита перед этим уложила. Вот так и взяли. Сказали, что подбросят на стаб видео с моим участием. Дальше, больше. Один стаб им сдал, второй. И дослужился до своего. А чё не веселый такой? Жизнь твоя заканчивается в роли главного предателя. Лично я уверен в наличии того света. Вот сегодня и ты проверишь». Череп пнул ногу Нолда в угол. «Облегчи душу перед смертью. Базы Муров. Где, как, что, почему?» «Мой штаб был последним. Поблизости никого нет. А о том, кто там дальше работает, имею только смутное представление. Мы, понимаешь ли, по куршавелям не собираемся. Стараемся не отсвечивать. Ладно, сами найдем. Опять же, если некому сдавать продукцию, то и муры не нужны. Пойдем. Йорик, он твой. Только погоди, пока выйдем». Через 3 часа минирование было закончено. Базу выгребли под ноль. Рекс еще удивлялся, куда столько грузовиков. Но сейчас они стояли забитые под самую крышу. Весь груз отправляли пока в чистилище. Оттуда уже разойдется по стабам. Колонна медленно уходила в кластер, где порезвилась орда. Теперь он был пуст. Зараженные убрались от греха подальше, не желая быть привлеченными к очередной благотворительной акции. Отойдя, устроили прощальный фейерверк. Вершина холма на миг поднялась, как крышка вскипевшего чайника. Из-под нее во все стороны брызнуло пламя. Повалил густой дым. Внутри бывшей базы стали рваться перекрытия, складывая ее. Спустя минуту солидный кусок холма сполз,
обнажив металлический бок некогда герметичного корпуса. Теперь он был дырявый, как дуршлаг, и мог послужить логовом разве что зараженным. Отстроить ее заново и речи быть не могло. Внутри все осыпалось, километр перекрытий теперь покоился в самом низу, расплющив нерабочий портал. Колонна без помех прошла все 3 кластера насквозь и добралась до дома. Весь пустырь перед чистилищем был занят техникой. Отмечали победу и делили трофеи. Народ гулял несколько дней. Команде Марго было не до веселья. Чисто номинально приняв участие во всеобщем гульбище, на следующий день собрались в штабе. Просмотрели еще раз допрос Нулда и послание ему с Большой Земли. Выводы были неутешительны. При их технологиях пекло становится лакомым куском, и мы лишние в их схемах. Не стал ходить вокруг да около череп. — Что мы можем им противопоставить? — спросила Марго. — Они нас задавят. По одному. Базу мы, конечно, разнесли. Они этого не забудут. Тем более, что от Муров они знают о нас все. Меня так вообще персонально заказали. Непрогнозируемый дар. — Давайте по существу. Рекс задымил трубкой. — По существу. 1 портал на квадрат. Сейчас мы на какое-то непродолжительное время будем в безопасности. Но правильно тот хрен из правительства назвал чистилище поселком. По сути, он прав. Снести нас, как 2 пальца об асфальт. Нам нужна крепость. Или такое место, куда им не добраться до нас по воздуху. — Как это? Диана пыталась отобрать у Рекса трубку. — Став рядом с чернотой, например. Титан потягивал живчик. — Есть у кого что-то подобное на примете? — Надо думать. Так сразу не скажешь. Я никак успокоиться не могу. Это что же они там задумали? Стать бессмертными за наш счет? Пекло — самый густонаселенный анклав кластеров. Неподтвержденная протяженность насчитывает 1000 километров по окружности. И это они хотят сделать огромным моргом? Если считать, как мало выживает иммунных, то они очень просто могут добиться своей цели. Им ведь теперь не важно, иммунный человек или нет. Вкатил эссенцию, подождал немного, и можно потрошить. Нас спасет только объединение всех вместе. Ну, или хотя бы достаточно большой анклав. — 200 тысяч в Вавилоне тебе мало? Чем не анклав? И всего лишь 4 агентов должны его уничтожить. Как их отсеять? Там одних желающих недавно на арене прикопали. Уверен, что далеко не всех. А эти 4 поодиночке зайдут туда, как дым. Если они вообще не там уже. Череп подпер рукой подбородок. Нужна служба, которая не даст погибнуть людям. Требуется жесткий порядок. Ну да, если успеют наладить. Судя по недавним событиям, не успеют. И будет наша вилла радиоактивной. Да, это беспредел, товарищи. Я собиралась там загорать. Немезида чуть не плакала. — Они так уверены в этих 4? — спросила Марго Рекса. — Понимаешь, Марго, они как минимум 10 лет в улье, — ответил за него Титан. — А это 2 дара и больше. Заметь, серьезно развитых дара. Плюс надо учесть то, что в них вложились нолды. А это еще белый жемчуг, не говоря уже про другое. Подготовка, оружие. Это очень сильная группа. Немезида, ты сколько в улье? 8-й год. Поняла? Обращаясь к Марго, Титан указал на Немезиду. Вот такие агенты, как она, да помножь их еще на 2. По-моему, ты немного загнул про умножение, но да, согласна, опасные ребята. Кстати, лицо женщины мне кажется знакомым. Немезида задумчиво глядела на экран. Когда я только свежаком дошла до иммунных, она нас инструктировала в штабе, как выживать в улье, а потом пропала. Помню, еще наш командир очень переживал. Она без следа пропала в очередном рейде. Так или иначе, но они добровольно перешли на сторону врага. Запомните их. Закрыл вопрос Рекс. Горец уже в курсе?
Да, человек гнал без передышки до Вавилона. Он уже там. Час назад по дальней связи подтвердил прибытие в стаб. Горец обещал поставить город вверх дном. Отныне пропуск только по меткам ментата. Причем на дежурстве будет по 2 ментата и усиленный взвод охраны. А что, в Вавилон можно попасть только через парадный вход? Там дырок столько! По морю хотя бы или со стороны черных кластеров. Предпринятые меры, конечно, хороши, но их не хватит. Невозможно отследить. Тем более, если группа изначально заточена на проникновение в стаб. Ты все про Вавилон, череп. Нам-то что делать? Надо решать что-то. Нас можно очень просто с воздуха достать, несмотря на ПВО. Дальнего обнаружения нет. Срочно всем искать подходящее место. В полнейшей секретности. Идеально было бы под землей. Нам нужна крепость. Если не получается найти, то можно сделать самим. И здесь нам поможет Вавилон. Что, с дележом закончили? Да, королева. Через 2 часа отправляем колонну. Кого дать в сопровождение? Волки уже там. Езжай ты, Титан. Возьми с собой Кали и Эла. И этих лентяев, Конга, Терекса и Балу с Багирой. Нападать на нас пока некому. Чили сверху поищет место. Отправим в город отъедаться. Когда едешь, все зверье на патрулирование стены отправь. На этом совещание закончили и пошли праздновать. Пили и веселились до вечера. Казалось бы, живи и радуйся, все враги повержены. За друзей она отомстила и должна быть удовлетворена. Но какая-то необъяснимая тревога не давала расслабиться. Наступила ночь. Кое-где, самые стойкие еще отмечали на посту, бодрствовали часовые. Ночи в Улье короткие, не успевала сгуститься полная темнота, как вскоре на горизонте снова брезжил рассвет. Стояла безмолвная тишина. Но что это? Далеко на севере возник слабый гул, который все нарастал и теперь был уже отчетливо слышен. Будто стая раздержанных ос приближалась к улью. Все ближе и ближе. Гул перерос в отчетливый звук множества моторов, летящих на небольшой высоте. «Охрана!» — крикнула Марго постовому. «Посвети прожектором на север, повыше! Кто-то летит вроде!» Тотчас мощный прожектор стал обшаривать небо. В луче света, поблескивая металлом, летела армада дронов. На первый взгляд — около 100. Хищные силуэты крались над землей, неся на себе по 2 ракеты каждой. «Тревога! База! В ружье!» Сирена вырвала жителей стаба из оков сна. Большинство накануне хорошо поддало, и сейчас люди соображали с большим трудом. Заработали шилки и тунгуски, прожекторы бороздили ночное небо в поисках целей. Налет был тщательно выверен. В темное время суток и тогда, когда большинство лежало пьяными. Достойного отпора чистилище не оказало. Первая волна сбросила бомбы, фугасные и зажигательные. Крик боли и ужаса разбудил всех. Метание по стабу только увеличило потери. Через 5 минут ПВО было подавлено. Стаб оказался беззащитен. Нападение днем, и если бы еще Чиль был рядом, то, вероятно, отбились бы. Сейчас же Нолды не оставили шансов. Стаб полыхал. Несколько бомб угодили в цистерну, доверха наполненную бензином. Взрыв разметал ангары с техникой. Деревянные дома в центре чистилища вспыхивали, как порох. Ни о каком тушении пожаров речи не было. Вторая волна пошла уже с бетонобойными бомбами. Хорошо досталось ангарам и ремонтным мастерским. От стены на севере ничего не осталось. «Череп! Не спится?» Марго не потеряла чувство юмора. «Гони всех в бункер!» «Все в бункер! Уходите в порталы! Срочно!» Рекс кричал в мегафон, стараясь, чтобы его услышали за взрывами. Паники не было.
Люди организованно прятались в убежище. Перекрытия в бункере были толстые. Если не будет прямого попадания, то, возможно, удастся пересидеть налет. Волна за волной равняли чистилище в первоначальное состояние. Все, кто выжил, уже скрылись внизу. Марго последней спустилась вниз и задраила за собой дверь, прошла по коридору и обнаружила всех выживших в портальной камере. — Почему не уходите в спокойный? — Сама посмотри. Портал закрылся. Развел руками Михалыч. 2 портала, мерцавших голубым туманом до налета на протяжении нескольких месяцев, теперь погасли. Мы попались здесь. Рано или поздно они расколотят перекрытие. Череп стоял с портфелем, в который он успел сложить свои бумаги. Оружие тоже почти не взяли с собой. Кто что успел. Не так я представлял себе смерть чистилища. А как? Марго, все когда-то кончается. Особенно в Улье. Я не питал радужных надежд на безоблачное существование. Мы слишком вызывающе себя вели. Но как крыса под землей, я тоже не предполагал умирать. Не успел он договорить, как всеобщий возглас удивления заставил посмотреть на порталы. 2 так и не работали. А вот 3, который был деактивирован, сейчас стал разгораться ярким голубым светом. Одновременно с активацией 3-го портала земля под ногами подпрыгнула, и с потолка посыпались куски бетона. «Все в портал! Бегом!» Рекс так и не расстался с мегафоном. «Бегом!» Люди спешно исчезали в тумане портала. Большинство успело спастись. От стаба, очевидно, ничего не осталось. По подсчетам Марго, это была уже 5-я волна, а сколько еще им приготовили нолды, было неизвестно. Как подобает капитану, она покидала чистилище последней. «Здесь?» Йорик тенью следовал за чужой. «Ну уж нет!» И Марго шагнула в дымящийся портал. Конец книги. Текст читал Данила Максимов.